видео, съемка моя, вот такое же явление это тоже. А я не допускаю, я верю, что есть во Вселенной жизнь еще, кроме на нашей планете. И еще одно. Короче, день дуахшту бош аш зудю. Тешибаген ген вонса чуть вахтала вон. Харца дючу, я не знаю, что аби йоза цаха, я Коран цаха, кито я бас динц очень сильный вацо, короче. Так, я сижу туда, я для интереса пошел. У меня с глаз слезы идут. Ну, я подумал так, делать, ахирдухе. А эта женщина мужским голосом его матом посылает. Это как понять? Больные люди, психически больные. А вот ты знаешь, что ты можешь сделать? Ажа, любой имам, ой, ой, альбом от стихотворения, иншаллах, такая же реакция будет. Хакест, там ты видел? Крест есть, и крест, а эти двое там, святая вода во имя Отца, Сына, Святого Духа, выйди, бей, вот оно. Изыди, да, без, короче, туда-сюда, такая же реакция будет. Это болезни, понимаешь? Назови свое И имя, да. Tuar hudui, elçi святой вода, я Кур'ан сам, аистеси меттуар hudui, по причине. Хабой, мету. То, цавал вотар, метту, Кур'ан аит дюши, метту, о, табелла бог, движение еще, да, ему делан гетом бор. Самовнушение Богу дуаем. То есть человек, мозг себя обманывает, когда ты веришь во что-то, то, бакала, ты же не знаешь ни черта про религию. Тебя с детства там внедрили тебе это. Ты в это веришь, искренне веришь. И когда этот имам тебе говорит, что все, короче, джин вышел туда-сюда, и ты себе внушаешь это. И самовнушением мозг обманывает, будто ты вылечился. Психиатр ты у вас, примерно психолог, психиатр там. Почему люди, которые страдают некоторыми болезнями, они тоже можно вылечить без никаких там обрядов, ничего. Ты задавался этим вопросом? Илас, отецин, istиясин дюши, сачо, набкити, хумхаларсун, са голи, сон, хумхаларсун. Асвайба, мабо, самовнушение. Это самовнушение. Это мушаша успокаивает мотало. Медитация Богу дуаем. Ты знаешь, что через медитацию тоже помогает успокоение души. Сахаз, дикметки вага, медитируй, думай о своей жизни там. Представь себя в каком-то комфортном месте. Ты успокоишься. Медитация это так работает, понимаешь? То же самое, Бог тебя. Это можно примерно делать и с буддистом, например, если ему прочитать там буддистские писания, то он тоже успокоится, потому что он в это верит. Но это очень редко работает, если болезнь. Ну, допустим, когда болезнь физическая, почему нет лечения? Ящик, рак, ладом, почему он не излечается? Да, он целостный. Потому что это психическое расстройство, понимаешь? Да, это помогает порой, я не спорю. Когда человек верит, это, конечно, он самовнушением, он успокоится, и твой мозг будет твердить тебе, что все хорошо, там, шейта дадел, джин дадел. Таким образом работает медицина, понимаешь? Медицина, то есть медицина босса, психология. Гипноз, психиатр, там у них есть свои средства, чтобы помочь человеку. А психиатр, он начинает тебе становится легче, лучше. Потому что он успокаивает тебя, там, говоря, ты не один такой, там, это нормальное явление, туда-сюда, и ты себе говоришь, типа, мол, все нормально, если у других тоже так есть, то лечение ходило.
И бадачу с Богом, любой малой, пусть он пойдет к любому больному, любая арбу стихотворение шалатом, тот же эффект будет. А разница лучше. Аих мамает. А он знает стихотворение, ешь, брат. Это можно и сейчас посмотреть, если ты умеешь. Расаль курси дешь, джинад метод дол ажуй. Давай, делал там мою, короче, процессию, хайоне. Интересно, всех включай и я там, брат, аусывай. Давай, Sećaj Tanč Alberta, a šor izajnaš aditiš по-братски. Свобода. Где-то локшник, эрца легче, нормально, душа. Действительно, аусывай. Цац, короче, голцунах, is dat je kormatar jolš modujuš, аж дады عن إجمال دش داخل سونجور داخل سوابشة تاع كورما تلخريات داخل سودا ديز. يخلي شو تجات مثلا تفعلش كيفير وديوش اللي تا LDPR شو لقى أتواه إسلامسكي ميليتسيني وش تير ديش تاي رايزن سولي سونا. تدلي وام خاوتر تو تكو جدلي. Короче, любой что дешчан полностью отвух. إيش دميات تنجي بارس براتك عديشان. Давай, да деш, хочешь мас эрвях, мас жин эрвях, дагер бедуа 73 хочешь. أنت террорик, я чудар, резую вати, канал цун мадой. Надо у него спросить. Сын махат, сын вообще страшно, це души туда. هو شو جمال شو ترى واش بقول تيش ويا دوتشو. So, dela tieš uqitsan humna tieš watsa washa. Dela so hun tieš. ديلا تيش Dela galula asin dela so hun tieš olon ala. As Allah ta'ala solamazan tir wat. Nochchi bieshu se mohka bieshu. Se dina dieshu. Waqnu tüveç hala wat iştsak anta u. Uqdo tsiriacha dasto naan humma ducha dasto ghil khasiskeluch ashtutho. بس هم بوفان هزلا ويتعنوخ شي دو دال مقلا اتنوخ اللي تعدال شاع دوال ويدال نيس دوال وي سؤال يحتاجو الجا ان دال اختيش سو ودقو نعم بقو جو عدال اختيش سون خزا واتخو جو عدال ستيش وشا بوشو سو هو الجا يجينش دو يتع هو صدق كروش يتع شو دي ساش دو يبوش يوم مش دات اشتاتونا بقولا تيش ويا الخاطر درسوا الجديد Вас, der брат, вас делать если что джиншат есть вес. Водец. Я просто тебе показываю, что я видел своими глазами. А остальное я не верю. سواش حاجة إن سمتري سعدو любой короче психиатрический клинике أو чуах примерно إشنах карур бон шварт бон шварш. Просто в те времена, 1400 лет назад, 2000 лет назад, медицина хилмаят أمرت أبرات سخلة سخلي كوارتشوا تاع مozg чур короче تاع опухоли лахкия лах короче сагик по-разному действует дойтсу так гормон шую хуш сахилла примерно тайпан адми организма выделяет яш гормон их дакият цар короче говорят неадекватный поступок то есть садук кухумно ждук то есть не было медицины. И психические болезни люди тогда не знали, как объяснить. И они это объясняли там одержимостью, там, бесами, джиннами, там, неважно, там, всякой чепухой, короче, сказочной. Ну, ладно, в то время это можно понять, да, ну, не было у них этих возможностей. Но тогда 21 век должен шамелил медицинские оборудования, и он и дальше развиваться, дальше и медицина. Верить в то, что там какой-то джин есть, он в кого-то может вселиться или выскочить с него, или заселиться в него. Вообще, все равно, что верить, я не знаю, в Санта-Клауса, что он прилетает и дарит детям подарки, и что мадуи. Дудер. Но я почему говорю, что делать еще? А ситуация у Алилерса.
تعني مولن تيويش وقو مولن تيويش قيشن تيويش غناق وسلارش هر دارش دارش شو خرسو يرسو قيدش إناق بيوتر باتس تاق هديل دا هدي دا وزيلون بادر دا جوشن خليل وزيلون بادر تعجزدوك شمتكيق مسانا نوختشن خاق تيجا ششليشن كفايو بس كفاي شو وان ديل دا دوي بغ سين ششليك يات قطعتو ما يات واقعا دات غب بس ني ان ديلك دي غقص وزن دا وقندل عديل ولا از بيوش بون ناغن بناخ سون تشن بيك بين بون ناخ إبوي ألي سون خام عبيش جو وقدورا نيغو وقتوش بروستاك دعوة نا خميان دي دا ترس عتاز نميني سون يلش تا مول تا دا جاجر ناغ دا تاز بيش سي يو بروبليم ودي تا بروبليم شا يوقي بروبليم شو بوش دا إيومش ديوچم أستريتش دوق جيخي سيمي بيريكروستكا سين ايقل وال أولي أسناغ وستيك ايقل وولي تتاح ديلك ديوقس بيران دو دا إطلع دلقن مال حاج إطلع سرع لود اللي إطلع إلا إذا أولي روش دينا عيران دو دير دلقن مال حجر سرع لود دير سينا تياغواتن سوتين يعرق واترق تاسو ديلا تتياش موخر دو Отдыхали, жуак цадель чуда диз. По способностью Соломон. Дик пример, реально. Но проблема в том, что да, не всем не дается этот ответ и не всегда. Но это не значит, что Дейлу Ати, Дейла Тиш, Зибо, но и Джоапа Масана луш дать, и точно хасун, и Масурена луш дать. غزة ما شاء جاوي تصليح تاخس سنة جيم خيش وقما نستعين ده دي قاعدة وشاوي سر ما كاس تصور كمان في شان هو لو اشتغل تيو شو اشتغل خير ترس ده سأل تها كوجو تصلح بوشجور تها تهو إيرلستي يدش كده Toš, od sērmika lēts hukil ibrēm tak mobila askhēt nīri zan qīt chat čuaq amel dēš samu khētar i tskaroči cik žuapluš sun khazar dais doi lashash elar xu ta tsaqīt zan nipanēt qil zan na yezdin čuqterdu هو صنع политика партии совпадает дешет мнение дais doi lashash elar xu постоянно осту. Сэрмакс эйлэр цучуах постоянно чат чуах лишь вегуй цу эйлэр. قف عمر لا اسمه لا ما دوي هو مو كاشتي سيوك بس ما يتربى ها ورا لا لا ما نبيك لا هي تنبوك بيكتوش هو تشيل ديك عليه ما ديك عليه خوش شيء Fredem ser motion işte. Aldo qual Fredem no coizon. Uche schon, jo e daria swik sa khét daria.
Redem dikuşun iştem da dukwa vol bağırasın. Kıymansa bağırıştan. Öyle üç olsam. إتا زرزوك عارف شوية مكتوب ولا ظلم. بيك موبيل فريدم على الإنترنت عشان بوك سواد ديش صفدات تدو ما تصف ويستغل يبلع بس ام ده العيال شوية ومصو زينا زوما بور ديك خلش ديك دوخ ديك شن. هر كوشور زرزوك مكتوب وزرزوك هوي уже короче на этих пересесть на мертвом. Это вопрос аду. Примерно, бусов наха, ук, Аллаха, тиш душеш. Так и молу. От молан Аллаха ша тишеш охран уши. Üyesler, mal seviyor, malları var üyes, mal. Пол Шазион, Савош, на Бога надейся, сам не плашай. Береженного Бог бережет, небереженного конвой стережет. Шей пословить, шелш мы будем, да? Janna alıyorsun, malda zıbov. Понял. Дин халга тюч, да? Ахчан бокс бух ша беш. Ша век, мал век, дешенстаг век, ученый век, ша век. Ахч. Личо во ахч леч. Бимяй ваху ши. Умадо. Примерно, да, истаг вечу, да, тунтезия, о, Адам Хадо, его все их объедают, короче, да. Вож бейхар шейга ахча доч, да, види, табижен уйти, тани дихар уйди, харда, вожда, короче, да. Шайо кят харта, яхти, те все уходят, да, ты бош беш, хар хашу, короче, хар доги, халуах уйти, да, хо доги, حولنا هو أعلى أسأل نظام بوش ده غوشة تلقات داش كروشة تيزات وينو стык сунсайте буау стык поддержать-то дишь мне так короче да там и политика там и суета там и хи долго угля хи наш бьешь кигина бу долго бахнешь бу все это позитишь люди да движение юка суета короче 3 дня проходит человека похоронили все забыли про него. И никто не вспоминает. И так вспоминают, знаешь, из твоей что вообще, да, дискуссии, я дюч. И вот так говорю, чугар мадира бо. Примерно, масхадо, жогар мувить. Когда вспоминают, о нем начинают говорить, а так все забыли этого человека. И нас тоже так же забудут. دوش ودك ده نيرهايون سان غاسقي شون داير تسر غيرقي ايش توني سانيخ تخلي كير تعليل واش غاسقي داخني ليل ديش امو ضلاح كروچ تاسينغا تم اتن وقع شي بجن سخي لي از غاسقي شون شاش تعيل لو سو حلقي اني صرغيات ايزي اينا كروچ تيزي تعيل زي نخت ده ну чё Вася как дела эльч да никак борбах потопали похлопали моего бычка слопали да и что лишь духай. И остальные, бях мобилыч, и остальные большинство люди ходят в масках.
مو حالها تعديج بختي يقينك ديج أبسر ذات ذات تا قوة حاوي أن واستقوى ذات هيك لا دوغي خلاص أولر هينا هون حاوي أن حقو هون هربارون وش بارون تعديج هون استقبل خامي قدون هيك تدعوي أن وي أول شيء огромный проблемы он ويقوم أن يقع سبلتني شيات شيار جري شيار سواش هو شعبو نا أسير سياح شا سدي شخو أردو أس خدوج سنين خوي سيدي خوي داس دي دق وادي لن بيتان بانيا Это еще при советское время. Шичо нендан нен да ух да цун цапаме хина ух тарет ян шич цави анта вожимо حقون وش مشان تدعويش وجمو نين وش تقياش السلام عليكم سلام ديل خديدوش كبلادات بس ناقص مجهو تيور كروش بلادات نوقن صدق انت لاشنا حديدوش كتوا اسطورة اولا تو سجيات تسمو يا سج اولا مهتي لا فوق ايش معك جيم اهتن حاول وش بلني تبيد الاشي دعوة اساسا человек прибежал ниндек он сихта гор прибежал и поябничал а кант чукуш тихаш больницы а викнал وخش يا جماعة كانت ماشية نشوفها ودات نعرفه تخشيشة وي خديشيشة وي تخشيشو إذا وي تخنين تخجمون نين وشا وي تانيور تادوني Адуюцак инзариум, мола кварту сюгинс и переворить дало вообще инзариум до адуюцак. دون брат إخيلون دون конец 80-х годов тут ахал бона дуй ногти чуа несок чуа окса 50 чуа дуй 42 чуа дуй هر дуй وش дуй يقال عيدل دوش دياس يا يورت يقيا ليرون استقبانا بيتان دوي вот это بيتان Таган баркал эрели саму. سوتقي درا عيال شموشا Тан дину саган саму баркал элери бораса. So ipitan dinu sagui, ipitan dinu dawan e mat binu sagui. Chung tsas pros yigeri samu. Если Азим Хьеч Вала Хайхал Хадала. Его историю я не знаю. Ela ist sich nach Dukboy خيلي خزنية صن نرون مست تاع خيل هما دوتش خيلي خزنية صن ظلم دين متكش دوقيو صون تاسيمي يوزر تو شي ردنو شي تيوي شي وعي يين وعي لر إتاع تو أورس ديتن يلا ماتش ديني سنيرتر شي تشور كروش زود بيش درس وداي نش إيش تعمو موات بين كروش تعمو نادن تعمو نادن تعميلش دين تعميلش بقى تخلير هم دينج شاي وول شاروير أتس هم دين شون داينا يعني تاعي عالغي دلر حير دال أتسون جمو وش بيسر جمو وش كنيش نمتوجي تحارو الكروش تكوارتن تلخة نزوات سواء صوني كروش تحوي باكي لختري سميع Евро ночью. Савежи, салам маршал, душонка. بعد ما فول Деврес хлам. Вайдеш ош кицхела.
توپو تعوينا وش كله مت وورهوينا وش عاودين سخلو كانت برات بوشو يسندلونش خلا وين عاني بيت مينا خلا دونش دوش خلا بابش جزشتو دقس خل دوش موتن جو دول ديز دوري أصحاب تريد مثلا ما تشنا وقته شو شابك ولا شيء شو ما تسمع خويا يقدر خدو يتصدق عادية هم إذا كوارتك كروتش إذا переворит يتمنى خلهم ده عادية هنزا كروتش تون أوليا شو صام بعد إذا شينا أو حنا خبوش ده مدى عيل ده يشيو شو دق شو كده دال ياش دورت خدين العوال شو ده العوال شو ده شو ده تريد طيب قشو خاني الله سون سنان جز через 25 лет я только увидел свою мать. Сом цугай на жим хилава, аген чуа хилай движение хульшена. Дисер бехит, вахихсун. Еще баген гин дати. Через 25 лет я нашел свою мать. брат дал геш дольтан дал أغيت بوبتاري ودو شيتي وخي قنسك ولا خلا يسندل مش خلا دال إيمان صابر لوي Первое движение я ченат, дать. Тхадас он кисан дилан дать. Сатигво мох шалят. Война бу халвойтен. هو ويز تخداس وتحجر تتوهنا بريت شدر любой юрт хокеч хена дас встречает вор хочу угер оня умлор тиллер шо движение ялчана со тавгыр тигер то тан мет юқи цагитер да со сеум шгула янда седол мяло дол дайса дерлат со тавгыр тутер потому что шоу движения уже адам да троит кучер игбер на хабар идейный на хабар мародерство на хабар первое но кому выиграть шоу то ама кам вехтен дагали да интер хердата ну мадат удиду всю жизнь терпеть, Брат,
шолотом хармабацер пам сандалар, пам пичдалар, реалдошталар. Лач алхалагаттен санакет. Дикариш сатилиар. Уничтожить тез, уничтожить тез. Шейтне, что и отцову, что. Ишайлы вахабине, ишаик лахин ая. Что юхш. Саца еш. Юмгля, шолот вам хармабацер. Sana Дагестане или Алтахуха, или Албуш. Sana один Америка наш враг был, что учится палцы и штат нормально общество, вахя, модесарию. Его массовый коллективно бег бой. Да. Дагестан, бег мобила, брат. Дагестан, жестко контроль ватилер. Сунца бизхина. Бал бухтегер хабуш. О, года дис, шучу дек, что халу тедер ачича, я, и беш доги, бот лехетиги, да, бя, чухиса, да. Ина бэнтига, да. До осетник, гинё, до хоцуна, чего что ж, осетник, я, чудечко вятно, расковырять, короче, да, смешта юры, юма, туйцу, бя, технично, и нах юня, хочу баркихта. Дагестан не при чем. Дагестан, вы научите, что от помощи, а вы одеяли. Цавери. Ой, гуда даванцик. Это не наше дело, разбирайтесь сами, а что нам отдали. Когда дело касается государства, народа, не бывает ни брата, ни свата, ничего такого, только интересы государства. Все остальное это ерунда. Любой рам рам. Они думают только о своем благополучии, о своем народе. Там нету ни религии, ни идеологии. Благополучие народа и все, и не более. Аркучки щас гуляли, нахлять ваш стан, а не хватываешь по журналистам ваш. Надо было их остановить. Звать к народу, сказать, что лартаят, что сатуешь, а идеологии и баня мадуешь, как любое общество нормальное, ты думаешь, это цель или ума дать, какое шел поколение, если не изменится, то нас сотрут вообще полностью, коллективно. Здесь шума даст, ген вовиш вас, брат. Чё аж деши чу? О деши шичу. Деши креслета дате ану? Шича? Бог менги дада. Авижену. Почти трое пришел качок. Ан чуа воли? Ассаламу алейкум. Асмаш войло. А туда-сюда, о, види, шейден ули вавиш. Так, и муду. И худюжение шваш, лиляш. Я цейтон бод. Так, дас бо вита. Так, дас амдяш мандуй и бер. Да, я с тобой согласен полностью. Сонда инз халуэн хабуштук муамошпу. Ош за идеологии нахуй кичбош. Еще абсолютно же один уж бац. Я бала бац, я абсолютно ца успорам деши бац. Ни разу. Дешага. Анжела, деши. Ой, бюрите не модуйте. Влад амбите он, да. Цанцаха ума, они ничего не знают. Поэтому для них это цатамчин хьецан чуждо. Понимаешь? Вы адамуки инду, вейца фантазия, вейца динду, что вейца дело пушистое, все правильно, и что мячалты, мадуэ. Хакучдо уж мадуэ театр. Самое печальное то, что невзирая на то, что и что шаха. Все равно
и пушистый, да, рэш, и шея, вот, я же рэш. Так не бывает в религии. В религии либо есть А, либо есть Б. Там нету С, Д, Кадаик, там нету. Хайдагат, Ши от себя, ищет мадати, такого нету. Если написано так, значит это так. Это Аллах так написал. Это не тебе судить, что там написано, не написано. Как понять, не понять. Умадаться, век технологий, здяхуй гунах. Учебил, ждена на надеждешь будет. Рано или поздно они поймут, шаш ляхеду и шаш лагалех. Фундамент заложен, а сами просто уже дальше. Перебить вот. Инах мумбухаем, вот я так думаю. Я просто сижу, уже, да, мне интересно стало. Я уже Коран начал учить, изучать, смотреть. Ахинс аш очуае, сурш аяч интернет, люга люш, хожа хош, да. Да, я зер телефон, интернет, чувер, хумла. Сейчас моментом можно все находить, короче. И тем не менее, что инах мухи, это люди, эмоции. Это люди ни дин не знают, ничего не знают. Это очуах ламас дяши, да бёш, технически лишь пона, это молодежь. Та окна, как чувен, примерно антитеррорух, уйти, Коран туда-сюда, хай-вай, хар иш душен, дюш, да. Нага, с юмором олш. Движение ёлш, хум дяшхича. Та мукни чувен, хаведа, навас. Худить. Худичу. Давай, дебачевой. Я себя юешь яцтаги. Его лицо, имя, фамилия, даже вот антитеррор, лицо, имя, фамилия, интересно яс, потому что мне он потом не интересен будет. А когда человек это говорит, когда человек это высказывает, когда человек это читает, я не думаю, что он с фантазией сам придумал, сам эти аяты написал и читает. Так почему сейчас дин амдяш ду хараду вожду эле цаста кокчу эле духнама бо чайнца таму бо тан балда усо болбеш. Солоду шват, я никого не обсуждаю, чтобы потом с меня спроса не было. Согил мискста гусо. Танде гума дюш шватцо, потому что бусов нахи, мы братья бошбо, нах буи, там шварт миллионами аж на шкигяш бо. А их братья где-то сидят, корм кушают, потому что больше кушать нечего. Так, Цундела, я с этого в первую очередь выводы делаю. А второе, Сунцаха, я не могу понять. Ой, яша мусо да, тинча, вона, одешен стагуй, вона, мет интернет чувар, она вот, Ажим ударил релью, короче, я заблуждение, что заблуждение, лежи. Я не могу понять, короче. Со одинте, бусал динте, кицаво, сейчас весь духна будет омбеш. Стайчур, ламас, унцадуа, хар унцадуа. Что-то мне не тянет, не тянет. И еще раз в интернете я захожу, так чисто случайно. Опа, YouTube, чуа, антитеррор, гисун. Асуца дюч, хеда, ашичик, элашичик. Да я хан сказка швейцарцевым, короче. Дай-ка я послушаю, поковыряю. И я вот вижу сейчас сюда, народ заходит, общение идет, там циркуляция конкретно, там учу и день даст, у него хорошее терпение, что он обратку не дает, короче, да. Если он обратку давать не будет, у него сил еще больше будет. Так, ваш движение, до чуа, тумсову, до чуа, вожу, короче, да. Примерно, да. И кого не послушаешь, человек ногти спасать бешву. Но у вас антитеррор, сан диннен дюч, а просто политика и это. Я давно это хотел сказать, просто у меня момента не выходило, потому что у всех есть высказывания, разговоры. Брат, виджен канту халяс был некоторым мовох цеух дауа. От энойна встагу.
إنه شو ده سيدو هاي بني أشنا Pois, مالي ميدا استعمل يردو ماكسيموم هغدوني شو عملي أرد من آخر يوقع نوخشي غلغي أساعد أسبوع ويا 19 مليون دولار خدا دات وي إبرات يشا إبرات تو وي تاني شو وي ووشي ليل دي كان خيتانا برات تو ليل دا ديشي برتات دا ديشي مت كياتي خاسون وي غدوني شو هور نوخشو هور وين يستقوي بيدعوات on نويس زولتا وماستري ووشي يوقع عليه تبيز وماستري اريانس ار او دوقو بوشون جو باقن بوشون ماستري خيل بو خير بو سونديلا اشتا اوغر هالخ اوتس نوخشليت او ديرز اوست يحت عنيس دل هايش يقيتم حنيس وربروي نو ويتوتي نيما يعني تيغيتا وي ناس انا يعني هم انت وين عشقوش لبوي كروش ايديولوجيو لبوي ايديولوجي ثاني ويتعد عدخ شان ثان بي دعدات ليش بو وي هم انت اعتسويت شان سون ايش توقر كرتين او جنيو جا سكوس حالي اللي تجيت انا داتا ديو شي خيشو دي تدو شي بلا جيني هور سيو إجاز فوق إجاز ما يوم ما سمعت دايوش إجاز يانشي قلت تحت دايو تجي سيتا إشتري شو نوشي غلغاي وتعدو شلحيت نعاري نتسخر بروي وتأخذ كيوشتار وين يوقع دقو بيتناش ليري تانا لي واشلو دير نوحشي غلغا جرجلو ليلاش بغوشن تيزت بيلش بو غوشن ديا سيا بحكن تيري يالين يو قدر دعيان يو جرجلو دو ويش دو دولش دو إيه у людей есть это. Ну, не у всей массы. Оушен дикба амшбу абичу. Аллах садуй, Аллах тадуй. Эрони. Ахую. Шимет Аллах тука. Идала дикаду. وصغاس كتشو دي كل تعجلات تا داسقع ده مقلا يبغى تسدي الشرق وي دق أبي تريات وي ده مقلا وي تساعدوا خيردو دنيا قلر جنتا خلا مشري أدمج لاقل تخيردو خير دات بو كان تارك وي كالوريات شو يجي بوشون كنتي بوشون وي دلا بوخ ستوش دوما دوش عاش بوخ ديك مش دووليخ وي بنشتو وين كاردش سجن شي وين سجن شي أولا بوي شي حاجة ميتك تاع خلي شوش وات وين إشي تغوش ويدي حقيقة عوض بوش سبري عوابي يترز بيسلوب كشق بال ونخي بوش أبي أحكم يو ينقع باي ناخ قوراشي دوي ناخ بو Я что сходевшин, саунд дүйцерду. Сходевши дүйцер. Казахский матч о дика арцун. Тен. Да сейчас бо казахшин сахари сун сан тен ма. Сой сходевши шина уаст вартхоши. Девш у эрла датер. Трэшин дагар дүйцер ошимо. Sun üyeş mehte as ida üyeler sun üyeş mehte uli sahada seviye uli vatna su olar Kazakistan asas случай yer ya amma ya teri her mada teri tak ne bojo chu on wuku stargayina istarga istu şey salas i tuan daik anti dawishna kazak anti ne hailan tahwi shu barbo da kanto dawizan da كانت مجهود يحوي شوي عشان تصير يزوي تنبار يزخر دقة
Это место такое, Мордовия. Еще бунч, о, хизина. Ласкуш. وجدي горький, вахал горький, яри. Мордва, юхи. Это, по-моему, финны, они к финнам относятся, финно-угорский царь. Разность брод моих Россия. Хархиса, вештас, хадмата видней. Раз хочу задать теперь вопрос. Езжайте себе чуть-чуть, я сейчас бог. А я знаю, босс. Вот у нас, у Нохчи, есть столица Грозная. У азербайджанцев, которые искусственно придуманная нация, у них есть даже столица Баку. У дагестанцев там Махачкала, у Нальчики там Кынык, Ухы Кынык, Мордовия Кынык. Шу столиц Алиш Ачана, Ал Хунда. Der Berzo Shien Yezagi Shien to Oben Katatuch Sunder Dion Sadion Жирно юшо шкибаш мацалаш болшу мекш да тиху шашин то окусва каяс бор дайона Сундер Диона حقا شتاح يشعق Nilsson så är det vad är det sen eller bara brett Бару. vad är det och det är då det kallar ju när det då det är så att räsk klubb så alla så räsk så ni jag skulle också må man sitt sedan خرتا och تنغاز خشون تأخي أنا يات شو الشغلات أختار بقى وجري تاع تليفون تو أنا شيء ست لوش كروش وجري حقيقة وجري تقاش وتوش أنا واستو هر تنغاز خشون تاع أخي أنا عشوائي جياتش هاي أنا أحكي خلك خدو دي تاع هون ديات أحكون إيش كروش وش تاكيك حقا حتى دعدي أحكون دو على تشوق بوربا Рано или поздно финал Хирма Юхуза. Вот интересно, какой финал будет. Чем раньше проснемся, тем лучше наш финал будет. Балди, что آدم شغال انتروالا الله. طلع ويست خلاص أول Има дуй балди дит слобо, уже дит децом сохуал, я че вистрала объект. لا الفينال какой будет там за вас он ой иш тадвал хач о плач не предишон финал яц الفينال مخر جت عن خينا иш تا قوون خي بربوش иш تا تام ندرت يا иш تا تيم يرقص بوكوان اللي ديسيت نزات بيت سيم نزات иш نوخشي قوون خي بيسنا بات بوش تا اوست دايلو غيرش تانا خدوش او صغير دال درق هم سحال قوون خي بر حال بر قوون خي هينزا بو دال مو اخير بو خير بو إيش تنوخشي قام در تنخينا öz dolş yah yolş dönol dolş yah biyah dolş moerdu admal yolş إيش تنخينا نوخشي بربوش إيش تنوخشي قام در بوش دوسر دقوي إيش تدولخا إمغاسون А здесь в России был случай со мной. Короче, я в городе где-то по набережной иду, так, скинхедж, лысый, башка, на парк. И они идут, человека 3-4, короче, вот так. И что-то разговор за разговор у нас затеялся. Я сейчас милицию позову. Видишь, раз, я тебя будет. А ты кто по национальности был? Азбой, я.
Ногчи? Нет, ты не похож на Ногчи, Бог. Почему я начинаю? Ногчи, когда мы подходим и начинаем разговаривать, сразу драться лезет, короче. Не, босс. Я уже чуть-чуть поумнел, босс. Латер последних людей, шмадо. Надо диалог, разговор, амялц. Я милицию позову, солнце лет царя. Царя лета, и вивин, вавилен. До кэбек, да, вечу эра, ашбек, да, уля, хитсу. мы бог царнюка, хижниц, Москва, суаву. Из латера последнего уктар цевичи бэм, летовать, уж до этого. В любое время, да, дождь тянешь, вахатия, ваштатию, хинтир богш. Гуттарак интервала богиш, там я это ноешь. Леч меттег нисел, туш оч нисел. В основном случае церкви, там ишкшиящие. Ночью, сон раз мадar дар чаны. Ногчеву. Ногчеву Чак знает. долсу. Ногчеву кто знает? Ногчеву кто знает? Ногчевуй. Хауй ногче. Амват маться. No, I don't Ногче. Ногчеву кто знает? Ногчеву. Вы антитеррористские, да? В смысле антитеррористские? Мы ногче. А ты террорист? Вот антитеррор, там абак, вож Адам, брат, ты то, вож кина масере шеше. Оборвеше ногче вас, ногче вас. Тачка, руки. Абу брал. Чих будешь, холоп, Петя, чих будешь, холоп, вопрос тебе. Что? Брат. Свободные люди, здесь не антитерроровские, не антитерроровские, здесь свободные, мерш, ногчи. Что ты хотел? Не, вы антитеррора поддерживаете или нет? Всех поддерживаем, кто на правде. А какая правда? Терроризм мы не поддерживаем. А ты террорист? Ты террорист? Ты антитеррорист? Я не Ты против терроризма? Ты против терроризма? А что такое терроризм? Определение, да? Давай, ты будешь что-то троллить, короче. Конкретно, должен понять, откуда, куда, с приветствием, без приветствия. Что ты хочешь вообще конкретно? Давай. А какое у вас приветствие, я не знаю. У тебя какое приветствие? Смотря кому, мусульманам или кафирам. В смысле с мусульман? Ты с людьми как здороваешься? Мусульмане. Смотря с какими, если с мусульманами, то по одному, с кафиром по-другому. Ну, это уже твои проблемы. У тебя мир делится на кафиров и мусульман, что ли? Подожди, почему мои проблемы? Ты мне говоришь, у тебя какое приветствие? Я говорю, смотря с кем. С одними одно, с другими другое, вот и все. У тебя свое национальное приветствие есть, ты араб? У меня есть национальное приветствие с мусульманами. У меня все тут так разговаривают. Вопрос здороваться точнее. Вот сейчас смотри, брат, вот сейчас ты зашел, ты что сказал? Здравствуй сказал, салам алейкум сказал, дедик дольше, шалом, брат, ахи, салантана, шум, брат, шалом. Ты какое приветствие сказал? Шалом. Нет, ты ни одно приветствие не сказал, и ты у людей хочешь узнать, какое у них приветствие? Да ты что? Вот ты зашел, дал бы, кто если мусульмане, он сказал бы, салам алейкум. Если кто он не мусульманин, ногчи, он сказал бы, маш ворило. Там еврей по-своему сказал бы, христианин по-своему. Ты ничего не сказал, ты просто пришел, вот как, брат, есть вот ворона летит, короче, упала, короче, есть кое-что, брат. Вот так. Ты извини меня.
Ты какой-то антитеррор Я сюда. вопрос спросил. Ты нам, если у тебя есть вопросы антитеррору, ты задай ему, что ты нам задаешь? Не, Ты хоть слышал, я вот вам сейчас мы разговариваем, ты хоть слышал, чтобы раз мы антитеррора задевали? Ему когда надо, он приходит здесь тоже что-то говорит, что-то объясняет людям, свое доказывает, к чему он пришел. А ты просто зашел, блядь, бухта-барахта, короче, есть. Никакого приветствия, ничего. А ты у вас какое приветствие? Какой-то глупый разговор. Примерно зашел бы, сказал бы: добрый день, добрый вечер, салам алейкум, братья. У меня вот такой вопрос. Вы антитеррора знаете? Да, мы знаем. Как можно с ним увидеться или поговорить? Вот у вас. Он нам дал площадку, сделал, чтобы мы хоть общались, короче. Мы не умеем делать площадку. Прямые вопросы к нему задавай. Или вот здесь написано: брат, да, у тебя есть ко мне какой-нибудь вопрос или спросить? Прямой задавай и все. Примерно здоровайся со мной. Или общее приветствие. Я всегда говорю, где бы ни был, потому что есть здесь старше меня, младше меня, еще старше меня. Я говорю: дедик дольше, тюрдик дольше. Вот ты что скажешь? Так я зашел, прямой вопрос задал. В чем проблема? Прямой вопрос задать, не поздоровайся. Ты не можешь прямой вопрос Я задать, не спросил, поздоровайся. вы Нохчала Что знаете? ты Так, кто ты, что вопросы циклится, задавать, Магия. я не пойму. Вот Не, циклится, он зашел, это что, сказал такой сложный hello, вопрос, что ли? потом спросил, вы антитерроровцы, там, что вы сразу, я не пойму, вот такие все приняли. На Ну, вы штыки, знаете да? Нохчала? У вас Нохчала какое знаете? приветствие Богу? Хашвуё. Вообще, у вас какое приветствие Богу? Ты спрашивал, гость, какое приветствие у вас? А зачем ты спрашиваешь? Ну, видишь, он не спрашивал, он просто зашел, сказал hello, поздоровался, вот ему А ты можно что, ответить ты когда hello, кому-то my заходишь, foreign, да, все подожди, тебе ты ответили. кому-то Потом заходишь, ты спрашиваешь, какую у них приветствие, что ли? антитерроровцы, да, ты спросил, антитерроровцы здесь. Здесь тебе Ну, я ответили, спросил, да. свободные люди. Здесь и антитеррор бывает в этой группе. Это Не, площадка я вообще-то спросил, вы свободная. поддерживаете антитеррор или нет? Ну, здесь многие люди поддерживают его позицию. Антитеррора, да? Да. Ну, вот это я хотел узнать, почему вы сразу не сказали? Все, не Такие эти проблема. лекции Вот читать я начали. никого не поддерживаю, потому что я еще не нашел, чтобы кого-то поддержать. Как можно этого мужика поддерживать, я не понимаю. А как можно такого наджаса, как ты, слушать? А ты гость, ты Путина поддерживаешь? Пукин есть такой в Русне президент. Впервые слышу. Как это впервые слышу? Ты Леха, вообще с какой планеты? Нет, Тазмаандет, Не что понял. он хочет сказать? Ты с какой планеты? Путин кто такой, скажите? Путин по-украински, ну я помягче скажу, мурло. Не понял. Путин, На русском чмо. говори, да. Чмо, да? Чмо, знаешь, что такое? Чмо. И все Леха, вот эти вахин, подпутинцы, походу. и все вот эти, Не вот забивай, эти Это ты все его пожалуйста. сейчас, его подпутинцы. халифа задеваешь. Ибраим, Надо это его халиф. Я Что ты с спросил, ума как сошел? можно поддерживать антитеррора этого мушрика? Ну Как? смотри, у тебя спросили, ты Путина поддерживаешь, вот это чмо путинское, Не, ты а при чем тут поддерживаешь? Путин при чем тут, я не понимаю. Я же за вас спросил. Потому что это чмо самое натуральное, чмо. Ну я тебе за антитеррор говорю, зачем ты стрелки перекидываешь? Так я тебе тоже, твою... Не, ну мы же сейчас Да не за что- меня, а за вас разговариваем. Причем тут я вообще? А вон ты троишь на ровном месте, братан. Ты даже элементарный вопрос задали, ты даже на это ответить не можешь. Ты вообще как можешь вопросы людям задавать, я не Задал пойму. конкретный, четкий вопрос. Как Такие делаешь, да, Ахей, Я такие тебе делаешь. говорю, кто ты, чтобы здесь вопросы задавать. Давай с этого начнем. Ну, если Кто не по хотите, жизни вы там, можете мне откуда? кикнуть и все.
Какими, короче, ветрами тебя сюда занесло? Ветрами интернета меня занесло. Я скитался по интернету и наткнулся на вас. Не туда зашел, Васян, не туда зашел. Я пришел просветить вас, избавить от тьмы, ширка и многобожия. Баракаллаху фикум факум. Можешь идти дальше. Давай. Салам, бурдас. Других хватай. Послушай сюда, у тебя в Дагестане есть гей-клубы, есть вечеринки, есть вот там делай дават, ахи, хорошо? Нашли Что ты знал, что я Дагестан вообще? Я знаю, откуда ты, кто ты, все про тебя знаю. Да. Ну-ка скажи. Я тебе говорю, начни с своего дома, потом будешь лезть к соседям. Я больше вообще в Египте живу. Ты такие делаешь, да? Так какой ты гики, а? Я, может, я в Египте сейчас, откуда ты знаешь? Может, я учусь в университете египетском, исламском. Смотри, брат, если ты учишься, у тебя есть учитель, который дает тебе знания, давай возьми этого учителя, придите к антитеррору и дебаты сделайте. Так, я заходил к антитеррору, он меня замутил там просто, и все. Чего он неправильно говорит? То есть ты не можешь. Саня, брат, подожди секунду. То есть ты не принимаешь аяты Корана, достоверные сахих хадисы. В чем проблема? Что тебя смутило? Почему я не принимаю? Ну тогда в чем? Так, я займу Белгию. Почему ты говоришь, что мушрик, кафир, там, муртад? А ты что, не мушрик, что ли? Ну, не знаю. Ну, для меня, например, ты наджас для меня. С точки зрения моей веры, ты наджас. С точки зрения чего? Махшилы? Ну, с точки зрения моей веры, там, моего убеждения, ты наджас. Я верю в Бога. В Бога верю. Какого Бога? Как какого? Я что, триллион, миллиард? Не, ну как твоего Бога зовут? У него есть? Ты с ним встречался? Ну, я у тебя спрашиваю, твоего Бога есть имя? Его как-нибудь зовут? Ну, твоего ты встречал, чтобы знать, как его зовут? У меня есть книга, священная книга, которую я верю, которую не спасал Бог. А у тебя что есть? А кто говорит, что это Бог послал тебе твою книгу? Кто тебе сообщил о твоем Боге? Не, мы же за веру говорим, правильно? То, что ты веришь, естественно, что я верю. Я верю, что мой Бог отправил книгу с пророком. Ну, пророк отправил, Писание отправил. Вот я верю. Ты можешь верить, можешь не верить, мне без разницы. Ну вот, а что ты веришь? Кто тебя отправил, твое Писание? Или что у тебя есть? Мне никто не отправлял ничего, во-первых. Во-вторых, я рационально верю я, что есть Всевышний, да, так как я научно подхожу к этому. Я не знаю, сколько их там, 1 миллиард, но я знаю, что есть кто-то, кто создал это все. Смотри, хорошо, если ты веришь, что есть Подожди, Абушка, подожди. Иса, и договориться Путин бехмобилошка, договорить вам шорсы. Не, юка макисло, сетце и уичер, окуз, Иса, твисталитис. Бехмобилошка. Дия, Камел, Дия. Абу Браун, ты так и не вспомнил Путина, да? Да, мне как наха пропать ваш колоса, отвечаю. Подожди, я его... Тут помню, тут не помню там такое, знаешь, по-токийски чисто. Абу Браун, Путин тот человек, с кем дагестанцы тосты поднимают за чеченскую кровь. Вспомнил, нет? А чеченцы не понимают? Карамахи, Чабанмахи, помнишь? Гуан из элити ахчинг, то хайт мовати, Иса лучше. Что дай? Хочу ахиетам бу и бить. Ахиетам бать. Не, ну сейчас откровенно от темы уходите просто. Я же разговаривал с человеком за убеждение. Почему ушли от темы?
Человек, Пусть мне Абу, я ответит. не знаю, как тебя там. Можно вопрос задать? Ты мусульманин, ты говоришь там и так далее. Скажи мне вот Да. такой вопрос. Есть ли выбор у мусульманина по исламу? Какой выбор? Выбор Выбор чего? есть у человека по исламу? Типа, что действовать, ну, как действовать, да, Кадр, типа, кадр, как ты понимаешь, кадр? Кадр есть, Аллах, да. кадр Аллах. Как Кадр есть? это предопределение. Ну, Чё, ну? а где выбор? Вот, выбор. Я выбрал с вами разговаривать. Сауду умерцон. Эксперт Я Латвии. о чем Говорит, разговариваю? показывает. Тебе вопрос задают про предопределение. Ты знаешь, что такое предопределение? Ну да, примерно знаю. Не, примерно, что такое предопределение? Что все происходит по воле Аллаха. Определение, все Докажи. происходит по воле Аллаха, это одно. А предопределение, что такое? Ну, кадр, что все предопределено, что все происходит по воле Всевышнего. Ты прикалываешься, я тебя спрашиваю, что такое предопределение? Определение слова, предопределение. Можешь мне дать? Что это означает? Ну что, все предопределено, ты что, значение слова не знаешь, что ли? Ну, если все предопределено, значит, у человека, который совершает плохое или хорошее, нет выбора. Значит, ему предопределено совершать плохое и совершать Нет, не хорошее. значит, Правильно? не значит, не значит. Значит, Знаешь почему? Сказать? Алло, слышно? да, скажи мне предопределение. Ты говоришь, Потому не что Всевышний за 50 тысяч лет до создания небес и земли записал у себя на хранимой скрижали, да, все, что будет, все записано. И когда он это записывал, он же знал то, что мы будем делать. Он знал, что мы выберем. Понимаешь? Выбор-то наш в любом случае, но он это знал заранее. Вот и все. Не, он то, что знал, это он знал. Мы сейчас говорим о предопределении, то есть о совершении действия, на которое у тебя нет выбора. Изначально Нет, у ты меня есть сотворен выбор. таким образом, что ты совершишь то или иное действие, потому что Всевышний тебя по создал таким предопределению, образом, что ты будешь совершать те или иные действия. по предопределению, да, но откуда Всевышний, когда это предопределение делал, он же знал, что я выберу, правильно? Понимаешь? Он знал это, какой выбор я Тебя сделаю. таким создал, он создал тебя таким, это ты его Он творение, и знал, он что тебя он таким. знает прошлое и будущее. Он знает, что я выберу, понимаешь? Какой выбор я Не, сделал, он он знал. знает то, что ты выберешь, это он просто знает. Но он тебя создал или не он? Он, конечно, кто еще? Он тебя таким создал, значит, он не может с тебя спросить за то, что ты сделал или не сделал, потому что он тебе предписал предопределение. Он предписал предопределение на основании того знания, что он знал, что я выберу изначально. Ты понимаешь или нет? Он Как знал, он какой тебя выбор я может сделаю. судить? Смотри, тогда Когда судный день, он предопределение было, он бессмысленный. знал, какой выбор я сделаю. Ты догоняешь этот момент? Да, Потому что он поэтому знает будущее и получается, прошлое. вот по этой логике идти судный день не имеет никакого смысла, потому что Всевышний, по твоим словам, сам нас создал, сам написал нам предопределение и сам же будет нас судить за то, что он сам создал нас такими и сам же нам написал предопределение. Я тебе еще раз говорю. Когда предопределение он сделал, он уже заранее знал, какой выбор мы сделаем. Он знал, какой ты выбор сделаешь. Выберешь ты быть единобожником или мушриком. Понимаешь? Он это знал заранее. Вот и все, здесь нет проблем никаких. Это называется наглядное пособие того, что делает ислам с интеллектуально, может быть, развивающими Но людьми. если ты тупой и не понимаешь, это уже твои проблемы. Это Значит, оскорбление, это Всевышний оскорбление. знает заранее.
Это заранее оскорбление. выбор ты сделаешь, понимаешь? Ну, Лоуша, заранее сделать Рубит, выбор. смотришь, можно вопрос на засыпку я вот закину? Мне тоже это интересно, тема иногда бывает. Хочешь на засыпку, хочешь Например, на вот, засыпку, давай. Потом ты я, хорошо, помолчи, вот я просто, вы мне вопрос задаете, потом я вам я задам. вопрос Для справедливости. закончил-то? Кто несправедливо как-то? Вот, например, смотри, в будущем Даджаль, да, такой персонаж, должен прийти, появиться. И вот этот чувак, вот, ты вот, который здесь сейчас нашел, религиозно, деятеля, не знаю, где ты там учишься в Египте, ты допускаешь, что вот этот чувак, Даджал, его можно привести в чувство в будущем, когда он появится, его привести в ислам, в иман, чтобы он стал братом и возглавил мусульман, то есть стал во главе халифом, эмиром и стал хорошим братом мусульманам. И в то же время Иисус, который должен вернуться с небес там, вместе с Махди там, в связке, что они, возможно, в будущем наоборот сделают куфр и уже будут в рядах неверных против вот этого даджала бороться, который за слово Аллаха, за установление слова Аллаха на земле. Вот такой вот сценарий ты допускаешь? У тебя очень такой хитрый вопрос, но у меня есть конкретный аят на твой вопрос. Ответ аятом. Знаешь, какой аят? Ну, можешь аятом, но потом сам только прокомментируй. Нет, мне вот аяты достаточно более чем на твой вопрос. У тебя такой хитрый вопрос, да, но этого аята более чем достаточно. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет. А кого он сбил с прямого пути, того никто не оставит. Вот и все. Так ты сам же себе сейчас, сам себя в шах и мат поставил. То есть если Не в он шах и мат кого-то я сбил, поставил только тебе. Я знаю, что ты хотел дальше сказать примерно. и Подозреваю. если он, Андуя уже дослушай, прохавал. да, Но это аят не разбивает твой нервничай, бред. Это не аят разбивает твой нервничай. Андуя. Какой бред, Не, я меня тебя на смех, именно... я на смех говорю. Так я именно это и хотел к этому тебя привести. Нет, ты другое хотел, ты другое сейчас, хотел. ну ты сейчас как раз и говоришь, что кого сбили, того уже не поставишь на путь. Или наоборот, кто на истинном пути поставлен, того не собьют. Тогда где вот это вот, как бы свобода воли, где здесь, как это Аллах работает? знает, кого он оставляет, а кого вводить в заблуждение справедливо. Вот и все. Так, а при чем тогда люди? В смысле, при чем люди? Ну, если, как ты говоришь, там знают за тебя, кого наставлять, кого сбивать, так при чем те, кого наставили или сбили? С них какой спрос? Ну, Всевышний дает выбор человеку. Если человек лжет, обманывает, лицемерит, то зачем Всевышнему его наставлять на истинный путь? Он его справедливо как бы еще более заблуждение ведет. Как он вас вводит в заблуждение, еще более. А если человек честный, пытается правильно поступать, он может еще больше его крепить на истине. Ну, значит, ты допускаешь, что Даджаль в будущем не будет, короче, Ты знаешь, даджаль вообще, что это значит, как это переводится? Да зачем мне знать это или не знать? Даджаль это Мы лжец, это сейчас означает лжец. разбираем вот эту тему, разбор Слушай. полетов. Я отвечаю. Даджаль это означает лжец с арабского. Помимо него еще есть другие даджали, более маленькие. Вот Подожди, даже его еще антитеррор, нету. и вы тоже Да, даджаль в том смысле. человек. Его еще нету, этого чувачка, он только где-то Не, зародиться может, должен. Ну, возможно, он есть. Возможно, есть. да, может уже он зародился там с одним глазом ходит. Вот Может что это, сидит там пока. да, Голоса. может это Асгард, да, который в параллельной группе. Это не проблема, не в этом суть. Просто вот, когда этот человек зародится, там приходит,
То есть у него нету изначально, значит, выбора стать нормальным братом-мусульманином, да? Просто Я мне, я я тебе ответил уже. Я тебе ответил. в эти идеологические темы, Сейчас я просто так как... у вас просто изначально такие заготовки есть. Ну, кому Да отвечаете, вы какие уже не знаете, заготовки? что дальше говорить. Я вообще-то туда не лезу. Вообще, я Ты туда хочешь не сказать, лазю. заготовка Я была, для да? себя, Хочешь сказать, я для заготовка была? себя чисто, я для себя чисто логически Ну размышляю. вот, Просто здесь я вот тебя такие... чисто ответил. Да Кого подожди, дай Всевышний высказать. пожелает водить прямым путем, Смотри, того смотри, еще такой ведите. момент, Кто Ибрahim, не секунду. пойдет, Смотри, Абу, как там тебя? Абу Браун. Смотри, у пророка был, как его, дядя, который не принял ислам, как его звали? Буджаль. Абу Талиб. Не, ну у него не один дядя был, там Абу Талиб, Абу Лахаб, смотря про кого ты. Вот в Коране аят есть, что Абу Лахаб никогда не принял Да. бы ислам, и что Почему? Аллах, короче, сделал его, короче, кто он там, кафир был, да? И типа Никогда не Аллах, сделал бы. Это слушай, и какой там это? аят есть, что типа он должен был быть кафиром, и он изначально родился, чтобы, короче, гореть в аду вечно. Представь себе, Ну Аллах как, же приведи справедливый, аят. Приведи аят. а где справедливость? Ну приведи аят, я же говорю. Почему вы так далеко уходите? Какой ты мне тут Посланник, сказал? посланник. Я слышал, что тут кто-то сказал, что Аллах дал выбор. В каком аяте и в каком хадисе это сказано? Про свободу, про выбор. Вообще упоминание этого. В каком аяте и в каком хадисе? Ты хотя бы Сахих Бухари когда-нибудь читал один раз? Умник. Вопрос тебе, Абу Браун. Ладно, хотя бы из Сахиха Бухари одну книгу, книга Кадар, главу хотя бы читал? Хоть раз. А ты читал, да? Ты вопроса не понял. Повторить тебе вопрос. И все, на этом разговор окончен. Зачем с ним болтать и уходить так далеко? Какой выбор Какой разговор? вообще? Какой, подожди. Я тебе задал 3 вопроса. На один хотя бы Алло. ответь. Вместо Алло. того, Вот чтобы еще ответить на один хотя бы из 3 вопросов, ты мне в ты натуре хотя бы из задаешь 3 вопросом вопросов на один вопрос. ответ, слышь ты, вот еще муа, дон. Это Ты что читал такое? книгу Кадар хотя бы из Сахиха Бухари? А ты читал? Давай, пошла вон отсюда. Зачем ты так Давай дуй отсюда. разговариваешь? Вот так прям, вот как- Шел вон отсюда. Чмо поганое. Давай дуй отсюда. Иди своих овец спаси, чурбан японский. Ela hochneere işler diyor. Vay seçenek işler. Vay koma bana. İş takargla diyor. Takar der Putin huyu el hiç. Ay takto boş. Bitiyor. Шканторос кейти габет. Короче, зло, добро, тахум каста тахуш. Любой шей каельчига. Это, короче, элганти хаузен дол, свам хаюцер дол, штат. Лиелш бол, herna, хайр tal, öyle ustaş boy, hayırlı diyor çok ne evet. İşte o situasyon, hor şaş, adaki gol, vel çarmau çaban da. İşte çaban işi, biraz öyle hiç, mel voyu da, vay положение. Вот такая işte. Шабан, у вас курса у Балбеса, да? Работник у Абдул, вопрос. Tamam, öyle ne iş? Ой, мотался гатто, söyle что я. Мотался гатто, сэр, ой. Подолдия, сэр, ой.
بسم الله. أفضل ما جلس на ости. Да, по-братски. Езжи. Ура! Салам алейкум. وعليكم. هيصير سيرتيفيكات حاجات. Мало رايح احكي Халул говор, он ухер. وي بيساني هو فوري Наш аварский ахи. وي بيساني هو فوري تن بيساني чайол противоречий чудартиятен. Мои вещам, да, это террорист. Хамял Дерсон изначально хатлуш. Что аж поддержит твой и твой бош. Хамял да антитеррор. Авиа, цвинтек, астина, и уже забыть твою вещь, так гукай. Даже Антитеррор, خدمة خزن سازو كيزي خلص على ده تقاد ده يتوقع هذا ولا ليش أكيد تعوي سرسو Если кадр, сундер, мухайтерцу, сразу, сходу. Он понятия не имеет, что это такое. Чурбан японский, а чё я? Чё я, кэш, чур. ورق تعبوش ورق وابيبان ما شو نارش ديكن تقولي حلول ريلها دو كيكش عشو حلول دو تويش بسم الله حل تويش. هو دوجي دو دوتس Noch что, выстроить лерсон, просто цун шина дать, и уцух на остан, ши интеллект дать, он цанна собачим, или на бабуинном уровне, и цун шин нагайт. До Мстители кино Гнеон, ты что, Танос, Ватс, все камни там бесконечности, камни времени там, Гнеон, ты что, Хан Мататеш там, вперед, назад. Вот такое у него представление, понимаешь? Это история артистика. Хит, собственно, хит. عمل то. Цаца вышло и концепция, что он все знал заранее. В этом нет ничего такого. Все это нормально. То есть до тех пор, пока уже 50 тысяч лет, то и заранее, короче. Вообще предопределение само понятие. Это какие годы? Это какие измерения годов? Я сам думал там. А? Какое измерение годов там, если до сотворения Земли 50 годов? В Мелду 50 тысяч годов. Не знаю, вроде бы у Всевышнего нету ни времени, ни пространства. Такие вещи. Он же сам создал это все. Это вообще откуда 50 тысяч годов? Это Эйду из Айлам Тагуйху, что это за ахинея? Ну, хадис такой. По-моему, это, да, по-моему. Поранчо. Армат дуи, дуи, специяля. Там думаю, что... Миллион бог число, да, собрался, мелда их тысячи разбираться, дешут. Вообще-то 50 тысяч баштег, оно как-то не свойственно Востоку, потому что у них там 700 тысяч, 600 тысяч. Какие ночи? Такие цифры. Цыган, ты что раison? За 3 дня создал это, за 2 дня создал это, небеса там, землю. Потом, короче, 7-й день, короче, сел до трон Божий. Вообще понятие день, ночь у них. السلام عليكم.
Извиняюсь, Да. брат Ну, зашел. да. Вот за 50 тысяч лет вы спрашивали, да? Так, вот хадис. Математику Ты, тоже учил там Абушка, же. Абушка, вот Абу Браун, смотри, вот ты зашел, у тебя имя какое-то, Абу Браун, непонятно, да, арабский Абу, и Это моя какой-то, кунья. этот англосаксонский Браун, У тебя потом не у тебя арабское имя? потом у тебя арабская вязь там стоит, ты Не, у тебя не как арабское бы, имя. у меня не арабское Твое имя имя, не арабское? А не какое? арабское у меня. А У какое меня Ибрагим? арабов еще в проекте не было, я их отец, я их пахан, понимаешь? Нет, твое имя А вот Ибрагим, это не арабское разве? Нет, у тебя, у иудейское. тебя, У иудеев смотри, Ибрагим говорят, да? смотри, Или Абрахам? Абу Браун, ты зашел, Абу Браун поставил, потом арабская вязь, а типа, что ты вот этим хочешь показать? Потом у тебя вот это сейчас Пармат спросил, ты сразу вообще у тебя понятия нет, где-то ты в Египте учишься, говоришь. Вообще, какой смысл, вот, чем ты занимаешься? Насчет Египта я не сказал, что учусь. Я сказал, может быть, я там учусь. Это во-первых. Во-вторых, ты мне Листа, предъявляешь... бьяцун ващала аудул хиечуне. Смотри, ты мне предъявляешь, что у меня арабское якобы. У тебя само арабское имя. Ты говоришь, это Ты видишь, еврей. ты по логике, когда с тобой видно же, да, что ты вообще там ноль полный в В каком-то чем? религиозном деле. У тебя просто чисто ник вот этот, полукефирский, полуанглосаксонский, полуарабский, потом вот эта латинская вязь у тебя наполовину у тебя Хорошо. арабский. Давай так. У И, чеченцев и какая-то... зашел ты, смотри, да при чем тут чеченцы? Вот ты Не, ну зашел здесь, какая алфавит у них? Алфавит какой? потом говоришь Латиница, кириллица, про что у них? религию, потом ты говоришь про религию здесь, которую вообще не знаешь абсолютно сам. Ты там же видно, Нет, что ты профан в этом смотри, деле. слушай. Какой, Ты говоришь, что это англосаксонское, окей. какой Учись, какой смысл? язык? Объясни, Какой чем алфавит, вот, что какой язык тобой есть? движет, что тобой движет, объясни. Подождите. Юкмалявлас, Да, юкмалявлас. Адам, свободила уже. Раз хмата, альцахасу. Яш бючек, бусобне, яш бюч, востекше умата вац бош, саумма дудуй. Раз хмата мухирду, алансу, яс и Аллаха, тиш вала, и яш бюч вала, тахтун умата васхе. Ну вот тебе этот говорит, там, Какие можно делать? Какие у них можно хадис делать? говорит тебе перевести на русский, что тот, кто врет, тот не из нас. Это он к тому, что ты сейчас говорил, там, Путина, я не знаю, вот эти вот всякие виляния, знаешь. Ну, просто Не из нас это не Вы не означает, что мы поняли. вот мусульмане. смотри, здесь Имеется в Вы виду, не что каждый разные поняли. взрослые, Вы не свободно, поняли. здесь разные взрослые люди, потом люди, которые знают, да, там, религиозные какие-то вот эти моменты, потом во многом разбираются, потом исторически что-то видели на собственной истории, да, как что там происходило, какие-то войны, скажем так, да, и как кто-то вел себя в той или иной ситуации. Потом, насколько из исламского мира там что-то вообще происходило в наш адрес, да, там. То есть вот это все, зная, и ты вот сюда сейчас зашел, умничаешь. Вообще смысл, вот что тобой движет, непонятно. Что ты здесь кому-то хочешь объяснить? Сам вообще, не знаю, ни хрена, извиняюсь за грубость. Какой смысл? Вот, Не, объясни. смотри, я начал спрашивать про Нухчалу, да? Мне так и не ответили. Потом я начал с человеком разговаривать, спрашивать за его идеологию. Меня зачем-то перебили и начали про ислам вопрос спрашивать. И сейчас с ним спрашиваю, разговариваю за его идеологию. Зачем? Не, вот сейчас ты Я обманываешь. Я Листа, что делал? Адам, что делал? Ты обманываешь, ты сказал, вот ты лично сказал, вы поддерживаете антитеррора. А сейчас ты его имя даже не называешь.
Он тебе Перепал задал мои. 3 вопроса, и ты не ответил ни на один вопрос. И сейчас ты стоишь обратно, что ты говоришь? Вот я Кто не мне знаю, я задал? с ним дискуссию не веду. Перепал Камаев. Зачем Брат, ты зачем это смотри, делаешь, не делаешь? Хаджа, вот с тобой здесь этот гость, с тобой попытались здесь сейчас, когда вот это Никто мне такой задал небольшой, вопрос, а не то. небольшой Кто мне спор, задал когда вопрос? подожди, сейчас Кто мне спор вопрос? небольшой как бы завелся здесь, да? Вот это насчет каких-то идеологий, которые ты там начал говорить, нам предписано там туда-сюда. И потом, видя, что ты профан в этом деле, ну, с тобой чисто по логике, да, попытались в свое время тратя там люди что-то объяснить, и ты вообще повел себя, ну, как-то вообще неприлично, да, там куда-то прыгать начал, туда-сюда. Чисто, что ты в религии профан, это видно. И вот по логике, когда, если тебе самому интересно здесь посидеть чуть-чуть, подумать, поразмышлять, я понимаю, можно сюда зайти, там пообщаться. Подожди, Вот, я не понял, кто мне а вопрос задал? ты вот сел здесь, видишь, и какие-то эти, сам не зная что-то, уже несколько раз здесь вообще, как бы, Не, ты сам с а, собой разговариваешь. Ты разговариваешь сам с собой. Я спрашиваю еще раз, кто мне задал вопрос? 3 вопроса кто мне Я задал? тебе задал вопрос, 3 вопроса, которые ты не ответил. Кто задал? Антитеррор. У Такой вас там полгруппы, наверное, свой голос изменяет. Я что знаю, кто эти вопрос задает. Вы свои голоса Ну, оставляйте не на знаешь, видео, чтобы не знаешь, если ты не знаешь ответа, это не значит, там, кто там тебе задал вопрос. Это Тебе задали первое. 3 вопроса, Это ты не первое. ответил. Второе. Второе, ты Еще раз вылезаешь говорю в еще раз. трубу, будешь, если так сидеть, болтать. Говорю Свободенш, еще вот раз. если он хочет, вот если этот чел хочет общаться, видно, что он там религии вообще ноль профан. Просто тогда нормально, логически как-то попробуй здесь пообщаться. Вот Фридум хотел с тобой что-то Да, давай, поспрашивать. но, чтобы для справедливости, Да? будем не только о моей религии, но и о вашей говорить. Так будет справедливо, хорошо? Какие Согласны? ваши, наши здесь вообще разные Ну, люди. Я вообще... Авахкиши, Авахкиши. Авахкиши вообще. Абсолютно сам Какая религия может быть у человека, который, когда шныря Путина, да, убийцу там, я не знаю, если брать с точки зрения ислама, мусульман, уже самый первый такой убийца в современной истории, убийца мусульман, да, который там чеченцев положил, около 180 мусульман тысяч. Положил, короче, сирийцев несколько сотен тысяч, да, там, вот этими бомбежками, всем, что попало. То есть на фоне вот этого всего тут вот эти вот виляния, да, там, об этом, короче, это все ерунда. Моя религия. Какая твоя религия вообще? Просто, если хочешь логически пообщаться, я не знаю, если здесь администрация позволяет, кто-то хотел вот с тобой вопросы позадавать, поговорить. Если нет, то здесь с тобой неинтересно вообще. Üç dat, вообще üç dat, tane qomo dat. Ибрahim, Ибрahim, нефтен, хазгилка, хасобр, тане, камел дитсу, абсолютно вещь, вати, чунна вей, аж ойли, че вей, щелла, ауду хитксун просто, видишь. Вообще, вей, хума хитется, вей, просто кал кал. Ca sekund lož kalda, ca sicha lož. Sparma shi khater de nierting ot khater shan so jwap tsalo. Ca khich khaterna so jwap tsalo. Просто цон шин, короче, да гурдол шабу цог мял палбу и штапаргат дистрил лиш я цуэсин. Инга, цинка студия, знаешь, оно в Не, четверг именно освободить Масиду. Салам алейкум. Именно мас освободить ночи. Делиться дина, Масиду, пошел вон, говорит, еще борда, Да, такой да, серьезный вопрос, то есть действительно. Выше религиозный вопрос, выше бесполезно. Ну, единственное, по логике, Фридум, и вот и там в современное время происходит, я шел, он шуй, она там нефть, ено, шухайн, ари, стайлин, сарч, кончта, хинца, лил, дари, короче, из-за
Чулты, о какой религии, мораль вообще, о чем здесь говорить? На самом деле, в общем, я слышал в разговоре, что у парня есть свое писание. В общем, про это писание. В этом писании написано, что люди, которые предали сотоварища Аллаху, будут гореть. И, предав сотоварища Аллаху, человек не причиняет никакого урона Аллаху, никакого вреда, ничего сам. А за это Аллах его жжет в аду. Это величайшая несправедливость. Но еще в этом писании написано, что Аллах не проявляет несправедливости к людям. То есть в этом писании ложь. Это писание противоречит само себе. Вот какое у тебя писание. Лучше То есть, не иметь. Евронуш, если ты у него спрашиваешь, включите его. Я не спрашиваю, я просто рассказываю. Лучше не иметь писания, чем иметь такое противоречивое, лживое и глупое писание. Зачем он идет, что у него, ложь у него, вот и все. انت سوا مارشال دوشوك قطوع وينا واست جموت سجسون تين تحتر درسا على تويش على تويبوش يجازو شو تعسيغة تلوش تعقت يا بويست خليش просто. Фридом, esam halācilatoši, maršo, dena. Esam halācilatoši, das просто, das un sušēni pisāni, das lādījogis, dagītoj, tad das un tā vien. آدم حلالتوي ويستخلي تاسو دقة نسو كيكش عشوال ده تسنج ده просто It's kanāma dinacung šuvudīts dalcung, troļīts, āhatara žapludoš, так вацис. Стянла тушуец, пригочати ти. Ну, не знаешь, ала, Латвия. واحد صوبردين انتي تيرور صوبردين سيغمولو это Абу Браун, у меня к тебе вопрос один. Давай. Ну только прежде чем задашь, я хочу ответить на то, что другой человек сказал, якобы там несправедливо, что-то. Он говорит вот... Кто это говорил вообще? Адам, да? Не, это сказал Дени. Не, что типа, а если человек там Всевышнему не поклоняется, типа почему-то в аду будет гореть. Вот это кто сказал? Не Я поклоняется, не сказал, что за непоклонение я не говорил. В этом случае. Прямой денег, хан хаттер, денег амял дайтишу, маки гуайтишу, а вахкиш, да, ишти холса дешла тошу. Денег, скажем, щек амял дайтун, вообще амял дайтама дайт хаттер лу. Хаттер, дорогая, чусо. Слушай, Абу Браун, тут ты как зашел, я с тех пор я руку поднимаю, так как я тут не админ, мне микрофон не включали. Если бы я был бы тут админ, я бы тебя сразу выкинул бы отсюда. Почему? Потому что ты сюда зашел, ни салам не дал, ни приветствия, ничего ты не дал. Тут люди разные. Ты сразу спрашиваешь, кто тут находится там, туда-сюда. Я как зашел, я дал и салам, и маршал, и все такое. Ну, я знаю, что здесь люди, и знаю, что я человек, прежде чем мусульманин. Почему ты, вот когда ты к людям заходишь, ты или приветствие не даешь, ты всегда, вот, например, среди русских или там христиан или других людей, вот когда ты не мусульман встречаешь, ты им приветствие не делаешь или скажи об этом. Так, в первую очередь, мы вообще должны понимать, должен ли я вообще давать вам приветствие или не должен. И с какой системы вообще мировоззрения. Тогда в этом случае, Зудрович, да он пошел нахуй отсюда. Нет, ты вопрос задал, но ответ не хочешь слушать. Ты хочешь ответ слушать или нет? انت بياخد ما بيلش ديلدش ايحكيش ايات قواسيش خوشير صوني وغيتريا وشاي Krala mızdı.
Вид, По вид, самой все, да. сумме, вот. Все упорачивается, Дел да, да я вас, эмоция. да. Это бенде, шувош, короче, нагл, вела, удец, да. Вот есть он за то, отсюда идут он. Geliyor musun? Rahatsızlıkla. Rahatsızlıkla geliyor musun artık? İş Ama tango. جديد إخوة دعوة شوية конкретно. Тенен мат мабул Шадо дахар сотим мада бейтни. тог сатуишлач. Чикач сатуишлач шадо дахар мада цунда. Сега по пятница хольшо базар ряд. Дядя, разрешен. Обуховка, Лайлдус, воздухе. Гамгина чавич. Где-то в Джафре, Тавахе, джихаду на призывать, да, к ненависти, к немусульманам призывать, индийца уголовка охватим, шум целым, пьечуаться сам. На уголовку помел дешь, улицу чувашку. Исан шун мегш мадуиз. Такие я шуиз. Вид. И чисто дам по исламу, ще по сунне. Хаош сагу. Не, Эдам, и пусал буше бара из Адмала и Ахтинга. До стадии человечества не дошел он, да? Я даже до обезьян не дорос. Дыч, хазда, до этого места дорос только. Туда его и послали. Asweg bo dena tu shadow dagar dat. Ite bstegjo. It's way عوضو here جوية way بيغوتو فوي. Tu shadow dagar madar ismati way bratto da عجج سات سلاش مدر tu shadow dagar. يتيك خاش راش قهوي شوش مو. تنقي أولا هما دا مدات. تيك دقة شاسيقا تورو كيفي بين. بس نتيوقو والله جيش القرآن كيف Саша, силы, Хабов. Первый вопрос, так, долбебек. 80 лет. 80 лет свой темно, что эрце бош, аж был. Эрма бяхняк, вопрос задавайся, душа, эркис геш будешь. Это дальше геш, саума. Эрдул Элиас, эле пошел вон. Даже дешь мудаться, 80 лет живут в чужих домах. يحقنوا Ленин, صغقصوا أو يبقى كلمة واحد يترولوا إيلين إدستويتلنا يأيوك يترول ده تسا بقوا قاستو وإنا واتس يشي بقوا ييت وإنا واتس ترول إيريز ملوك شو آدم سيلر ماتسون إيلري فريدم سيلري Стилища, любой человек, Саня Тишин бац. Уж Говори, раскоши, троллю, старший короче, братиш тем любовь, дейтом линчу. дах мабила савош. ده فريدم إيلري تسام إيلري مخصون ترولوا يا Arma, tu سلام arma, ever ina was trollu, tüm deytuma da çanla deytsam deytsam dogi şori halatu yaşayna. No korоче, как раз тüm doch o o nisi şi metai, otul şi metai nisi elhum son gaza da за последние недели две. Папа, хлопаем. صدوق قنار كيكو شكول إتشنجي آلس سأتول بعقل إيش القوسة يا الدولة عليه دول ده تاع عيسى براتو ومبادئ دي ده شو كسيبو ده عجيسو شنالي بقى هذا هم تحت عديزن شو تا ويبلاتين لا يا خيست تيريك ساقا سويلش بريكريتينيو إذا يا خش داس ريسوش ويشار جوني حبور بروي دوتشي سيلش وين يقير سيلش وين يقير بلاتين دايوح قريات تعالغي ويش يقع البلاتين دا تياقا إديك والله. Надо весь пол. وي شادب ووشخ شيك دوي دات إز نيس دات كنتي Шекали есть, sayıla, подвата,
شكل بيستغل في подвал арендует. Леха Геха. Лёхок, Лёхок, أقول شو حاخر واتسون بدوال شوا ملو خوشي اشتي مواتيا حاخر واتسون بدوال شوا لوخك شو أنسوا Сундер бо могли подвал شكل بيز ودوك درش انه مت начнем мет сидеть и ладу бьет сого дюсек дуй, все равно вырываться душон. У человека вырывается, что догадок дуй, мелчо, льстит тебе, хочу я ничего, а гуч волшун. Внимательно ладу бьет дюйче. Что за пропустил он там, пропустил, да, гуч али, все там, а да, бьет евро, доллар, чего, вместе. Троллил, что бьем, мешались. اسبو гудуан Лёхок. Уэйе воут на последнее время, но с одной стороны бехка бацой, с другой стороны каждый нига шин, короче, дхл умеч, да, сагорчел, да, короче, цаоуши, короче, цавертин дукве, дуй. Шавик шин, цатеш, бай, ямар, твой вейн, Не надо шишин даже думать, надо команд. Жал бошуис. Я сайна я не принимаю сумна это сайна эльчин сумбаран я не принимаю. Команд жалуй, команд жал дый шум штуйцу эрхвасвиз. Нечего там его там что на переделать варящий. А что я эту большие свой подвал чудо конца дахи должно твокеч. لوخك Как минимум. ناقص سитуация شون هو примерно стажер who is курсант who is recruit who is чисто что что Рекрут только, если его там по статье будет халя дебил, давно уже там чуяльно, хавяльно, тахли, дынки, дерсон, он ще дагай сан лир, что дать лазит по всем этим чулш, вот, милует, а все белого упис. Выявлять я что там, садак худу аж молодежь, по мозгам ехать, я шюли лишь, что более. لوخك يورو دولار واحد سلاح ويلاح is طبعا راسيا ولا شيء صوته شن كارتيزول سودا لري вообще شن риторики sana жинш эрдохши гаман дик волбир барсın Саш муж, жиш эрдос, беш, сагено сана вот датуан портрет Путина ду, лукаво датуан пьенталеш, Дзержинского ду, портрет ждали, наш муж. شوالي هذا مش ما دوسي أنا شا جن أرداك بوش حياة لزهيوق سجيو سوشان زميت ويلي تلي تشين سجادات سانا وداتي on لاش بوتي سورتو وقا وكين داتي on لاش زيرجينسك وسورتو مش بوش может سوبر чуть-чуть элет işte это de şey ашсан hal ülnem de eskete çizilin işte çocuk да шей догадываешь, что он всегда дитно, что и там, чем они, куда они работают, на кого работают. Зиржинского суртунгеш туда. Жиша должна представить, да? Хорошо, Путин там сейризор почал, сейриз. Самое главное. Зиржинского суртунда тоже всегда. Дзержинский Путин самой бусал башкалет есть, саш завуалирован. Конторы бабуй, там не прерывается ничего уже. НКВД, там ЧК, НКВД, цигар мабуешь, Путин оттуда, мау, КГБ там. С этой конторы, сам даюлушан, да, Зиржинского сурти, и контор правильно глаз. Путин и сурти там. Тин штит он, сидя худеешь, бузал до лечения ешметя. ما بيلش مسألة شو مسألة بيش دقيقة لول سقاع عيرن بال دعوة شو ذلك عايتل شو Это бой. Вы кроме как бать умеете, да, что?
Что ты сказал? Я говорю, вы кроме как банить, что-нибудь умеете? Нормально общаться умеете, слушать людей? Умеем, мы слушать умеем. Ты заходить нормально можешь, приветствуем или как? Или ты еще не дорос до этого, до Смотри, человечества? ты мне конкретно предъяву за приветствие сказал, и я тебе отвечаю на это. А вы берете меня, просто баните, не дайте мне смысла сказать. Вот это что ли вы слушаете людей вот так? Давай тогда отвечай. Я, например, мусульманин, тут разные люди. Вот когда ты приходишь в гости, как ты должен себя вести? А если ты себя не умеешь вести, кто тебя должен слушать, да? Иро Аша, Лаварис. Давай, конечно. Исключился он. Иро Валруа, Лаварис. يا أخي شازة شين شو عارضي ده ترتيال بقى خود تقوم نحتام خلش وشو تردو شو أنواع ترتيش Он интерес как он относится к Эмирату Кавказ. Потому что если он брат Ахлю Сунна, очень интересно было бы его мнение, его взяли, выкинули. هو إبراهيم سمبوغر إشتا شيء نروش تو كيجي ديك وقت داري بعدك ديش ساي كيجو نروش تو أريات. Да лахтыш делдаш, и сюли вообще он еще братыш, тяхтыш чего, ночь было. Свободен, Кирилл, подстатьевой, ты еще на вас. Вайн юж ват Эмират Кавказин, юж мабуиш тента. شلون خوزه خودش باش تنا یورپ شغلی ترز ابو براون ابو هنا دن امام شميل مالك تنا في يوروب там короче. А Европа, Латвия. Он не в Европе, он в Дагестане сейчас. Ну, еще тем лучше, короче. Там на месте же он. За антимушрикин, хочу я говорил. А что он там, мушрикинов не видит вокруг? Путин, главный мушрик, например. Чили, Мича, Вала, Чуили, Ажулет, Идош, нас освободить не школа, худина, Идош освободить, ночь 80 лет чуашу. Не чуешь, наш барам бегет, чубан, и кера ерзин, сквот, со сквот, чурерзин, но шудеш, а хума делится, на дома диня, юру, цего кия, мини мира, то она косвишу. Любой на царя, чего? Вот забьешь пол, жук ты бац, вот презирать пол. Царь освободит, ты забьешь пол, кешц, гежи, царь освободит, ты не только освободит, ты бакача, дюча, хазхадушун. Более того, в денежном плане там, да, проект, там, ремонт шумша есть. Вы полностью возместите на шунцарь. И Бог душу мешает, ты полностью худшим хашем и мудается. А окаровый босу вежерш година он додик хаинти худея штука. Тейн вок сукши. Да, алур дацер дия. Дацер шел. Оранче на сюлишенде. Да, тунтин до камерли. Нагина. И шуюга. Будто нюга нормально без всей вот одну ребенку не будем ставить. Нормально без шабу. Но в массе своей опять-таки же. Разгергал пшелил умештаться абсолютно. Дистанция ласту вишна больше. Темел уж Аллах твоя чувает везел, да, я полностью согласен с этим. Жим нормально ведь топца душу. Зоган говорит обратно на волю есть. Какое ему дело до нас вообще, когда у него в своей республике там что только не творится. Моя нормально, мела эздуна. Царя вообще аламат эти республики. И вообще не стоит с этими людьми разговаривать про религию тем более. Все на 3 буквы обычно с Мадья Оля ловил. Он двух штаркой полностью.
Что, рекламируешь, стагнон. Если хочешь халяльные яйца, петух должен быть мусульманин. Маршал душук в тему эльчун цашидош и туор дерес. Эдамал массерси лиуе, но овайс цамалах шейцайн эльцендук. Согласен. Вообще, салафитские движения, Багдад говорит, что حبيب تبعنا شوي стал серьезно воспринимать того, что единственное, что проверки, а вообще, что уважительно причин лезет, того, или уокшберн, или тюрьма, что давички, но это уж, я, короче, сон шел, не в сознании, короче, там находиться, ах, оправдание. И да, вообще, уже серьезно, есть лично. В любом случае, Лола, Кола, Эдиш, Хачи, Люка уже, Дука, пережение снешь, Дука, он что? Из этого максимально, что один злом цехалечься, обдумать день. И вот что таким, а потом, как подумать день, аккуратно выходить надо из таких вот сложных цванговых ситуаций, чтобы не навредить. По клятве Гиппократа не навреди Бог. Главное, не навреди Бог, что он стяхал. Да, им троллершун, это был тролль. Действительно, не стоит с такими людьми уже разговаривать. Сюда же заходят из Дагестана тоже нормальные, разумные люди. С ним можно вести диалог, разговаривать. А это вообще уюхуш мадуэль. Он акида уюхушту. Я сразу могу определить человека, какой у него акида. Я вообще Ибрahim Смайлер, Чуала Заркет, а висны гуат, Багдади Вочуох. Нега, короче, Чуала Заркет. Причина Карин, Чуавистом Уор. Ваш халифат, вот, больше воин Кавказа. Isa, Арен Беляк. 2 секунды, статист. Isa, elçin tuolla. Аренцам нормально, да, акинах, интернет-пространство, что абиш был, был, сюли, сун, хорошим, бат, сдохли, лёхшуса, хорош, бат, единственный, так канал, теперь Мадарха олш, республика, Аваристан болш, беш, кайлаца докш. Кыйлар да, сюли, сун, сагарина, танаме. Печи нахчин лирибы кити бахбабат. К сожалению, так. Не, по-любому, Царнюка, нах был адекватный, цивилизованный, нах был себя разный, нах был себя одна масса маяцы, в любом случае. Царнюк, кажется, более-менее, что кортец, ойла и шесть ларам был, когда диндл дикий хоушен, диндл охош, шак аст да хошо, нах был, Царнюка, аллаха лохш, хала ваха лола, кола, биками дальше, потом эйбиеш мабетига, ах, постоянно таарш, ишт буй вош, вишт буй ваш. Мы не выбираем, мы работаем с тем, что есть. Ам хила букбала, ам хил. Да, не статист. Вообще, Аман, нагадать, эксперт. Сахум хатита, ведь стали хайк. И Аваристан, бюч беш. И хуютер, нормально, что я там был, что будешь или тоже на основе салафизма, движение. Хундячи, Аваристан, что за стан? Гадистан, в общем, это подход, чисто националистический подход из Канады. Не, почему у них стан Аваристан? Авария или там Авар, Надин, Шайта Макта?
Да, шейхом штукцы, ну, Они проблема. на этом циклятся, на основе, на религиозных идеологиях? Или Нет, как? нет, абсолютно нет. Чисто научный подход. Это канале именно. Чисто Аваристан республика, другого А пути нет. стан, какой смысл вообще? Стан Это, какой смысл? это турецкое слово, обозначающее Да, это страна. уже не важно. Важно, да, зримо. Но Не, смысл... они же вообще к тюркам вроде не тюркоязычные, это рынки там, Рымкистан могут, да, Кумыкстан. А какая хулиева вообще? Эксперт. Цехи дороза чак савали. Ибраим, Есть очек такая валит, группа. сахар да это. Выстрел. Бигдер вистров. Бяхтин билиш. Hara эксперт и Аваристан бошел и церь движение, шей Аварский республик квал движение юцерь, если иш дела, иш поддержать победер цана гор. Ой. Да, сега, пост, что интересный постер, но единственная проблема в том, что гомки бац, царство отвел будет, теперь недопонятно, что это наблюдается очень давно. Гомки ногча обуда, ну, это тоже не важно. Важно, что есть люди появились, которые видят, что куп яхна, короче, сам национальный да. Они просто хотят Беркмобилы, Союз Еркан, Аваристан, чтобы Дагестан был Аваристаном. Они к этому идут. Видите, что? Да и ладно бы, если только Дагестан, там и чеченский, Керсной лам захватить бенца, там много чего вместе и сопутствующие. На своих землях, какие хотят Аварстаны, пусть строят, но без нашего. А у них расчет на весь Дагестан. Аваристан нет. И гую концепция, гую идеология, эксперт, они в Русской Федерации как бы себя рассматривают или как бы отдельное государство? Ну, давайте на нас делайте ставки, то есть себя выставили на... Ну понятно, Мы тогда. тут рулим. Я просто удивился, потому что я еще в жизни не видел ни одного живого Дагестана. Я это говорю с сожалением огромным. Я никогда в жизни не видел ни одного дагестанца, который говорил бы за национальную республику, за национальный интерес, за освобождение, за свою государственность какую-то. Просто пока еще не видел. Я надеюсь, что они есть, но Динамбас. Вы гонки поддержать, вот без, не надо никаких Аваристанов поддерживать, гонки поддержать, вот без, уж против была. Ищи. Секунду, ваш солдата. Ой, любой поддержать и составе Наской империи уж арез была. Хисига вариант, я по-любому тяхта империи хили еще, и ой империи в составе арез была, так поддержать. Фридом, Леха, там очень просто. Очень просто. Вопрос номер 1. 44-й год. Худар Хач. Единственное, там 3 народа, которые виляют. Это аварцы, лакцы и даргинцы. Они виляют на это вопрос целого. Бизинджа, любой человек, это был геноцид, не раздумывая. Вот и вся картина. Интересно, кому интересно относится Алханов? Даргинцам, аварцам или лакцам? Чего интересно? Не, он там в этом вопросе ждать. Но я вот о политике учу соседи, тут надо именно конкретно адресовано. Нет, там много очень сделали, ухо. Там же обратные вопросы тоже возникают, понимаешь? Ты когда вопросы задаешь,
тебе точно такой же альтернативный вопрос зададут, который тебя еще больше в угол загонит, потому что ни одному лахцу, ни даргинцу, ни аварцу никого ни в Хайбахе не сожгли, никого не выселили, никого голодом не морили, тифом не травили, то есть полностью не отрезали там от своих территорий. Они этого не видели. И наоборот, тот, кто это видел, как бы, вот ему это постыдно смеяться и держать бюст на столе у себя. И вот поэтому там очень сомнительно это Ты к же этот даргинцам вопрос относится, к лакцам огородами. относится или Зачем ты аварцам. приписал его, я не понимаю. Политический вопрос, да, это другое. Тут другое. Тут межнациональные отношения. Так из ден мау как раз из дүйч мауэрхэнс но Ты вопрос задал по терикүй адресу, Альтан. суюк алечол изүй чидюк ахватинол шлюс я и тигерник даяхтли короче войнукерник даяхтли шмаюе войнукер та шлюс ума даюах штахил шофюк вахахин бюш сталин ахватин ты хочешь вона хелче не худуйцерло. Хайнца noch чуть-чуть хитрый, одой. Не надо вот это вот напрягать. Так швили, что из это тебе альтернатива. أسألك كده دلدل خاطر جوقدر جوب اوندر ممكن إنساني نوغش إنساني قوي كازي ده شيء ترساني ай политик далили ай дотхл далили и все никаких проблем. Ишму касто хатер холдельджи Цава вопрос, это что это такое? Все, вопрос исчерпан. Геноцид. Все понятно, все автоматом. Больше 50% вопросов отпадает с этими людьми. Но есть три народа, люди вернее, которые относятся к трем народам, которые виляют, не отвечают на этот вопрос. Прямо не говорят. Наказание от Аллаха, испытание, Боже, добилось. И войниш был подпевать лишь аж. Вот вся картина. Начали наши Да, ты не можешь целый народ в чем-то осуждать. Если у тебя у самого в тылу здесь шпигуны по напичкам, тоже это сложно вообще. Цундел народ, когда все под одну гребенку. За политику я не отвечаю. Эксперт, Отвечаю. эксперт, Неинтересно. дай мне это немножко тоже поспорю я с этим тезисом. Все-таки наличие Алханова, просто фигур моей, я не играет Это в не этом. народ. Да, это общественное мнение, я просто предатели, их много и раньше будет. Попрекать чеченцев Алханова также нельзя, потому что вы оккупация. Вот попробовал бы Честно, Алханов... Вистелем можно я тебе коротко Нет, что-то скажу? не Просто дал Вистелем. договорить мою мысль. Попробовал бы Алханов Гаской армии с бюстом Сталина находиться. То есть вы тюрьма был этими ночкарами, всякими вышкарями. А у вас вышкари, у вас такие сволочи, ночкары, бог, это я не нахожу это правильным. А что касается вот этих убийц на Шбари, во всех этих дуньячах приняты репрезентативная подборка олаксунах. То есть если Милварха, Ларгинис, Дракинис, Маргинис, неважно, из 10 человек, не знаю, 9, 8, большинство ответили из Ахдуичдек, значит, им можно на весь народ как бы проецировать это. То есть большинство там думает так же. Точно так же Нохчищука, если большинство людей будут говорить, Сталин это хороший чувак, и бюст его держать, то также можно и на них проецировать это. Короче, когда ты говоришь о людях или народах, вот из этого исходить, язык, а не из отдельных случаев, на мою думку.
Я просто, знаешь, к чему это сейчас эксперту говорил, буквально до вот этого разговора. Эксперты, кумбош, молодцы, Шамадердич. Он что-то на себя воспринимает сразу, короче, что я вообще это не ему говорю. Инс куча извар чуял, Абу Браун бошта, курсан. И тут им стал вопрос, задали там. Ну, вообще-то я его задал, про Путина там. Ты знаешь, кто такой Путин? И что он начал сразу хвостом вилять. Кто этот бог? Юх, куча там элар, цати круглый шок. Будет, что юга свободна, что я как ты знаешь. А ты знаешь туда-сюда, что дагестанцы, когда у нас там с русскими война была, они там выпивали с русскими вместе туда-сюда. И вот Юхо точно так же альтернативно хата было. А чеченцы что, не выпивали, что ли, с русскими? То есть, вот когда Не работает. такие... Не работает. Объясняю почему. Ну, Чеченцы, давай попробуем. попробуй сейчас. Чеченцы ж выпивают деш, там беш как бы шидак мадуиш, то есть выпивать беш бут, он беш бу. А у даргинцев только выпивать беш бу. Поэтому как-то... Хорошо, я тебе это попытаюсь покритиковать. Если ветер. Gente, faz verkum bilash. Ajim mocha Даргин, восстание поднятен цер, одинак, там, например, 10% населения уже дахака, UHC там, долгам геноцид, перешла туш. И в это время другая часть даргинцев срочно выпивает, то вот тогда как бы это сопоставимо, такое сравнение. Но дело в том, что царь и мельч, например, таган мухердут она Палестины, Израиль конфликту, я говорю, что он будет она лаухшна бу, и хо она палестинцы сан выпивает деш коллах лета спиртной дочь. И что это лечу. А вот такой вопрос, Холлис. То есть тебя это не совсем касается, это дело, когда ты там стоишь, с кем-то выпиваешь, а тут тебя могут покруче предъявить, да, потому что тебя же мочат в сортирах, а ты стоишь и с ними выпиваешь. А такое это дело. Вот именно из-за вот таких вот моментов сложно как бы говорить с позиции народов, да. И народ все-таки народ должен думать, что аккуратно ходить. Ну, царь, это не слышал, не могу. Я просто говорю, что вы так сравнивать W, если мы начали уже сравнивать, короче, ширину, величину, то уже само уж они в этом не хорошей ситуации, именно потому что даже если такой-то и там 90% алханов, и 10% там мучеников за свою свободу, зачуханных, зачморенных, задавленных, то они все равно смотрятся как бы это, скажем, не даже не в 2 раза, и не в 10 раз даже, а в 1000 раз лучше, чем народ, где 10% там бельгийцев выпивает русскими, остальные просто пассивные. Здесь работает вот это, да, работает, надо ориентироваться как бы на хороших, на правильных, хорошими, да, на правильных, скажем так. Вот правильные показывают, что неправильные, эти, кстати, оккупация, у тебя этих неправильных будет становиться все больше. Просто я, знаешь, хочу сказать, вот в плане
какого-то соседства, там, национальности. А вот так кому-то предъявлять, да, опять махбу мяч. Вот так кому-то предъявлять, это не вариант. А вот когда Я люди не знаю, заходят, кто там предъявлял. не, Вы же так, об одном и том же говорите, когда, просто с разных да. углов. Я просто хочу вот подчеркнуть, что когда человек заходит и с каких-то этих религиозных, идеологических убеждений начинает тебе говорить: о, вы мусульмане, не мусульмане, вы гунядины, вот тогда так работает да, полностью. Потому что если ты там мусульманин, то какого, Два слова. какого лешего ты сидишь, короче, в чужих домах. Петонса. А видите, если мы там на даргинский сайт зашли бы и начали бы их упрекать, буду начал Илханшу, то почему вы там бен бел хунца бел шубош. Но если он к нам зашел, то он автоматически всю ситуацию должен понимать и шайол не преимуществую, шайол disadvantage, он должен сам знать. Два слова. Ибраим, эксперт, Секунду. секунду, интервала. Григорий. Времени, момент, и хаттер тебе дох, что ли, вообще цюплицу, и хаттер дадишь, да, цер, тебе хтыка мялдар дьюч. И милу цовой зархун, цовой зари, бе. Мой зерсон, что каше азат варис. Вора. فكان اجتماعات بمرتق وزعشاش بويزي تبويزي короче. Сам Тесла, я тебя полностью понимаю. Вообще-то сейчас следующая тема была о том, что вот эти на других сайтах происходит, там, эксперт, то, что говорил, а сам вообще бы вот накидывать полностью на всех, как бы одним этим. Там и есть вариант, когда мы говорим о идеологиях, да, с точки зрения, с позиции, идеологических позиций. Ах, ты какой-то бушка сюда зашел, лучше мушрики, не надо больше. То есть чмо, который не признает не то, что там Путин мочил по мусульманскому признаку там, людей, потом на Аллаха управу находил, потом в Сирии, в Ираке там сотни тысяч тоже замочил, короче. Вообще, Исанил, Хума, чин мусульман, стоит вообще самая высокая колокольня, там, кортизолом кидал в это дело. Просто, если на народы кидать, то это сложно, я считаю. Все равно, народ, что, аккуратно халдес хочет, с народами должен считать. Согласись, что Цанародин есть исключение. Да, тайном. Мы же с ними в состоянии войны все-таки находимся уже 4 века. И все как бы говорит про Осраск-Шука, а и вот аж вот ле и мы как бы с ними заодно. Тесла, ему духаун, у нас не такое положение, да? Это Америка, Штхильча, вообще беш масана тиркуш меште дa'uгутер. А война наоборот, цай нуклеер. Нормально адмиштуй, уж хауз войн духал цабуш. Войн, например, первый том был шана, сюйлиш дур, غلاش غدور فيشر غدور ده تسعة партизанские دي حسيا ويلش потом уже جبنا شيء شاغلش أبلاش سين سياش штабыл доллар да уже подыгрывать даже бэк лоч غديش штасум لما داري فيها то есть мост цаба безвой худина эксперт Я согласен, что это мостится без. Я про реакцию. То есть каждая акция будет порождать реакцию. Привет, модель, ответ Дельчан должен ждать. Я согласен, что чуть-чуть уж мягко двигателя, включая даже вот это украинского Черномырдина, если уж на то пошло. Сальчин отдал ош вала. Бухорш дал амел деш вала.
تاني دي تان أنا أحوند إيلر دو على بيستوند خلر آل بيك بيلا вариант совхозига. Вот да, الجودة изначально дулиник ховар али бехки вот. Тюндел цар саол что, вой жопл что. Вой да Это тань. вообще-то хует личность, удар хайон. Вообще вариант, это все, чуть-чуть, что-то дальше. Почти цатер позиция, почти цатер позиция, что. انت اسا حيت خدا امال داشخنا отснягат дешена хиеч мадой например чту штаха дохал ту хумдол чигас тюрге ту Я просто хотел, чтобы ты нормально различие нормально сделал. амел нормально амел чига нормально амел да ишуй полностью да мел Нормально. ну вот просто схун как бы еще придевший не то что придевший из-за Отиг вахт хун дүйцүндек да, примерно хун эрдек и ол шорса да. Потому что там Не, чакцайолиш номер дохуа крития цаялити из мордонс. Общественность должна взаимодействовать, искать пути какому-то там консенсусу. Она мы тогда ишь, мы общественность. А когда ты раз, короче, юг нас политика, юг да, все, бардак. Сюндел барас. Не надо было именно в этом, вот именно в этих отношениях это все через призму политики пропускать. Мадия бара, скрыматься бар. ترجع Я كل не قاعدين забыл تعوش ничего урна. لا على تويشي غتي نقي ده وين يبقى قلت مصري بوش مصري ليو تشادات سوي ستوكم دوكي إشا دويخو شخون در داتي تنميرنا مو إيدو يقمتو دات تنفتيمو ديون حاجة المرشو مو يوقي ترسرازو الدش سلا Цена у вас им постоянно, да, в принципе. Гуштач масал дало, свежий масал, да. Ну, цалханя, сажим героевни, хуйня кашт, хахуэкни, ну, это реакция аж. Результат не заставил долго себя ждать. Ну, Цолхана обработать, ну, в общем, короче, он не на правильном пути, через призму правильно, акида метвалу везал. Затем, короче, подставить вицар. Цюль, шаш. Гневное обращение. Дурак, юксенде, он дурак, сам повелся. Etsülish wayne ütren, wayne nog beide bal khil bal mötsch qirabel panik яхна ва ина was бухкос сар. Гневное обращение я зетен. Инз и растрижировать ешь будешь. А этот идиот попался на эту удочку. Вот и что почувствовали, что, а вдруг, просто троллинг, знаешь, в итоге взяли человека, поставили. Вот и тайп ситуации, вот, видишь, войну тренд, чана, так что Gonda yuqa любой. expert gonda sadi da yuqa da sadi iştala da Так я говорю, что Лохардоне до этого доводить еще врача, подкинуть вешу, чтобы у других аппетит отпал автоматически, шли лошом дуэль. Ой, я эксперт.
Кормят козла на убой. Просто реально паника. Мы просто мониторить. Все, паника у них. Паник, юцер. У них яцер, не на чем объединиться. Нету перспективы. Вай губех был. Вай халала. Вай истории, киек, вай сохранить. Дюч, дох, что. А у них этого нету. Им обидно. Понимаешь? Вот в чем беда. Эксперт, примерно эти чувену абу шкватер. Мела цена цены штала дёга цец общаться те понимание и что что примерно и на вас кушчу я короче ху ойло шикан хру архитон. حلقة رخيخ نوخشي بات лагбел нету. Ой, нохчи хахиха. Они понимают, нохчи зажим камел диш оуши барт холиха, они это все и жалоб ждутся, где что и ласки националист бывает, коч тиш результат гушухшин агу что сурт. Это вся их работа, деятельность. Теперь чаще болус мабат, жалобы, вот там нохчи, там националисты, они вот увидите, короче. Скоро там ласкшин шинтехалуече на тхобен А хили. чувен го иман чуда кувен халвишу ку наставничество. Ну, какой вариант, я надо Его что-то... просто приход тут ролить то ну что долго мухер. Ой, запаник шалит, он запаник шалит. Какая цель может быть человека? Нет, конечно, это я вообще тергал, я обсуждать, я вообще игнори, полный игнор. Не, надо это просто... Не, просто принять هذا его как شنو позитивный حيت момент. انور زي شنو حيت انور حقت طبعا بتايش Позитивный момент. Тютига открыл личко. Понимаешь? Вот баркалсун шей юхс ибат хаястан. И поет бухса гай. Гуштухшин вот лицо открыл человек. Следующий откроет, потом откроет. Так у нас вот, миражи, что они братья, мы братья, это не работает, перестает работать. Это же не они, это же какой-то специальный человек, который сюда зашел, и это вот это фекалии кидает, и вот это. Да. Тем У более них есть идеологически умствующий. источник, откуда они питаются светом. Из тех же книг, из тех же, которые пишут. Откуда и мы, наше все общество питается. Один источник такой красный, с такой красной звездой там стоит источник в центре. Значит, оболваны вокруг, не знаю, ну, этот Алгай Пача, хоть он за ум взялся, хоть начал объяснять модель Диаштоса, а эти до сих пор прыгают, орут. Сочинительно сказкаш Меркель деч, там чеченцы платили дань, боже, ценил базарин, вот там Аваристан, вот, короче, до Аргуна, боже, короче, хитренч, типа шейдага хитрый, или что, вей провокации, я говорю, что на самом деле они открывают свое лицо, понимаете? Шей Йосиба от Гуджок. Вы между на какую-то шушу отвлекаться даже. У нас глобальный вопрос вообще стоит. Каждый раз и шушер, сунешь вообще как бы чувствовать собой, например, воехильчан, сунешь вообще бацк. Сейчас бол, а будешь вообще помериться, Да, государь. именно, вей дуэл, вей чардел, вей нахо, ам хилыш хотя бы, что ну дуэл, китам, чубя сидела, это жайги шуш, дазиодор, мою, это надо понимать. Они лучше понимают это, чем мы. Мы еще не понимаем. Нам достаточно быть единым. Ой, хамду, все, ой, бухарбу, ой, там, хитам, чудехкини, все, проблем остается только наблюдать. Да, шик хочу, масалай, и направление, да, просто мониторить, вообще не встревать, просто мониторить. Вообще, вы ищи царцани, царга, вообще, канал, да, и куда, хави энчунга,
وين لا قمع بيت وين توش تداشو دا يغيت والو شو ختان هو تاع نيماني ابرشات يشتيل تعرفت اللي تتبدني مات يشتان تاهم بروست شين موتي شيطان بيستخلر هوشم يتعين شنير هل هو يستخلر تغلى سلام علم تعمى دوش عشي انه مثلا دق بق الشاب وشي إشت شنده رتال يخشدوي ويا نخشي بوه جوشا تعمو كارك دا يخش مخلان تاخبر دي تسدي السيكاج بوس كانت تعب نماني أبروست خديت مانيتوري слушать шудяшку худуть чтобы мы знали в курсе были это одно آدم إيشايل بروبلم ويخايل وآدم أحبك أخي ومن يعدنك أخي بوشتان كل يحكي شيء نحكي ماتك إما يوك بروبلم يو شابش وكيت رباط تغن حقشع ويد ضلدوش بوشاك بوس expert ساسان لوكو اوبشن او تسير ناو تسير حل دويس سون ناخ تسير حل اشتيكا تدون اوبشن كرتين خاصن تنا تاني وكش لسه ساسان ديرغ ونش يلين ناخ بولشاس دي وش تغن اوبشن ماس ناخ نو اوتو значение придать хум да сейчас нам надо расти мы не можем опускаться бьон да чашашين يشيو تقوس تشنيلات يتاخذ الحلقه كان ويقولوني سنتان خطه دويش مياتي وتم ديستخل حلقه كان يجاين جيم سناين يا حيولا مت ولا هو يا شور كومير الشي خز الشي تقيشتون تات يا شي تقيشتون ده شي نقل поведение تاني چون وي تاتر برشديشتون ده تسون تا ادم دغيات چونغر تا مثلا تا اميال تخل قوه تحني كي برت تخصون تنا تاني Адам, такит на вооружение етивой лая эйл волч вахчи цунах эйл хилабо. Эйл лай волч вахчи цунах лай хилабо. Давайте все-таки лайш махалевой так цадей вахши боя. Ну, иш духом бодак диза, да, твой Совершенно верно, Мелдикрели. شاب اميل ده يشتغل ديز وي تيسان وي ايش ادمش داتا تبو يدو تبو وي ادمل تغن هين صوشع نقلادنا وين جيرك شوي انه استق تون تاني خزا تون شامبو شوار تاني تون بطيات دوش تو داشتو تسويش قميو تاني شاتا حيقل دوشخيش وي او دوخيش تا وقوشتو تون قميو تاني خو ادم دو إيش شو أنو شخزادو إيش حلوها وين حشوكا شيخو شادات قلبو خز يجو قطرة ديون قل دار شتي دوش قطرة كم بوش وش أو شو واشة تبي شو وتع أنت مثلا وتعن شو خوش ناشتا راستا تسويل حشوي لقوي وليش هم وتعن شو عش دو تخس قوة وشو خليته تسويل تشنيل حشية كيسن شكيك دارن شو منشتو هدو قزح وشي خلك شو خديشتو شي هي اتنش دويشو هكونش دويشو شو تابويك واجه تبش شغل اشتاتات وك حيجة حيش ويدو لا ليلي بوشتو وها خوشن عاش دوين تابويك يوحى وقاتن خروهن داشتو شو قال تا سلام علم هما دوش خداوك شيخين عشوك وقوقهم قوي مننا لا شنيري دون شو يا القميال ده اخوي يو بشي استيت ناتان هو قميال دي دوي السبوسو öyle وقصنا تاني ده قميال دوش واتسو آدم راستا عدي تعود شو ده لا وقتاش كونكريتنا تعود يشنير دخل عشية قميال das ما sitter خاطر ونسم هو بشي ملو خاطر شلو وكا كيمي ويتراني تبع زني سلو это шо خاطر интернет и вообще сразу на самом начале شيماتيك يا ده حتشوفني просто شي позиции شيماتيك дагает юстон до операшн короче ты глядь го все туна фишу на эш тачуэлчен тавиш да сразу захад да диск да لغة مالر سразу ديونا تقول القمي ليه وعرفت هم
ديت غير شو عملت هالسيتواسيون يون نورمال ادم تيب حتشوفها بيش تدخل شوي هرمت هالسيتواسيون سيتواسيون روك شو تحكروش تدعك أميال دي دو عودن بخالاتهم دو حيث ودي استيزاء مدار يوحدو حوا دير يعني شين لا أميال دي دا حس بطشتو حيازو لا وستو شوية نعيات نعيو يلار وار قوس ليار دا حجو يز هالسوور هوش إشت هزي ناتير بروستي خمدو أعتقد الميت يحكي دات يكون حابين يخوف ديون دات يو وين حقو تشروش بوشو قيت صموخ قيت نشتغل دودات سادات عشوائي هو обычно вилка даса тюнг хаж хух обычно дег дух придумал да шума дасхе даже очень خطر دوی گیدولن آجویش خطر نجوب کردل سو عوان بعد صنع بیدیا یو دنی سوالچی کاریریان باش داد جوب کاریریان باش ایست گین علت Isto, isto antes. A harta antes, se não pode dizer, brato do xícaros, do que assistam. Só que as forças, só que entende saber que não. ايش تم دانس فادرس وكروشي ومباخر ليوخ ادرس ليوخ حبيبي وري ادرس مش عندو نو اثنين من شو أدرس سقط ده هذا. ستاندينا حقول من ذات تاع ثلاثي كوزيون. بيتنش نرايشي شوم ده ديزو قوض حلادة جنب خود له ثلاثية واحد. ده ولا اسمه ثاني ثلاثي شيء انك تيقوى شيء بس مشروم داني سيتو. شيخنا هم أسجيت تندات عاستايا. شيلين بات على ذاك واها ورو. هديل سلاف وديش دشن. تن ديج مدر تعمو ديش دوتش كيبا. ستاند اب الإمام ترامب دير دع دي يشتغل شخط يشوش يش دع دي ليش ترامب دير ديش دو دينا شوز كوزا ديش دو ترامب انتيرا ايواتش انتيرا مت بور باسات يا تعرف так все-таки было покушение на Трампа. Затем, он помазанник Бога. Конечно, было, 100%. Непонятно. На Кеннеди же было покушение. Расскажу, откуда готовилось нападение, да? Я сейчас на аудио ставлю на Рейгана было нападение. Почему это на Трампа не может быть покушение? Может, помните. А на Рейгана с какой стороны было нападение? Тут справа я как понял. Тоже ухо или еще что-то? Цуна тапчи тарак типа, короче, кто, адвокат какой-то был, по-моему. Я не помню, кто он был. Короче, он этот Юхи, тапчи тарак, охрана прикрыла его. А кто он был, я, забыл я. Кенди Вашвинек, индусу, он до сих пор сидит, кстати. Чуал шушуны. А Хундвина, не знаю. Цавелли. Молодой парень был это, индус какой-то. А Хундвина, он даже не знает, зачем он его убил. То есть в чем запрограммирован его. Вообще, с нашими, да? С братом Кеннеди, Хубал, индус-иммигрант, представьте, вот какой у него вообще хавианщица. Хотел Америку попасть и на Бош, лишь молодой парень, короче, какое дело ему до кандидата в президенты Кеннеди, короче. Позитив, до французского учителя.
Да, вот это дичайшие преступления. Юпай, например, журналист Архайпыч, Ахундинач, он не может это объяснить ни логически, ни даже никак. МК Ультра Тесла. Зачем иллюминат ой? Не знаю, что за иллюминати, но, кстати, можешь почитать об этом. От Рейгана на Пастинека я сейчас посмотрел, я забыл, я смотрел это дело. Ты думаешь, чувак? это фантастика Тесла? Нет, не думаю, что это. Иллюминати? Иллюминати. Нет, проект МК Ультра. Воздействие через герцов. Что на человека можно, ну, гипнотизируешь, да, модой. Тесла Он буду легче фрагмент. воздействовать. Буду легче воздействовать на лоху. Тесла Дальше. фрагмент из Симпсонов. Буду легче, бесплатно, фольга, шердас яи. Фрагмент из Симпсонов Генишин Сосетинский. Эксперт, я смотрел, сахатер я один в экспрессе про голубой луч, блуд, а он один играл, я один был. Блубим, проект Блубим. Esa podemos moverse gordo. Ничего не А куда волос могу это? Хина признать вирус, вот то лишь. Спецэффект, чего есть, придал. Я в других не нуждаюсь. Иногда пророки даже прикидываются другими людьми, чтобы распознать, что на душе. Спецэффекты нужны. Швечу, НЛО, МНЛО. По-вашему, откуда это все? Сажим собордыш, тетя, душу. Подождите немного. Еще года полтора. Году через 1,5 года. Иса Нострадамус, что ты хотел сказать? Да не, никакой я не Нострадамус. Просто есть прогноз. ИИ Тесла поможет нам достичь много чего во всех сферах. Кто поможет? Искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это новый бог нового поколения, по-моему. Тоже надо на собственную в первую очередь рассчитывать. Все не возлагать. Это не истинный бог. Никакой это не бог. Ничего подобного. Это не новый бог. Бог из машины – это излюбленная тема там, в фантастических рассказах, философским смыслом. Deus Ex – бог из машины. Есть такое понятие, что нет ничего недостижимого. То есть это человек сам себя ограничивает. Нет чего бы человек не мог достичь. Просто из-за незнания, нехватки. Человек ограничен. Просто если человек создаст более совершенный, разум, чем он сам, то он уже может создать еще более совершенный ишца. В этом смысле имеет. Вот именно об этом я и говорю. А это идет ежесекундно прогресс. Ты говоришь, там yok движение, еще пока в массе это не распространилось, то, что мы видим там, достижения искусственного интеллекта, это айсберг, там глубины не видно вообще. Айса, вопрос. Или эксперт, тебе тоже, ты любишь такие заумные рассуждения. Хочешь? Смотри, вот ты взял какой-то отрезок, какое-то расстояние. Например, я не знаю, 10 сантиметров. Потом ты его делишь, 5 сантиметров, на 2 поделил.
потом еще там 2,5, еще делишь. Как ты думаешь, этот процесс можно бесконечно продолжать? Да. То есть Мне тоже ответить. Бесконечно, Тесла. А 10 сантиметров ограниченный отрезок, я увеличен. Там атомы, там, когда теоретик, это более глубокое, Фридом. ты отрезаешь половинку и делишь эту половинку. Потом из этой половинки опять ты делаешь две половинки, берешь одну половинку, опять делишь. Фридом ночи придем. Пока есть ограничения, Тесла. Мы пока не знаем определенный цагман такачевый, но после этого уже нет знания. Но это не значит, что... Не ориентируйся на знания или какие-то... Мы чисто рассуждаем с эмпирической, философской стороны на это, не опираясь на то, что не на современные какие-то понятия, там, что там кварки, не кварки, это забудь обо всем. Чисто вот чистейший, скажем так, разум, чистая философия. Вот этот отрезок, его можно ли его до бесконечности делиться? Но ты поделил. Можно. Тесла, Подожди, секунду, подожди. Олонса просто, и 10 сантиметров ограниченный хельчи, бесконечно, мой Жоп, хоть 10 сантиметров ограниченные яйца, хоцакет. 10 сантиметров ограниченные яйца. Возьми 20 сантиметров или возьми 1 сантиметр, не играет значения. Ты его делишь на два меньших отрезка. И берешь, поделить половинки, 50%. Его снова делишь. И снова берешь одну половинку и снова делишь. Можно ли этот процесс продолжать до бесконечности? Но это настолько утончится, что оно придет к своей нулевой точке. Я так вижу эту картину. Нулевая точка. Бесконечность. Бесконечно он делится. Можно, нельзя, это уже другой вопрос. Он делится бесконечно. А если делить, ничего же не останется. Она Ты все не равно остается. можешь до этого ничего дойти и до тебя, что этого деления бесконечно происходит. Если цифры бесконечны, И вопрос про мышление, Мадул. Нет, А мышление, чувак, нет, нет, в реальности уже объекты, съезжаться, уметь съезжать, мышление. А мышление, глядь, вопрос, то есть, а мышление, чувак, Допустим, ученые всего мира до много столетий спорят, вселенная, вещество, среда, эфир тогда они называли. Дискретный он или нет, боже, она хазар душон периодически в интернет чухающий. Дискретный ли это фундаментальный состоятельный, или он непрерывный? И Бог дует. Например, ты делишь и натыкаешься на последнюю элементарную частицу, из которой состоит мир, как бы. То есть меньше... мир мой, мышление, чувак, мир мой, Не-не-не, это слишком логика. ограниченные знания, чтобы для окончательных выводов. Тесла, например, смотри, мы дошли до атомов, да, из твоего там примера. Ты и делишь атомы, как бы ты имеешь в виду, да? Да. И атомы делаешь там на другие атомы. Ну, в таком случае там, да, там нету конца. Поэтому же я тебе сказал, что пока что ограничено двое в этом плане. То есть мы определяем... Это философия. Она не ограничена ничем. Мы можем ее рассуждать о ней как хотим. Ну так скажи, она конечна или бесконечна? Можешь ты делить без на 1 сантиметр? Могу, да, по теории могу. Есть оно по теории... Оно по теории
Оно по теории бесконечно и стремится к нулю. Это деление. Стремится-то оно стремится, но оно никогда не достигнет. Ахиллес никогда не Вот догонит именно, черепаху. что оно никогда ему не достигнет. Оно Про стремится к нулю, но оно античастицу чуя, Тесла, ты что уж? Нормально, оставьте науку в покое, оставьте, это чистая философия. Мои часы, Высший как бы, математик, это да, ничего не это может такое. исчезнуть, потому что нечему исчезнуть, понимаете? Садя Тесла, Рождение, халавел хата ваусус. Расстояние, мы говорим о длине. Длина – это Тесла. просто абстрактное понятие. А частицы ждут свой пространство, длину ждут. Можно ли меньшего длину найти? Можно. Вот Да, если уйти в минус бесконечность, можно. Секунду лaiž statistā minūtē. Dēlā, это очень интересно, да, и вопрос, это хэттендель, ЛДЛ. Если ты берешь ограниченный отрезок, там, не знаю, сантиметр, 10, неважно, если ты его начинаешь делить, но ты же изначально берешь ограниченный отрезок какой-то и начинаешь его делить. Просто цахет, я буквально воспринимаю это все. Да, ограниченный отрезок. И ты его до бесконечности делишь. Бесконечности и делить мою цахетцу, если он ограниченный. Вот видишь, Гойшин, это очень табу. Ну как это, допустим, ты его поделил, не знаю, миллион раз. Миллионная доля расстояния уж отрезок. Допустим. Видите, ну вот 1 миллионная вот этой самой отрезки у тебя в руках, ты ее поделил расстояние, не объект, яци. 1 делить на 2 в миллионной степени, целый. Ты можешь его вот этот миллионный долей еще снова на миллион частей поделить. Цепится Тесла, делать. Фридом, смотри, Тесла, собади, Фридом. 10 сантиметров объект таяться. Не смотри на то, что он ограничен, не ограничен. Один кусок ты выбрасываешь, там 5 сантиметров, да? И 5 сантиметров ахёка, 2,5, и 2,5 ахёка. И так до скольки ты можешь идти? Простым языком. Это в конце концов, шахтая реакция, он же закончит. муёли. Ну как, шох муёли. Видите, как блок Хольшин философию, и Кегаш, она мышление хорошо развивает. Тебя атом, его тебя духом, что Фридом, ты знаком чуть-чуть с этим вопросом? Со школы, и как раз он был канал, я физик, я химик, или экшен, что мало тупой ушел в этом плане. Тупой вац, это просто блок. Во всем каком-то вещи бывает, у писателей бывает писательский блок, там, пока они не преодолеют его. И сам просто мыслью этот блок не сильно, потому что ты об этом не думал, не размышлял. Давай разблокируем его. Я говорю, Начо, давай Фредома сейчас попробуем разблокировать. Я попробую там, чуть-чуть простым языком попробую. Разблокировать мову, если ты сам заблокирован. Тесла, Бог, кажется, эксперт. Я же сразу же дал ответ, просто не давали мне возможность. Да, все равно заблокировать, ну. Хорошо, дигду давай, слушай. Виноват, заборю, весь холодительный эксперт. Заборю, что придется пьетушем забрал. Дигду да, скажем, паузе, шварцом. Блок Фредом, давай тебя разблокируем. Ты не понимаешь, это уже хорошо. Раз ты не понимаешь и говоришь об этом, так, уже... В общем, смотри, у тебя бесконечное количество вариаций, и ты допускаешь, что у тебя бесконечное число, допускаешь такое, примерно
понимаешь, что это такое? От нуля там и бесконечность, да? Дуй? خلاص Совершенно верно. دوسون так пускай. Ну, Эх, там реакцию, да. Вечный ад и вечный рай Дагайтан. Вот. То же самое относится к делению. То есть у тебя бесконечное количество чисел, на которые ты можешь разделить это вот отрезок. Это миллионный, миллиардный, десятитриллионный, доля там и так далее, секстиллион. То есть бесконечное количество Эксперт, делителей. дай секунду. Фридом, он сурт дилхай. Ну, там, бери сам Я пространственное воображение развивать ты ешь. Представлять долой, где кумш. Представляет, им далось рисовать, дало. Ты можешь из таких вытянуть длина, представить, что у тебя на руке кубик. Так. Можешь его в воздухе поворачивать, он угол хуешь. Да, могу, да. Да я не понимаю, в чем у тебя это. Не в этой загадке. А когда ты говоришь изначально, вот отрезок, определенный отрезок, тебе его надо поделить, и можно ли его делить бесконечно, вот этот момент меня, тут за голос у нас, короче, цена дата слухто и ахавичел, определенный конечный. Петон сахубо. Хаят сахом юк, например, 10 сантиметров, блок юк, например, железный. И сантиметр сейчас, одну придумать, длина. То есть 10 сантиметров ты можешь какую-то новую длину придумать, например, какие-то наносантиметры, и сказать, что из-за миллион наносантиметров или 10 миллионов наносантиметров, так и миллион наносантиметров сейчас, кусок еще 1 миллион, 1 наносантиметр, то есть 1 10-миллионную часть яхкиш моя, длину. Так ты вот я понял, 1 миллионная, ты можешь тут же придумать у себя в голове и 10 миллионов наносантиметров, блок снова отцел расстояние, короче, придумать новые нано миллион сантиметров, и снова от него отрезать еще один нано миллион сантиметров. Хотел? И ты можешь вот так... То есть, короче, это не практически физическое тело, это абстрактное. Абстрактное. Если абстрактно, тогда я себе представлял, и конкретный промежуток, отрезок, и физически я его представлял, не абстрактно. Блок я ты просто с практической стороны рассматривал это, и человеческие меры длины хотел применить. Речь не об этом, воючил сантиметр, тонны, джоуль, ватт. Это человеческие абстракции, их на самом деле не существует. Мы можем их сколько угодно скалировать вверх или скалировать вниз, от этого они не появятся и не исчезнут. Тесла, можно ли понять бесконечность? Тесла, планковская длина. Да, вот видишь, мы подходим к квантовой физике, которую эксперт очень любит. Квантовая механика, да? Да. Это, кстати, против вас будут против знатоков играют знаменитые квантовые физики, де Бройль, например, там. Или ваш Миллер, который вот это меньше длина юбок. Аль-Бухари. Ника, не сказать, духа утро ехали, машина хотелось что-то спросить, мы никак не даем. Не, я спросить не хотела. Я хотела просто сказать, например, в математике, да, когда делишь на число, и оно не делится, бесконечно идет. Например, 10, если разделить на 3, то получается 3 целых,
3 до бесконечности. Но когда ты решаешь задачу, то ты берешь только две тройки после запятой. 3,33. И решаешь эту задачу. И она бывает фактически точной. Поэтому на этом это число останавливается. Но деление само, это тройка, она идет до бесконечности после запятой. И решать еще и задач. Поэтому в нашем понимании, если ты как математик рассматриваешь это, эта тройка идет до бесконечности, но при решении каких-то задач берутся только первые две цифры после запятой. 3,33. И идешь, решаешь дальше по этапу. Вот так это Вика, работает. можно я добавлю кое-что? Разница, почему проиграла советская промышленность перед западной промышленностью? Вопрос был. И ответ такой. Советская промышленность допускала после запятой две цифры, то есть обработка металла, глубина обработки металла, прочее, то есть соединение и так далее. А вот европейская промышленность перешла на новый уровень. После единицы 3 нуля, то есть 3 цифры, тысячные, то есть глубина обработки металлов, стыковок и прочее, прочее. Это одна сторона. Вторая сторона. Европейская промышленность перешла на уровень, подшипники изготавливаются под нужды технологий, а советская промышленность осталась на тех уровнях в прошлом, то технологии подгоняют под существующие подшипники. Эти два фактора сыграли решающую роль. Гонка вооружений, гонка за космос и так далее, и так далее. Вот важно, да, что вот это вот цифры после запятой, сколько их там, Эксперт, сотни, эксперт. тысячные. Чей молча, продолжай, потом продолжим про квантовую физику. Не, разговора нет, очень четкое пояснение было. Баркал за информацию. Вот так вот. Я не знала, эксперт, что они три цифры брали после запятой. Возможно, Любой деталь, описание читаешь, деталь, ну, автомобильная запчасть, там указывается глубина обработки металла, то есть евростандарт, и Китай изготавливает там, допустим, какую-то деталь, вот под евростандарт там должна быть глубина обработки, точность там, тысячная, то есть обработка. Допустим, там кореец говорит, да пойдет там сотая, короче, там, или там якут говорит, да на глаз зазор так, короче, сойдет. То есть зависит от твоего, вот, как то есть о стандарте, и государственный стандарт. Измерение. Ну Это да, там итог был. МДТ от бозон Хиггса уйла, эксперт. Или частица Бога Уолсона. Isa, sabır değil, самодити тиш, а Тесла хуял ворождишь. Сколько долго это вопрос? Я чай пью, после чая продолжим. Пока займите другим, другой оратор. Чайчу, мозг класла. обоими крыльями. Да. Хорошо, есть такая история. Моз бац, моз чайчу класла, была чита белая. Хорошо. На одной крыле болезнь, на другом баре. Да, обязательно. Вот задача такая. Вот собралась группа инженеров высшего класса всего мира, со всех стран. И им скучно, им надо работать, надо что-то созидать. Им задачу такую ставят. Так, давайте, короче, создадим самолет. А какой самолет? Вот такой вот. И объясняет параметры самолета задает. Но условие одно. Вот сколько стран, там 200 стран или там 50 стран участвует в этом проекте, им говорят, вот делим этот самолет на 50 частей. Каждая страна берет то, что им интересно. Там один крылья, другой там шасси, другой тормоза, другой там электрику. Короче, каждый по способности берет. И задача такая, каждый независимо друг от друга, опираясь на один же проект, да, инженерный, разработанный уже, да,
изготавливать эти детали. И тут еще важно учитывать логистику, проверить, как работает логистика вообще в мировом масштабе. И это все должно изготовиться определенное время. Определенное время она должна где-то под Парижем, короче, собраться. Там уже готовый цех для сборки. Airbus, да, эксперт Хадиш Ордова. Да, верно ты заметил. И этот самолет там собирается определенное время, там уже специалисты готовы, и каждая деталь, изготовленная в разных странах, соединяется без каких-либо проблем. То есть точность измерений, точность деталей, все, точность соблюдает. И этот самолет взлетает, и успех, ура, все, мы способны это сделать. Это просто достижение, это великое достижение, понимаешь? И до сих пор эти самолеты летают. То есть вот такие эти люди творческие, они что-то делают, но они главное, вот полезность. Полезных, Алар. Точность. Да, ты да, одним словом, точность. И про это он говорит. Как преуспел Запад, а не преуспел там Советский Союз. Бозон Хиггса Уюрайон, эксперт. Объясни нам, пожалуйста. А ты слышал про историю, как человек продал отверстие и за этом разбогател? Не слышал? Есть такая история. Чувак один, денежный чувак, ему скучно было. Решил, короче, на свой Land Cruiser, Range Rover, у него любимый дизель. Он решил посоветоваться, как бы сделать так, чтобы она быстрее и мощнее была. Ну, и он там одному пошел, другому пошел, все говорят, ну вот там надо то, надо то. Короче, максимально можно. Нет, еще давай. В итоге, короче, ему объяснили, не получается. Там он завод писал. Лучше везде всех потревожил, всех на уши поднял, всех инженеров. Короче, ему объяснили, нужно сделать дополнительное отверстие на форсунке. А вот как сделать? И он давай искать станок, который может это сделать. В итоге, короче, он в Англии нашел заказ, который взялся за этот заказ. В Англии ему это сделали, и в итоге он добился результата. И вот его осенило, а давай-то я это отверстие продам. А это отверстие только в одном месте можно сделать в этом мире. Понимаешь, это отверстие, она настолько минимальная, которую ни один станок в мире не в состоянии сделать. То есть это технология настолько продвинутая оказалась, что никто не владеет и не сможет в ближайшие 50 лет достичь этой технологии. Вот так вот технологии открываются. Что в итоге он разбогател еще на большую сумму. Бозон Хиггса Уюрайон, эксперт. Вот этот бозон Хиггса как раз в этом отверстии находится. Тесла чемел волютвы. Я понял твой ответ. И бозон Хиггса, и Тесла цены разбирает. И нирас хат нири хуют, частица Бога, цахунядин, я. Но в итоге, короче, Тесла цены помял вещь. Я понял, что это, обман очередной. Нет, это не обман, это теоретически это существует, а практически его невозможно еще доказать. Вот практически не нашли же его, вот я что хочу сказать. Он теоретически существует. Нашли, почему не нашли? Большой адронный коллайдер же нашел его в 2012 году. А вот вопрос в том, что есть ли более мелкие частицы,
Вот это уже другой вопрос. Сейчас уже идет исследование над этим. То есть говорят, есть. Вот это уже теория. А то, что бозон Хиггса есть, это уже доказанный факт. Но я хочу услышать Теслу. Да, сейчас он Недоказанный факт, недоказанный. Но я потом продолжу, Саурдиш. Сухолон, цельня, Тесла. Фаиса, а что дает этот бозон Хиггса вот, в практике? Теорию Это очень трудный вопрос. мироздания. Что дает? Да, по-другому спрошу. Почему тогда его называют частицей Бога, скажем так? Основа мироздания. И из ничего что-то случилось или было что-то изначально? Да, вот именно. Все произошло из ничего, доказывает это, да? Я так понимаю? Или что-то было все-таки вначале? Они хотят понять, Фридом, но это не доказывает, что все из ничего. Ну, как бы, непонятно, Кёхтига, там есть барьер, как бы, и, опять-таки же у меня, я много не знаю про это, поэтому хотел спросить, что же знает наш имам Тесла? Оллама. Тесла. Это ничего где-то должно быть. Уже тупик. А вот это Тесла, а вопрос оляется, интересно, он даже садится, короче, ладу шуя. Ладу шо? Короче, вселенная есть, дальше, вселенная, хую, вообще, солнце, по крайней мере, объяснение есть, представление есть на самом деле, хую. Мышление есть, дальше, чисто философский подход был, мышление, мышление считается физически основывается, допустим, компьютер, чувак, провод, хуй, так, дающий был, единицу мышления, чувак. Длинное представление, а каждый раз юкчхенаха, хай мышление, чувак, а на самом деле что на самом деле это хажимия есть, хай бесконечно, жимеш. И вот момент, когда твое мышление дойдет до этой единицы, нейрон хули, молекул хули, короче, и умяется, мышление физические основы. Соцруко, когда делить долурдацкой. Свой действие дали поделить там 10 сантиметров объект и делить множество раз, миллион, миллиард раз частица и богобошник, бозон Хиггса. Раньше, когда его обнаружили, думали, что это неделимая частица. То есть все, после этого ее нельзя делить. А сейчас уже есть неуверенность. То есть говорят, что не уверены, что ее нельзя поделить. Вот в чем загвоздка. Именно это могла схватывалась Тесли. Расскажи, Тесла. Что ты говоришь, Урсо? Я еще не закончил, сори. И что я доводу и темятся. Без комментариев. Yok, кружка учила. Тесла, чем лягал, это что интересно. Неделимые частицы и бозон Хиггса говорили, кто-то разбирается в этой статистике, разбираешься в этом? Конкретно в чем, если я на ходу был, не расслышал там до этого. Бозон Хиггса, неделимая частица. Не, это для меня совершенно новая информация.
Сейчас они говорят, мол, типа она разваливается, как и атом. А уже это неделимо с Солнцем, видишь? Все бошел и он дарится. Когда ты там и там до триллиона раз, короче. И ты доходишь до какого-то момента, когда уже нет делимости. То есть поделить этот объект ты не можешь. Раньше думали, что это бозон Хиггса. Он имел в виду абстракцию. А Фогель не казин за окна, как идешь, может, он что-то хочет сказать? Аллах велета. Послушаем уляма. Маршвует. Som tror кварк лорши на данный момент. Ну, самое чем частичь. Без понятия, что я получил. Интересно, вот бозон Хиггса, он состоит из кварков или это наоборот как бы? Кваркл أعوذ بالله есть أعطيك دلوم новый تأخذ открытие. داتو. Система je žuja kvantovi fizik olicuna holcuna. Dojzoni hum. Это то есть просто юж интересоваться, да, и должен легко моториза. Я думал, Просто что نجح سمحا الدوزة كروج اشتحديك ديك داري ديل ريس خيلون سون خاص خيت اشت وينك تحت خيت شو سوم يلا тупой вол дел سون خاص خيت اشت ладух. Кварк шиючвала, значит, Жим Хаунт шаудить. Кварк Фогел, а ну-ка давай раскрой. Бозон Хиггса распадается на кварку. Как раз таки хочу, что сразу Хоргерис. Я как-то слышал, вопросом задался этом самой маленькой частице Улшдар. И сейчас появилась теория, что это кварки. По-моему, кварк это тоже элементарная частица, как и бозон Хиггса. а в корне своем электрические волна юбы остается, что вот молекулы, атомы, собирать, вот изначально это электрический импульс какой-то. Я вот эту теорию слышал когда-то еще где-то. Тут докупишь. Теориш. Они спон. Они распадаются на кварку. И на антикварку. Тесла. Алла малечей. О посланник науки Шавик Хавик Собор Дяшу. И что такое кварк? Такой тоже вопрос. Да, это, по-моему, сейчас там шанс сразу по-народному как-то постарайтесь это донести действительно. Верхушек нахватка один крышки жевзаться его ушел. И суть туяющимся, из чего состоит материя. Вся суть, одним словом. И материя huyu Что matsvях такое шавидай. антиматерия, да. И антиматерия, что такое? Она есть или это тоже просто слухи, сказки очередные? Антиматерия huyu хит сначала материя huyu мадези вайн.
Материя – это образование из электрических импульсов. Там есть много теорий антиматерии, черные дыры, там, туда-сюда. Что такое черная дыра? Из чего она состоит? Что она поглощает? Альбукаш, а ты в курсе, что черные дыры бывают и молодые, и старые, лысые и волосатые? Где? Молодые черные дыры, они лысые, а старые они волосатые. На Латвии. Ну, да где? Это теория этого Хипса или Хопса или кто-то. Он его описывает так. Да, мы как-то сразу, что-то мы с воспитанием у нас не такое, не то, сразу о чем-то плохом думаем. Да. Проверку ты не прошел. Но все реально, это теория этого, ну, на инвалидной коляске Хопс, Хипс, его теории. Хопкинс, Да, Хопкинс, он их описывает так, что есть такие. Ох, что тебя. Ночью мать дашь просто. Хорошо. А этих Стивен Хокинг, вы. Да. Да, инвалидная коляска. До расширения вселенной, там, черные дыры и так далее. Нихуя как уявится. Ночью мать, да. Теория, ночью мать, вилать лучше вариант загол. Опять же, мои сознания уголя испортились. Обычно лоудскейпер, короче, и черные дыры стоит мекшдат ночью мата, у проблемы. Без теории швейцары. Проблемы абсолютно. Просто он хак, у кого какое мышление, реакция. Каждый в меру своей испорченности, короче, понимает все. Да. Тебя бег бока, эй, ты чё, подними свой Сегодня зор. мир испорчен, в принципе. Выбег, мабати, шейтую вас вослеш. Выбег, бать. Шатшкласс, ваата и машьяхча, нормальный вариант. Да, подожди, Альбукарш, давай сейчас состряпаем ногти версии этой теории. Экс-57 Тесла. Что такое бозон Хиггса? На чего она распадается? На кварки или на что? Бозон Хиггса, вообще-то его радиус большим считается, то есть кварк распадется он, конечно, должен по теории на кварки, потому что кварки считаются элементарными частицами, но кварк кварков 3 штуки, они имеют так называемый аромат, то есть какой-то кварк, там, можешь посмотреть, 3 разных кварка якобы, вообще теоретически. Но по большому счету, я уже говорил, это, по-моему, и бозон Хиггса, и Пючбу, это как бы сомнение, но я как бы не авторитет же, я же никто. Есть немецкий физик, Унцикер, можешь погуглить. Вот этот физик Унцикер целую книжку написал, и ее даже купить можно. Хиггс обманул. Они этот коллайдер построили за 10, по-моему, миллиардов долларов. Потрачено. И строить Яшан эти ученые, которые вот этот запрос на такую страшную сумму делали, они же обещали, из-за нейтронные материи, черные дыры, создавать новые ничего этого, все это абсолютно ничего. Уже дают, что с них уже спрашивают, уже 10 лет прошло, 20 лет прошло, с них уже спрашивают, вообще это
10 миллиардов просто так, что ли, любопытство свое удовлетворить, короче, волша, частицы, волша опять, короче, эти энергии мире терпим от этого шума дати, но им нужно было как-то отчитаться. И как и в случае с этим Америка, интерферометр, который якобы открыл гравитационные волны, они также, и дальше за эти десятки лет они там намотали много статистики, то есть у них есть много разных графиков, десятки тысяч, если не сотни разных графиков, энергии частицы, там разные. И еще и компьютер, программа, и один, как ли полагается, какой-то же характеристик, что он выделить, на равне один частица Бога, ответственная за гравитацию, бозон Хиггса. И спор с ними, и вообще кто такой с ними спорит. И что четвертое, конечно, частица Хиггса, да, бозон. Точно так же есть некая неуловимая частица, нейтрино, которую придумали в 40, по-моему, 7-м или 8-м. Электрон, фотон, они тоже из чего-то состоят. Электрон существует. Фотон это просто частица света. То есть это электромагнитная волна в видимой части спектра, что мы почему-то называем фотоном, потому что два чувака, один из них Исаак Ньютон и второй Эйнштейн, упорно хотели, чтобы свет состоял из вот таких круглых частиц, которые летят со скоростью света, короче. И вот эти люди, которые очень хотелось, из-за религиозного, кстати, тоже, что Бог создал свет, значит, свет это нечто материальное, реально, а не какие-то просто колебания. Бог создал звук и ирмадати, потому что звук это просто колебание воздуха. Точно так же это противоречило религиозной догме вот этих авторитетов, там, Ньютона, Гука, там, еще кого-то, этих, свет вещественный и Бог. Вот эти две школы, которые друг с другом сцепились в 18-19 веках. Одна утверждала, что свет это материален, а другая была забита и пряталась от первой, пока там Генрих Герц не открыл эти электромагнитные волны. Уже в пещеру загнали этих, которые утверждали, что свет это материален. Но светоматериалисты, скажем так, в 20 веке выиграли. И вообще, когда победили немцев, забомбили американцы с англичанами, окончательно мы пришли к этой фотону, частице света, дебилистической, современной, фундаментальной, научной, официальной парадигме. Что касается твоего этого Хиггса-бозона. Можешь почитать Унцикера и убедиться, что... Тесла, ты слышал про это, про эксперимент с двумя щелями? Что слышал? Это, кстати, тоже этой вот, обоймы. Хундяльча и вот эти свет материальных и луж-пешпац, они уже их настолько уже в пещеру загнали, уже настолько над ними смеялись, что им нужно было, чтобы свет был материален. И они пошли на такую компромисс, назовем это так, в кавычках, и придумали дуализм. То есть свет это как бы и частица, и волна. То есть обе свойства ему приписали. Шей теории жуахца это, потому что их теории зиждется на том, что свет это частица, и Эйнштейн прямо-таки утверждает, что свет обладает массой, то есть гравитация его искривляет, изменяет траекторию полета фотонов, и что на пшеничное поле там в несколько гектар действует свет массой, там, я не знаю, пару тонн или 3 тонны. То есть, поэтому и дацедела, хотя уже радио появилось, уже все всевозможные электромагнитные, уже поняли, что свет это просто электромагнитная волна в видимом спектре, через нахан гущу просто электромагнитные волны. И они так заколебались, что в конце концов получился вот такой этот шут не избу бошь. И мухер дари. Молли анекдот дари. Вы чеченский. Ну так, я еще эксперимент, Тесла.
над Я этим. тебе сейчас про эксперимент перейдем, короче. Это, кстати, мысленный эксперимент. Ты слышал, что Эйнштейн вообще ни разу ни разу в лаборатории ни один эксперимент не провел этот чувак. Он все время, это физик-теоретик, который сидел, что-то там калякал, его тут же журналисты из тех, кого нельзя называть, тут же в своих газетах, а газеты у них были очень мощные, трубили, что вот он гений, опять что-то такое напридумал, непонятное нам, простым людям. Виват гению Бош, короче, нас дьячиш тхаял хум дуи, короче, шишили хум доказывают. Считается, что луч света через 2 щели пустить теча. Ты видишь, у волны есть такое свойство, называется интерференция. Волна. Сейчас, когда 2 волны друг с другом встречаются, они сталкиваются и появляются полоски, называется интерферационные полоски. И вот если свет пустить через 2 щели, и эти щели как-то там настраивать, что-то там делать, то ты увидишь эту интерферационную картину один раз, а второй раз увидишь вот эти точки, как будто летели эти самые фотоны, шарики, и вели себя не как волна, а как частицы. Короче. И это все называется двухщелевой эксперимент. Можешь его выкинуть на свалку, Раиса. Честно, короткий вопрос. Юлбалелош. Просто это момент, тебя перепрыгнуть. Церкара газетчер, они раструбили. Вот и момент негативно воспринятие. У меня просто вопрос. Люди что-то сделали, люди хоть какую-то пользу это извлекли. Почему мы не делаем это? Хал дагерчве гуат тапит вохой хунды цадовой войник халхтат опыт можно же перенять. И дархсахатар. Вы пока мы тут это пока боремся, джинш дати, вот у нас 4-24, не стати бош. Тут я там беш аштулы, аху куда хатат бах, короче, мы еще не. Пока в 7 веке, да? Да, мы пока в 7 веке, модульный, так можешь такие вопросы задавать, статистин день 7 веке, пока. Диах сани, диах хозадовой, он стигаю, да. Хотя мы в 7 веке должны были быть на Кавказе, а на самом деле наши мысли где-то там, далеко от Кавказа. В пустыне Мекки наши мысли. Ночи напред-то, по-моему, ушел, он не выдержал. Планковскую длину пошел смотреть. Ханна Тете. Маршал Душев. Эйнштейн, он как бы ничего не изобрел, ничего не сделал, считаете его? Физик-теоретик, и Нобелевскую премию ему дали с формулировкой на 6-й заход, то есть 6 раз его выдвигали, на 6-й заход дали ему Нобелевскую премию с формулировкой за фотоэффект, который он не изобретал, кстати, и некоторые теоретические исследования физики. Ну, теория относительности, общая теория относительности, она же... Не упоминалась, потому что общей теории тогда еще не было, премии Лушен, он ее это разрабатывал уже в Америке с этим знаменитым математиком, по-моему, фон Нейман, тоже земляк. А в 1905-го Хилболтон, знаменитый Ючел Бог, там была 100 специальная теория относительности, но она не упоминалась в этой Нобелевской премии. Ну да, я слышал, что ему дали там за что-то с оптикой связано, но его главное достижение это все равно теория относительности. И она... Да, за это он. Конкретный прорыв, это серьезный прорыв, на нем сегодня все основано, вся модель физики, можно сказать. В чем прорыв? Практически.
буду на нем, чтобы, можно было сказать, Ну, принесло любое исследование, все космические, все вот эти астрофизика, вся любой телескоп, все на этом основе. неправильно информировали. Ничего на нем не осталось. Это чисто голая просто теория. То есть она ничего, пытаясь доказать вот это замедление времени, общей теории относительности, доказать, 100 доказать, где надо, не знаю, ракету со эти релятивистскими скоростями. Нет, она доказана, не надо никакую ракету создавать. Движение света, свет не имеет массу. Кто сказал, что он имеет массу? Вообще нет. Свет, фотоны, дуализм, это все не Эйнштейн, а Подожди. И именно Эйнштейн считает, что свет имеет массу. Фотоны считаются частицы с нулевой массой покоя. То есть теоретически, если фотон остановится, он не будет весить ничего. Но поскольку он движется, у него есть какая-то масса. И это как бы одно из этих столпов этой теории, что свет имеет массу. Не знаю, кто тебя информировал, что... Ну, он не массу, он может энергию иметь, потому что солнечный парус можно сделать. Он работает. Ты слышал про формулу, которую, кстати, Эйнштейн тоже не придумывал, а задолго до него она была ЕМЦ квадрат. В ней М энергия, масса Дон, а Е это энергия. То есть энергия и масса это они друг друга переходят. То есть там никаких нету противоречий. Ну, я не знаю, кто что придумал, но Эйнштейн и не выпустил. Сохранение энергии моя цель выявить, как она называлась, формула. Соотношение энергии и массы, как называется. Ну, там расширение Вселенной, например, взять расширение Вселенной, вот это красное смещение Миллери, красное смещение. Эдвин Хаббл, Эйнштейну никакого. Вот это красное смещение, что не имеет отношения к Эйнштейну, но вот это красное смещение, что свет, который движется в обратную сторону, он имеет такой цвет, который вперед движется, он синий оттенок имеет. Это все от Эйнштейновской теории пошло. Нет, как раз таки это теория Доплера. Доплер жил в 19 веке, задолго до Эйнштейна. Никакого отношения эффект Доплера к Эйнштейну не имеет. Как раз таки то, что красное смещение говорит, что свет – это волна. То есть только волны, согласно этому Доплеру, имеет частота хейцлуш. То есть длина волны растет, когда от тебя объект удаляется, и длина волны укорачивается, когда объект движется тебе навстречу. И исходя по эффекту Доплера и предположений, раз они в красную область смещаются, значит, от нас убегают галактики. Эйнштейн там вообще никаким боком. И Айдал Душон и Эйнштейн массу он приписывает, но это как бы не в серьезной науке, а в популярной литературе. Это скорее фантастические книжки. Я слышал, где периодически Эйнштейн хвалит те шунки, ножки, он его популяризирует все время. Йоксун, мой наркотик санчуту, чтобы не забывали, что он самый-самый. Там ему приписывают изобретение ядерной бомбы. Сувалит. Ему приписывают изобретение ядерной бомбы, хотя у него на немецком есть выражение, цитата его, что человечество, в 20-х годах, кстати, сделано, что человечество никогда не сможет управлять или контролировать, или обладать использовать ядерную энергию. Никогда. Представь? И то он у Теслы слямзил, Тесла сяльду, и, короче. Он Теслу очень, видимо, это высоко ставил, и тоже плагиатнуть решил, тоже понтануться. То есть немецкий мод, он немецким, английским мод дикция бьются, потому что он вырос в немецкоязычной среде и в Швейцарии учился. То есть он там в Америке английским так он до конца хорошо
и научился. У него нету ни одной ссылки аж серьезной научной работы, он никогда не провел никаких исследований, нигде не выступал, кстати, я с ним не преподавал, не вел никакие научные дебаты. Да, это просто от чечо ашта газет раскручивать дешх винтагушон. Это просто такие... Мой хороший цабок, пойдем за какая же там разница? Ну, пишут. Эксперт, ты меня на середине прерываешь. То есть это абсолютно раздутая личность. Абсолютно нулевой выхлоп. Вы, конечно, залезете в интернет, там вам 10, это скажут, то скажут. Язык вы, который хлеб на этом имеет, короче. Танюк один из тысячи посмеет вам на ухо шипнуть. Да, действительно, ищца. Албушон, короче. Иджма ученых, скажем так, вот этих ученых, иджма. Конечно, все, GPS на нем работает, там телескопы, мелескопы, сакур будет бушем. Штат, к сожалению. Ну, я не знаю, это чисто конспирология. Как, но, может, преувеличено это немного, но теория относительности, она сама по себе теория очень необычная. Ее понять тоже сложно бывает. Но если ее поймешь, действительно, Ты согласишься, серьезно была буква. Салки, ты согласишься, что ты теорию относительности не понимаешь, да? Он так и шуковый. То есть ты всю эту математику этого специальной теории относительности, его работу 1905 года на немецком языке читал, да? Я не знаю, но я ее теорию относительности... Не, Мадис. Но, ё-моё, ты имеешь в виду, что эффект от этого хульшил. Из хасон баха, но и теорию, обоснование, короче, вместе с математическим аппаратом. Тунах клетшу олил даться, то есть ты не читал его. Математический аппарат у любой теории есть, чтобы математический аппарат. Математический можно знать. Да, опыт моя наблюдение. Именно математик сам доказывает, что мою. Эта теория ты есть. Математику не признаешь? Нет, я математику признаю. Я причем здесь математику не признаю. Он и теория клетчатся, что ты не можешь, и не истуяти, а сунбол и ха, с 1905 года немцы ему оттах еще. То есть Суязин пал еще, она там 2 страницы всего лишь, яти. А есть еще. И это еще, поэтому он просто, и он реклама, и он дают шуха, але шусо. Не, он называет своящее, уцаящее, ты не знаешь, ты не говоришь. Болох немцы ему оттак, 1905 года. Теорию относительности. Перевести вопрос, Коран, Мадина, Коран дючар, Бог дюч, мо, немецкий мота, и теория хайн киет бах, я киет хон, я и цакиет хон, иду хаюк, хочешь, не я ее могу объяснить. Объясни людям тогда, Ладу Шон тоже. Теория относительности. Например, ты падаешь в лифте. Относительно лифта ты находишься в невесомости. Но относительно объекта наблюдателя со стороны ты падаешь вместе с лифтом. Это, по-моему, первый общая теория или специальная. Вообще непонятно. Вторая у него следующее было, что тот, кто движется, например, движение со скоростью близкой к скорости света, для тебя время замедляется, а для наблюдателя уже идет по-другому. Это все проверено, поэтому ты сам говорил, GPS работает по этим
по этим теориям. Что тут непонятно? Не знаю, что тебе ты не понял там что-то? Вале, не понял ничего. Диар, Сиар, Охузербух, этих ворцах, винегретика. Непонятно, о чем ты говоришь. Например, статист. Ты находишься на корабле, который движется со скоростью света. Я сдалека наблюдаю, да, как ты движешься в космосе. Относительно тебя и меня время, оно проходит по-разному. То есть ты, который находишься в этом объекте, который движется со скоростью света, это время измеряется по-другому. То есть оно проходит медленнее, чем я, который наблюдаю. Но это не проверено, сталкер. Я с тобой этим не согласен. Это теория. По этой теории работает GPS. Она каждые какие-то там секунды, время, которое пролетает в космосе, вот эти GPS и спутник Шиви, для них время идет по-другому, чем у нас на Земле. И через какое-то время приходится вот это время учить. Можно сказать? И совмещать. Времени не существует, нету никакого времени, есть только движение. Это чушь собачья. Квадрат Малевича, и все, пустышка. Нету никакого времени. Далил. Если есть, то объясните мне время. Дикейлер. Время – это абстракция. Да, это Вообще она абстракция. базируется на полной bullshit и все рассчитано вообще некомпетентной науки для людей таких. Ну, для большинства, как обычно. Машаллах. Время это какие-то процессы. Он время для тебя не играет роли, а мы тут... Время это движение, это не время, это движение. Да, чтобы понятно было. Научные ученые, ХД, Платинч, космонавтский, кораблищряж, пилот Ватсон, но я знаю абсолютно простую вещь, и всегда от вот этих что-то идет, то я это обязательно изучаю и проверяю, именно этот момент. Так база его, основа этой теории, это время. Во-первых, он сам придумал время для этой теории, имеется в виду, затащил его туда, сделал из него какой-то научно доказанный, какой-то существующий некий субъект или объект, не знаю, или сущность. Овеществил он. Немцы Да. даже в отношении. Овеществил. Вещество превратил время, овеществил. Да, и на этом уже дальше построил. И мы сейчас спорим, правда ли относительности, не правда ли. А вон там подвох в начале. Мы от него чуть-чуть отвлекаемся. А его-то нету. Это физические величина мои. Не, подождите, с Любой такой логикой физический можно... процесс проходит. Стоп, вот. Там он просто рассматривает время, если не существует, соответственно, и движение не существует, потому что наблюдателя нету-то. Вот в чем беда. В смысле движение? Движение как раз таки во всем существует. Все в Вселенной движется, абсолютно все. Нету недвижущегося объекта. А времени вообще нету. Так не работает. Если это не существует, то это. Или объясни связь тогда. Если нету наблюдателя, ничего этого не существует. Причем тут вообще наблюдатель? Вообще наблюдатель для Вселенной абсолютно не нужен. Оно и так движется.
Эксперт, не тролли его наблюдателем. Наблюдатель здесь ни при чем. Мы разговариваем об времени. Не, Хаймерс, вот определение ЛГЭД смотрела, я пытаюсь понять просто. Хаймерси научные Saat базы. тролль маяц, нормально, камел, хадол, что Собор дела. Это совсем отдельный вопрос, наблюдатель Вселенной. Хаймерси научный базиат, но у него мощная интуиция, раз. И отвергать вот эти все придуманные бредовые официозные теории, которые на авторитета держатся, то можно разными способами. Вот видишь, там есть настолько огрехов много, что вот со стороны времени подошел, он и раз от нее ничего не осталось. Там можно ее и с этой стороны, и с той стороны, и всегда и глупость орем. Сабардец, слушаться, просто рассуждаем всего лишь. Свой аллага, я просто пытаюсь рассуждать. Никто не говорит, что адюхалу просто хокки амяльдуют, то есть ты уводишь в сторону Вот совершенно. что, ты тогда, вот хорошо, убираем время, рассчитай скорость от точки А до точки Б, если скорость у тебя там 100 километров в час. Ваша, ты не можешь убрать времени не существует. Убирай его, не убирай. Время это наше просто расчетное. Вот понимаю, я это и пытаюсь объяснить. Формулировать Яшан, закончится до этапа. На время это просто наше абстрактное вычисление количества сделанного чем-то движения. То есть вы и движение Цахилли, он за какое-то время назначать ее. Но время как само отдельно чего-то не существует. А вот в этих теориях оно существует как нечто отдельное. В этом случае ты являешься наблюдателем. Если времени нету, наблюдатель исчезает. Ты он хочет понять просто. Нет, он не хочет понять. Причем здесь вообще наблюдатель, не наблюдатель. Наблюдатель. Вселенная существует, когда его нет, Вселенной некому наблюдать. Какая-то Эйнштейновская теория, это вообще это мягкое и холодное, не имеющее никакое... Время, Бог, это уже из философии, там, к науке. Философии, если туда вдаваться, там можно Время очень существует, много философия. Время существует, оно не может растягиваться, уменьшаться или увеличиться, как это в специальной теории относительности делается. Вещи как нечто вещественное. Да, кстати. Оно расширяется, увеличивается, уменьшается, это доказано. И то, что он сказал, Тесла, и сталкиваю Алёл Ири, теорию относительности, времени, да, как бы, если ты находишься в объекте, который, допустим, теоретически, если есть такой там корабль, который двигается, даже если это нереально, со скоростью света, то кто будет стареть? Ты, который находишься в нем, или я, который нахожусь на Земле? Который на Земле находится. Согласно что? Специальной теории относительно. А то, что движется, будет для него как бы время замедлится. Для тебя оно, скажем так, у него там столетие, чем ближе он к скорости света будет, тем эта разница будет там экспоненциально расти. Но это не время, да? Это не время, но, как сказать, влияние, как бы, физическое влияние на объект. А как тогда разницу находишь, если ты на какой-то скорости двигаешься, если это не время? Поэтому я хочу и понять, что такое понятие время. Это понятие тебе никто не скажет, потому что никто не знает. Может, есть какое-то еще определение. Мы сейчас сделаем пространство, время, как бы 3 направления. Пространство и 4 измерение, время. Может, есть какое-то 5, еще какое-то свойство, там, которое мы даже понять не можем.
Уже Хозяин, больше сталкер, философия. понятие, что от времени, мы движемся во времени, понятие. Ну, для нас, по крайней мере, человек так устроен, что он понимает это время, он живет в этом времени, как ему дается просто скорее. Все процессы мы измеряем времени, все, что происходит для нас и движется во времени. Мы процессы не временем измеряем, а сопоставляем с другими процессами, и таким образом мы это понимаем. А время, время, измерять. Вера, любой процесс во времени. Допустим, Сахты тянет часами. Сахт, дахиш, короче, процесс, что процесс играет, шкил процесс характеризовать, ханят, и цана эур, ягуш, яхеш, а представление, что цана эур, Ну, пространство, так, это уже философия. Пространство, Время дает, дает, что время. дает, время, дает, и бэрэсам. Дает, что дает? Вот хажла, и дает хилче, и хум даягар дат, и во времени хульшум мадуи, так цакиол хэнчуах, дает хилиез, ези. Ну, ты не пытайся сравнить время с чем-то материальным там или с пространством. Не надо, это время, оно такая величина. Ну, время идет Бог, время идет, время дает еще Бог, правильно? Ну да. Да, это даягар, цакиол ханца есть, даягар, во времени долгом мадуи, так, кихания, значит, настоящий ханят, и аукана кихания, из-за настоящий хан общий. Время относительно, например, вблизи там черной дыры, оно вообще по-другому идет. Тут оно. То есть у времени есть скорость Бога. Просто Бог, наука так говорит. Вот каждая и скорость времени есть. Допустим, 3 секунды, а секунд хули, вукхена 3 секунды, а 6 секунд хули. Есть, ну да, есть, например, вот атомные и 3 секунды, а 6 секунд хулчхена. И вот 3 секунды, и 2 секунды, и хан цаби хилацарыч. Что цакиетон нам? Я 3 секунды, цана 3 секунды, ухана 6 секунды. То есть цана 3 секунды хилч, ухана 6 секунд хилча. И 3 секунды дают шукана, ухана 6 секунд дают хилч. Общий захан есть, чтобы 3 секунды, 6 секунды, сихуй мелишуй, хан нет. И хан сихи мелиши олчхайна, уже цакиол время чуах, сихи мелиши елца есть, чтобы скорость времени, чтобы менялась, тебе другое время получается, надо. Нет общего времени там. Там свое время, тут свое время, где-то там в центре галактики другое время. Шуцакиет Айша яц, и он уже еще датер, что Мэри Юэчен. Ей 18 лет было. Время в то время было ускоренное какое-то, цунетя. Лева говорит, он не про это говорит. Сталкер, допустим, теоретически, ты согласен, смотри, это корабль, который двигается со скоростью света, время замедляется, согласен, теоретически. Теоретически она замедляется. Но смотри сейчас, давай возьмем такую скорость, что время полностью останавливается.
ты в объекте какой-то, и оно движется быстрее скорости света, тогда что такое время? Она существует вообще? Быстрее как бы нельзя говорить. Ну, что-то там, какие-то там продвижки есть, что и можно. Говорят, если кто-то говорит, считает, что если быстрее двигаться, то как бы время назад пойдет. Например, свет... Ты веришь в расширение Вселенной? Ты веришь в расширение Вселенной? Ну, не то, что верю, я считаю, что оно так и есть. Но тогда она расширяется быстрее скорости света, она расширяется быстрее скорости света, согласен? Так как сам свет двигается в этой расширении. Согласен? Нет. Почему нет? Он обычно как объясняют расширение, там, например, там, на примере шарика, если на нем нарисовать точки и надувать его, расширяется все пространство. Например, с одного конца видимой Вселенной там звезда, с другого конца звезда, они удаляются друг от друга, как бы получается больше скорости света, но они не двигаются быстрее скорости света. Это пространство расширяется. Свет... Тогда как свет может догнать? Подожди, если расширение быстрее скорости света, как объект А может догнать объект Б, когда оно отдаляется друг от друга? Есть, например, предел... Получается, скорость света, она быстрее, чем 300 тысяч километров в секунду. Есть, например, предел, откуда мы уже не сможем увидеть никакими телескопами, ничего, потому что эта зона от нас отдаляется быстрее, чем скорость света летит к нам. Это предел. Это теория все, да? Ну да. Ну, теория, Прямо эксперименты атомными этими часами. Теория Бога, это не значит, что это просто надумано, придумано. Это люди сидят об этом. А куда она расширяется? Сталкер. Вселенная конечна или бесконечна? Если она бесконечна, куда она расширяется, если она конечна тут? Что за пределы есть этой конечности? Ну, чисто ученые что говорят, я могу тебе сказать. Они тоже там нету какого-то конечного аргумента. Они, например, считали, что она расширяется, там до каких-то пределов расширится, там потом оказалось, что какая-то еще расширение прекратится, потом, возможно, будет, наоборот, сжатие, коллапс там. Потом оказалось, там какой-то темная материя, темная энергия. Оказалось, что Вселенная весит больше, и из-за этого, значит, она может ее так раскидать из-за этого взрыва, что она так и продолжит разлетаться. Короче, сомнения что начнет она обратно сжиматься или будет так бесконечно расширяться. Сталкер, хажа и относительность времени второй. Со скоростью света цадауич хильчи, цаведуич хильчи, цушинехан по-разному мою веди. Да. Вот хажла, цасахт уадилана, со скоростью света да'ван ювена и отюкана уже вед да'ван хавина. Цусахт я показания шех црителю, цушини татер гури.
со скоростью света двигаться, да что, у него вообще стоит время, как бы, для него. Время остановилось. Вот смотри, получается, что давит чукана, один в сторону, короче, минус пошел, побежал, а другой полетел со скоростью света в сторону плюс от часов. Потом и Давид обратно побежал и со скоростью света он обратно прилетел со скоростью света. И, короче, там моменте отсахтан. Слушай, отсахт я гушал показания, что разные есть, очень есть. Не, если один со скоростью света, они одновременно как придут, один если быстрее пойдет. Ну, а со скоростью света там ген даон, а вы это инзали ген даон. А вы же просто зачем давит ювед? И татер давит, хавочу, он со скоростью света даон, а вы на отсах я сам гушал показания, что разных есть. Да, он тоже со скоростью света он показания. Он придет, он там же и будет как бы стоять, получается. Если он где стоять? Смотри, 10 световых лет, 20 световых лет, бог что расстояние, вот, допустим, секунда световая туда и секунда световая, ну, 10 секунд световых туда и 10 секунд световых обратно, 20 секунд. 300 тысяч километров, туда-сюда 300 тысяч километров со скоростью света. Ну, имели разница, я цари, короче. От юг она ваш давит, хави, еще дай сайвет, хави энчхена. Цан сахтан, ты хакех, что еще от сахтан, я цан гушел, показания, разных ездит, потому что со скоростью света увеличен. Ханк эсгуя хилма ездит. Вообще-то для него он на месте стоит. Он туда секунда, сюда секунда. Для него нет, он очень огромное, большое расстояние прошел туда и 300 обратно. тысяч километров он прошел, но для него время вообще не прошло. То есть получается, раз для него время вообще не прошло, то на часах он вообще изменений не увидит, получается, правильно? Да. А тот, кто побежал и прибежал, он на тех же часах увидит вообще там 10 секунд, допустим. И что ли? Да. Так, и сах цакбема, да, це иммунный слотах. Пока тот 10 секунд бежал, тот эту секунду 300 тысяч километров прошел, пришел уже. Он, для него даже эта секунда, там, доли секунды не прошло. Там они, смотри, они вообще никогда не встретятся, получается. Они вообще никогда не встретятся, получается, потому что они в разных временах должны быть. И часы тоже в двух временах одновременно получается. Там вообще непонятно, что что показания бегают ряд. Имел со скоростью света, да он, со скоростью света, да он, я понимаю, что я тебе говорю, если что-то движется со скоростью света, например, вот это свет, сам свет, фотон, для него он может там миллиарды километров летать там сначала в создании там с большого взрыва он летит. Для него время стоит, он только вот родился там. Только родился. Скорость света 300 тысяч километров в секунду.
Ну, да, почти там 200 Так, хажа и 300 тысяч километров и свет дают чукан, за секунд, дамы оли. Уни, суни, вот, чунца, То есть и вайсах то гойчо секундят и свет дают чукан. И сах дахайзер дас иш дауан эл. Иш хули? Да, евронохчу, она останавливается. Свет до тебя летит, например, от солнца там сколько-то минут, 8 минут он летит. Смотри, там вот я стою рядом с часами. Он полетел со скоростью света, на часах прошла секунда, и он находится 300 тысяч километров гена. И получается, что и 300 тысяч километров гена олчайнаха, хоксун улядал за секунд даялил сах, яха, и дацаял хулуктах, иш хули. Ой, что я сам запутался. Ты твой евронохчу, а сталкер, сталкер. У тебя и у него часы. Хорошо, он находится на земле. Ты на корабле. За секунду. Айса разные часа, да, тига. Разные часа, да, тига. Мудас. Ну, Да, сасах, он алга ульш сасах. Я понял, вот часы лежат. Он алга ульш сасах, и 300 тысяч километров. И тот уходит, короче. Смотри, и 300 тысяч километров, да он не реал, и сметх цадов, цадуси. Ну, я говорю, он ауш, как бы, он мгновенно. Гой, цагой, хухули, и 300 тысяч километров, ген вячкайна, сах, я за секунд, даял хирмой. Ухул хайон. Вообще, цунца лабо больше. Цун мухцайо, сах, я за секунд, даял. Евронохчу. Примерно 12 часов дуем. Ровно 12 часов 00. Все со скоростью света дауан хаве. То есть это как получается? Это хацави андажа, хажа хадаж хацави на ладуа. Что? 0-0 и послушай меня. 0-0 луки сахтя. Судау он хаве, но со скоростью света. Но ты это не заметишь, потому что я вообще хан относительно тебя хан дайонаяц. Понимаешь? As iets bogen, as bog gaan a Duitse kiomdu, a sacht wadilan. Со скоростью света дауан 300 тысяч километров, дауана. От сахт я за секунда, даял агойтарю. От сахт я агойтарю, и 300 тысяч километров гена волчхенаха. Хокка ульштол сахт дуй цутя изменений хрю и митчана велаха и так и цунхан сотчел хари от сахт я вообще изменений хил и тига орел от сахт я изменений очхил модеши. На 300 тысяч километров, если он уйдет на 300 тысяч километров, вернется, пройдет 2 секунды. Для наблюдателя, который рядом с часами сидит. Но для него, который со скоростью света, для него не пройдет вообще ничего. Как не пройдет? Часы-то показывают 2 секунды. Часы показывают 2 секунды вот здесь, а тот, который со скоростью света движется, для него другое время уже идет. Если для него время остановилось, то вообще все, ничего не произошло, получается. Цунхан Сетцхельча, ничего не произошло за то время, как он пошел и пришел. Ничего не должно происходить, если время... Для него. Вот у него на руках свои часы, а он вот со скоростью света резко тронулся, короче, и прилетел.
тут на часах пройдет, там, например, 2 секунды, а на его часах ничего не пройдет. Для того, И, кто и что? движется по скорости На света, этих-то часах 2 секунды прошли, и смотрите, дауан, аух, шворел, хан сочхиль, цахума хилацахил, юхкач вешва. цун сетцейс, каячан сетцейс. Ах, цахума, и тун сетцхиль, цахума вообще хилахил диештас, и дауан, юх чукан. Вот Что-то такой еще вот да ладно. парадокс. Да не в часах было, куда же все завязано в часах, что ли. Теория Нет, смотрите, относительности, она называется. Относительно, если время время относительно. остановилось, Ага, сталкер, если для него не прошло времени, это означает, что вообще ничего не произошло. Если для него не прошло времени, никакого события не произошло, и часы не будут показывать никакую секунду. Прошло, для него не прошло время, не для всего остального, для него, для которого двигался со Так скоростью смотри, света. если что-то произошло, то это уже означает, что прошло время. Что-то же произошло. Относительно тебя произошло, я говорю, ну что относительно его нет. И валашу. Да, хажа, дикду, и 300 тысяч километров, да он, хавеч, от сахтайл, показаний, шхисел херю, 6 секунд, тайл херю. Ну, не или цуна. Вообще, сахту гойче, кивум херду и сахту гойче. Херду. Цун вообще ханда. Хажа, и процесс, моя ли, от сахти процесс, тайл, и да он, ао, шукан, шуашт процесс, тайл, и цахом хилла от шукан, пьете от, хуер, цунхан сетхерч, цахом хилла, возможно, да, если времени не прошло, цахом вообще хилла вариант, я тебя. Ну, это теория, понимаешь? Во-первых, свой Вот это вот теория, это теория, которая в пух и прах разносится вот такими вот аргументами. Это ерунда. Ну, теория, это ничем не проверенная. Это теория, то, что двигается быстрее, с скоростью быстрее, чем, например, неподвижный объект, для него идет время по-другому, это доказано. На этой разнице работает GPS. Кто это, кому это, кто доказал? И доказать деньги, что это время по-разному течет. На этом работает система GPS. Ну и Бог, само Бог, это слова. На этом, на теории относительности это идет. Кто ее? Это не обычный человеческий. Мы не привыкли к таким понятиям вообще, как эта физика, она иной раз так работает, что нам трудно это понять. Так она работает. Процесс и невозможно моду это, а там это. Он хет и невозможно будет, это невозможно. Так, да, он, 300 тысяч километров в 1 секунду скорость света. То есть он за 1 секунду проходит 300 тысяч километров. И секунд, 300 тысяч километров. И нет, он секунд, и хан, да, цаюешь, и 300 тысяч километров. И нет, и вообще измерять реализация, если бы со скоростью света скорость света вообще измерять реализация, так секунд реализация, мгновенно такого человека. Сталкер,
إزمرين يا شعلي واشا وخانات حقوق شاقبة جو العطاياك وبو ياقينية سواء عبوغ شفتقي ترى يعني إزمرين يتشين إسكور السويت إزمرين تتشين ليلين والج خان يوني يحوين ليلين موال بعثقوا أصلا خان دعتك واصلو هو ستاوكرس يوشات بوقي وجي قواعديسا بو از بوغم إيه هقون إسكور السويت إزمرين تياش ليلين مايي خان باقون عوق شاقبة لقوش صغوليو Сухие закрытый бол. Ничто не может двигаться, что имеет массу со скоростью света. сталкер, ладуан. 300 тысяч километров за 1 секунду скорость света и 300 тысяч километров не бешукан 4 секунд дайоли. Он его чунцао. دلوا И момент, сталкер. Şu кардала и момент объяснить. Цунёл, то есть цунёл цунцеология, как это выражается? Тот, кто двигается, например, быстрее по скорости, у него время идет по-другому. Например, как это выражается? Выражается время сатца. Аганцало, время останавливается. Ты становишься бессмертным, одним словом. Если бы время его останавливалось бы, то без каких-либо изменений Вселенной легче يدحكيش شوقان أي دعوية شوقان دوقهم حلو أتعنسكم تعتصغل شوم تدوس Но опять-таки же это проверить на человеке это нереально. Это что, его абсолютно вишмудаться, пойдем мудаться. Это касается некоторых частиц там. Нас это никак не касается. Дикду и хуярай. Сын, махит объяснить, да он. И дает он для тебя, для всего, что стоит, время идет. Для того, кто со скоростью света, кто движется, для него, для его процесса в организме, для всего их он сочью. Эта теория, она многократно доказана. Это такой вот парадокс. И хан сетхельч. И GPS раз. Потом из теории вот этой относительности, допустим, этих черных дыр до недавнего времени, чисто теоретически, математически, вот недавно фото показали этой черной дыры на весь мир. Конспирологию, жесткий конспирологию. GPS teorija относительности, бабы ошибок, повторяю, дальше. А у меня бестушка свободне пойдем доля, вот я хотел, вайн пойдем дать с тобой. Давайте я вам немного теории скажем, конспирологии, яйти и что ищца. Хар ищ одилланду авторитетчин, кердахан хум дуйца дахвичтец. Потому что он вообще технически ни на что не влияет. То есть теория относительно бакцахельча, релятивистский, скоростящий, тут я объем действовать дешьяти. Согласно самой же этой, да, официальной физике. То есть... Является Тесла. Хэшуйсо? Являешь Лорксу?
То, что ты сказал, вот это я имел в виду. Хорошо. Да. Доказательств, чем Дим-то свидетельств привести, Дошин. Она действует только на релятивистских скоростях, там уже 1000 километров в секунду, там 20 тысяч, 100 тысяч километров. То есть по скоростях ньютоновская физика как бы это становится не точной, и нам нужно релятивистскую поправку вносить. И чем выше эта скорость, тем больше эта релятивистская поправка вносится. По поводу GPS. Периодически я тоже лет 20 назад был болванчиком, которого разводили вот этими. Дальше и бух реально хаживается и каранец моду. Мы ходим, повторяем за ними, и сам я тоже в свое время ходил и повторял. Это вообще несравнимо. Научная точка зрения, ты сравниваешь с религиозной. Перебивать тебя. Точно таким же способом придуманный навязываем проверить цедой, а проверить лишь шанс узнать. Потому что это вещь, которая фундаментальной физики. То есть она технически ни на что не влияет. Технически она ни на что абсолютно не влияет. То есть лучшие компьютеры или лучшие космические двигатели, он влияет сейчас. Из-за всего инженерии, там, физика совсем другого масштаба ее действует. Но престижи и столец, короче. Артек Эрвил Ривей, любитель Эйнштейна, который никогда его не читал. Ведей, короче. Зажаренным запахом. Жареным запахом. Собор дела, эсэсик, доказательства, что говорит Хачворса. ССС он сил клон, короче. Мы тебя прям живьем тебя проверим на вшивость. Так, Мичхайвер. О. Копии. СС, ну ты попала. И профайл. Месяц. Заходи по ссылке. Прям живем. Инчу Али хажал. Суна я и та, и Тесла. Базара нет, и тебе можно. Так, начало. Send message. Паст. Будешь свидетелем. Иеговы. Увидишь. И доказательством, да? Фогель, حلو вообще камер дючь, побацой. Эсэс хонт. Гуши ханяйтан ссылка. Интересно, даже будут эти YouTube. Дискуссии участвовать дешвац, жди. Так, СС молчат дешу. Сталкера видовой. Люблю Эйнштейна. Я читаю это. Видимо, СС свой раскочегарит, волрвац, видимо, уже. Давай я прочту. Тарел Харер Тагвац. Имя его видишь? Милархо. Да, Рональд Хач. Во, этот Рональд Хач, это человек, который придумал алгоритм GPS, то есть и как он действует, и программный он действует. И был 50 лет, 20 или 30 лет он был руководителем этого всего дела, разработчиком, потом почетным членом, НАСА, Government Direction, награч, массовым язынё. GPS придумать тагуй,
и он, который 50 лет этому посвятил, и вот нас скорбит и велла Бож, короче. Это был самым крутым нашим GPS-ным дизайнером сателлит navigation Бож. Ericsson титул, что он имеет слева язин, короче. Национальный экзекутив комитет ООН, федеральная агенция ООН, национальный координационный ООН, советный борд и advisory board, то есть член вот этого совета. Гражданский GPS-сервис, интерфейс, комитет ООН, каждый дом. Короче, Ерик титул, он велдукаяти, по-моему, он помер. Не знаю, 22, поехали или пошел великий, короче. Я его успел. Да, пошел. Я еще успел увидеть, как он выступал от электрической вселенной конференции в мире Америки. Хартагвац, GPS придумать интагуш, ажился он и физик шбуй, и популяризатор, что документальный фильм, шахулёкош, BBC, тиги, Мичи Окакой, Нил Деграсси, их возьмила шахушиш, короче, аж мо Эйнштейн этот холцунах баклац. Вы GPS мою на это Эйнштейновской теории работает, бош, короче. Видите, и они вот так простой народ дурит, и меня тоже они дурили, пока я 20 лет, имел духаиз, не разобрался, то есть не изучил с самого начала это дело, не разобрался, как действует наука, дал генцелах, что происходит в науке, и меня невозможно обмануть в этом деле, именно потому что Коран деша, сходишь деша, ихний, скажем так, допустим. Поэтому трудно, как и Хаймерса нельзя уже обмануть в этом деле, меня нельзя было уже обмануть в этих делах. Теперь я тебе вторую ссылку пошлю, Милархо. Нашему другу не пошлю. Он не отвечает. Копи. Так, Бухарш Мичава. New profile. Жалко. Я это нашел ссылку. Открой эту ссылку. Escape from Einstein. Да, он в 92 году, это человек, который 40 лет или 50 лет своей жизни этому посвятил, пишет книгу, что Шаин GPS за 20-30 лет работы нагнал столько количества данных, что Эйнштейн теории фигня юбош. И книжка называется «Побег от Эйнштейна». Название Айха Элерсон. И «Побег от Эйнштейна» книжки, связано. Tesla tiešo stāvokļa šo Latviju būvu. Вообще, и Коран есть, что прежде чем спорит Хаймерсон на Дейн, короче. Эйнштейн есть, пусть потом спорит, короче. А то а со дурак сана всюду лазит, тоннами и литературу, формуш, а этот будет вот так со мной это спорить, ешется, короче. Так не работает. Кстати, автор этой книги, это Рональд Хач, да. И Рональд Хач... GPS, алгоритм язни гуцун. Хажал, и книжки маха Аллах убуцун. $1050. 1149 имел редкий, а еще года 4 назад или 5 лет назад она стоила $300. То есть переиздаваться, она редкая. Главное, сколько люди готовы платить за нее, за одну книжку потрепанную, чтобы она, настолько она редкая, настолько не... Хотя проблема это, что есть книжка, он напечатай его и продавай по $10 миллионами на свете. Не, она настолько редкая, что ее не издают, ее нужно только за такие сумасшедшие бабки можно купить. Халк 300 была, а сейчас... И кто ее будет покупать, как ты думаешь? Вот такие обычные люди не будут ее покупать. То есть есть ученые будут, и они готовы такие бабки выложить. Настолько интересно, что там. Ты ее читал? В формате яйца. Ага, яйца. Только живьем можно получить. Хажал... Язник ешал, короче, тиги. Бухарш. Прочти, что там на английском, если сможешь. Он ля ас ешал. Убо, и почем книжка?
В смысле, отзыв Шишпо или... Нет, ну, есть название побега Эйнштейна. The author is an expert on global position system. His book discusses GPS satellite data that conducted Einstein relativity theories. Contradicts Да. Einstein's relativity theories. Он предлагает собственную модифицированную лоренцевский уравнение, эфирную теорию. Потому что он имел пичбу, будет самым пичбу. GPS Эйнштейн теорию использует, и повторяется это все, повторяется. И мы как Целует это мадер хацакачтер. Авторитет Латвии, угорджо ученый, тайный глубокий, и все. Да, из-за уже мол христианский, мол хиллагой, Ньютон, Крест. Из-за тоже. Бельгийцы. Ньютон, Ньютон, короче. Тем чехтейланец Тесла таумгатяч орсо. Я яйцам бесконечно деление яйца рхосига миштева ячвор суть туерцига. Квантовой физики яйца шворса, но уже хочу реакция. Я думаю, вот Миллер его эксперт квантовой физики, постоянно он меня шпинял по квантовой физике. Вот я хотел ему немного квантовой физики. Шрёдингери, Гейзенберги. Ибраимена тоже слышал, наверное, про кота. На южном месте. В следующий раз расскажем. Миллер, Айса. Скриншот яхла от моей страницы. Шинные страницы скриншот яха. Сохрани. Иногда, если что, публично, он диче, короче, потом не можем найти. Бывает такое. Надеюсь, это не пропадет. И книг мечтаю достать. 1050 Она $300, когда стоила, я не стал ее покупать. Это было 5-6, даже, по-моему, даже больше, 6-7 лет назад это было. Если я достану, она тебе интересна? Ну, мне она интересна, но не за такие деньги, потому что сон что как бы Харпал будет хихи, потом... Харпал будет хихи, интиви ан маусо книжки охотагана, короче, сон хартагагинас, и тя из них сядется алиштрил, мадати. Все эти люди, которые вот это официальным этом оболванивании именно вот не всей науки там, да, даже не процента науки, а именно фундаментальный физик, математик, присвоит иншейнер, как свою эту вотчину, а не ее. Именно от сюда и пал гигин логическим способом, теперь массовым лишь ансути анхарам пал мобуэль сухайр вальте аль хажа уолу иш такой же нахбат цент имеется валус, они это то есть до Тесла, Амала, действительно, я заметил этот круг. Тайсон, там, Какаши, Милуэ, Якаши, Уэ. Это эти аукционы, постоянно мусо иргаю. И цугуцагуш. И цагачи, там, 5-6 мужчин и 3-4 женщин. Постоянно одно и то же. Голливуде кино шош. Радимош. А в чем цель именно его свалить именно ради них или я не пойму. Изначально значит, у границ открытый сейчас телефон, самолет,
мотор, электромотор, дизель, массом, هم сейчас используют еще технологии. Когда придумать ее? В какое время? Как ты думаешь, Бош? Какой отрезок? Ну, там 17, 18, 19 веках. Не, 17 век, не 17 век. Конец 19-го, начало 20 века. Все, телефон, не телеграф. Телефон не было. Да, телефон это да. Шумши, радио, самолеты, подводный лодки, все это придумано именно вот с момента, ученые Швейцар, они как бы не теоретиками были, а они телефон придумывали, они радио придумывали, они электромотор. То есть они были популярные, как сейчас голливудские звезды. То есть придумал там электромотор или радио. Все, ты во всех газетах, ты там супергерой, понимаешь, ты популярный. И это как бы символ национальный. И все вот эти нации, англичане, французы, там, уже соревнуются, итальянцы. У нас это ученый придумал, вот он такой там, не знаю, это открытие сделал, то открытие сделал, 3, 5, 10, бог популярный был. Вот юха рецессия юхаш бешбат юша шейлат юха диан шейца почал яйца шейца тоже конгрессин тоже там тусовались. Но поскольку им теперь дино ин подлянк мою цанцу дино не давал им возможности изучать светские науки изучать, да, гоющие науки, бог. Как с этими нашими будулаками типичная такая же ситуация. Так в этой ситуации они национально Уишер тоже шей спортсмен, шей Хабиб, какой тоже там на этом поле бодается, короче, делает какое-то открытие, там самолет изобретает, как братья Райт, там, я не знаю, как дизель двигатель придумывает, там Отто дизель вы. Еще там, ну, кому будешь, вот скайна, и мы в основе использовать еще умши сейчас, там, конденсаторы, там, вообще элементы, лампы. Им тоже нужен был свой, но как-то вот, не было у Ривду. Подходящей кандидатуры не было. Конгресс они устроили, бабки у них были, газеты в Америке они все скупили, политиков там тоже скупили. Шейн Америки резинца, но и символ есть тоже, понимаешь? И вот они вот этого чувака стали раскручивать, который в патентном бюро в Швейцарии работал. Периодически, а тогда эти самые ученые присылали свои работы не в научные журналы, а именно, кстати, в патентные офисы присылали. И вот он там что-то такое подцепил, зуд у него математик. Чувак математик хочешь, она его весь Да, я тоже считал. Да, Мариш, за него математику делала все время, весь этот институт его таскала, и что он был троечник, и никак, аутист, мауиджим. И вот она и вытянула. Так, математический поряд, уравнение, небольшой, балх опубликовать, вот и балх яца вокарус, байрах тихала, и мощные газеты, Нью-Йорк Таймс, и подключить. Такая ученые, вот так, короче, лучший гений сам, может, они начали его рекламировать. Там. Особо на них внимание не обратили, но газета есть газета, это тогдашний телевизор. Дайте мне телевизор, и я обезьяну сделаю президентом России. Сабахар Березовский. Вот они тоже из него цагума инцар, но поскольку в этом Нобелевском комитете сидел вот этот теории Лачинол и Пуэнкеры, и Дуаттары. Чувак, он ему от поворот ему давали. Они 6 раз его на Нобелевскую премию выдвигали. На 6-й, конечно, тот помер, уже там бабки, влияние, уже наконец-то из него дали ему эту Нобелевскую премию, удовлетворили этих ребят. И так начали его еще больше раскручивать. О, Нобелевский лауреат. И он гордо, Дина, Германия, он ученый, Ленард Олш, руководитель вот этой немецкой физики, скажем так. Цун кирави, они хадак хавол, эльцу, короче, что-то из-за тут за ученые, давай дебаты, эльцу, цун кира, вальбедда важара, вальбедда вид Америки дعвахна. А тига хакон шмахилли, тисаю хакаш беш. А тига дальше его раскручивали, а Европа, там, газер им даяк мали, короче. Цун теории из-за, короче, да, на свалку выкинули, короче, и забыли о нем.
Но в Америке не забыли Америка, дик раскрутить, вин сунах супер-пупер, короче. Один хума дочь, короче. Еще какие-то шей математик, что же ты sayvaqash, царца, хала изеш. В общем, звезда бинакцунах, как голливудский сан. Один хум динож, сагуйцу. А потом американцы вернулись в Европу, разбомбили немцев. Ну, естественно, немцам сказали, так, этого чувака обратно на место. Ленарда в кутузку. Вы теперь будете. И вот с тех пор мы у Ахдой ты должен ищца. И физик признавать ты. Но если хочешь быть там, это официальный физик, за что-то ты как минимум не должен это отрицать. Не хотят с этим связываться. Ну да, вот отчаришь, да, все понимаем, но уж просто молчать. Есть про агрессивные и бог шейна цакиет дел цахом думеч. Сомох варенц когда-то. Уж Эйнштейн, за чего гений убож, 200 IQ. Ты сами что одул бешбо, которые не разобрались, короче, которые Коран не читали, но он у них любимая книга. Ищется простую историю, короче, но чтобы ее надо догнать и действительно убедиться, это просто мои слова, вам не обязаны в это вообще верить, доверять мне, абсолютно. Сейчас хаджи шиши, но хаджам там надо просто Коран хадис идешь, там это в 100 раз больше информации нужно переварить. Да, переварить, чтобы отследить всю это. Цагаски уж он велица хасунинс, можно даже помер, короче, Олег Акимов, что он YouTube, я подробнейший анализ, уж он подробнейший, ученый тоже. С самого начала, как все это происходило, и Джиджи Томпсону, и Вожи полностью скрупулезно, просто сумасшедший, так сказать, разложить до деталей, со всеми ссылками, кто что сказал, весь конгресс полностью хавуш, едрик и палгучвакш. Видео щупцу. Я не знаю, кто из вас вытерпит все его видео, их там уже, наверное, штук, наверное, 30-40, наверное, если не больше. Тачки что, ой. Не знаю, что он даже догадается, я его лет 10 назад вот эти видео смотрел. По-моему, носит очки, да. Почему Карина комца придурок его умешиваться? Олег, особенно у него называется это YouTube с канале Акимов Яцунзи. Я забыл, хажронца потом. Очень скрупулезно полностью рассказывает про все это. С именами, кто что сказал, цитатами. Полностью с 19 века прям до момента. Сравнить нюансы, мечи, как из-за просто болтуну. Ну да, он там. Университет он чакаяхан. Ще степень уж дорогой. Доктор Харуха, наверное. Нил де Грасс тоже доктор. Айрсагу доктор Яхканал. Штал и ну и что один он даст тоже, кстати. Никаких открытий, никаких исследований. Но он ничем не занимается. Он просто профессор. Черный. Еще шарлатан, что тест. Я давно это знал. Шарлатан, заканчивали это. Но они не разбираются конкретно. И просто университет яхан таги, там PhD яхан таги, профессорский яхан таги. И человек, который сделал GPS, создал алгоритм для него и десятилетием этим делом всем заправлял, Цун гладу горду, что GPS Эйнштейн использует вешу, или от шиншаги гладу горду. Тут же очевидно. Цуном гладуаться, видишь, я знаю, как это работает. То есть я не доверяю людям, я специально я сохеттался, как это действует. И теория относительности принадлежит ли Эйнштейну на самом деле? Он ее идея. Он ее совместно с этим математиком, математику Нейман фон Нейман, математический аппарат. Дальше, после того, как он убежал в Америку, он развелся со своей этой женой. Да, и жут кинул кино, он много чего украл у нее.
Он кинул зуд и Дикбер или Ялхбер, я не знаю, и женился на своей этой двоюродной сестре, еврейке. Сунни, да? Да, тигах Америка, Шича Ялин. Но надо отдать должное, Баклу дать, я не знаю, я, может, меня тоже дурит, но и Нобелевские премии, Цундаи, Цандаи, семья, наит на Бахцу. То есть Бабки отдал этой. Что это правда или нет, я не знаю. Тут тоже нас может обманывать. Но елем ладилем бах. Что купил, зато я придаю. Но зато женился по Сунни, молодец. Машаллах. Да. Да, молодец. Вот видите, вы не соблюдаете, а Эйнштейн соблюдал. Парва туэдра. Ахи Эйнштейн латсен сунат муэто. Талер дина Альберти ибн Эйнштейни ушуне. Его эмир ушун в науке. Его шейх ушун. Так что это свой чувак. Да, Тесла, интересно. Да. Не, бьешь, на самом деле, по сунде моду это наоборот, мождая, как бьешь, ты важи буду вахи. Ты что, с ума сошел, что ли? Тесла с квантовой физику убог просто коротко, хаэла. А он напкает ряд смертсон. Коротко. Физику, то Бог, что есть планковская длина, типа, что вот это деление конечно. Можешь это вкурить, что вот они точно так же делали, что из Вселенной. Забор так все время Вселенной заканчивается вещью. Вот они то же самое сделали, но только уже в другую сторону, как бы. Короче, деление конечное у Бога, такое. Точно так же, как и Вселенной тоже конечные. Дери сул ответ тоже. Сана. Вот что странно? Кино gidiyorum Tesla'da şu orada муравей или уверяется он называет. И квантовый мир улетка очень малой. Ты видел этот фильм? Человек уверяет. Муравей. Вот там тоже интересные вещи происходят. Интерстеллар бо кино ясер. Мелери قاسو حتعيري وانا سينك عشان شخينا حساس 40 минут بيتعجل ما ترقصون Нолан не киноюте, да. Но там фантастика, по одним словом. Я тоже наслаждался этим фильмом, фантастики. Но, да, к сожалению, рекламирующая ложную теорию. Нелогичную, ложную теорию, которая 100 лет физики помехи делает, фундаментально развиваться. Кстати, Тесла сочла гирион, и у него ожимелча, книг уайжет сега, еще долончина. Вот да, это именно ссылается на то, что типа время, и ханы относительно времени. То есть этот человек был там и здесь одновременно. Пропаганда, мало. Гравитация вне времени, типа сила гравитации вне времени. Да. Через время влиять. Волшебный мир, Аль-Бурак. Тесла. Верблюд, на верблюдах. 1 верблюд, 2 верблюда.
верблюды сокращается, растягивается. Знаешь, там холошон, сарбоши, до ислама, Элхена. Чем продвинутый, более-менее холошон, что я читал. Вот тут, отсталый голыш. Ну, отсталым голыш по сравнению с другим миром, это вообще... Ну, время они могли изменить. Время и там лунный календарь у них там. Ну и верблюжья моча тоже соответственно. Так, заканчиваем тогда с физикой. Хаймерс, он твой. Хотя Хаймерсом давижен наверное. Vamos, да, ну. Блабуйсон. Пророк должен всю ночь молиться, пока у него на ногах мозоли не появятся. هذا معويس صوت هذا صلت غير سنة يتصل ديك شو وزل وصدا Расслабиться, ты зачем надо? Все нормально, расслабься, братуха. Ты просто голос. Свои воросы. Знаешь, там ой, агрессивно воется. Кажется, вот ты сам, что? Миллер Хабукаш, как ты думаешь, может нашей республике следует развивать такую альтернативную физику, вот и шбуй, честный физик шбуй, которые не согласны? Вот и швайна вахка, без всякого и молодежь, возможно, мы сможем совершить какой-то прорыв, используя вот этот недостаток, скажем так, официально физики. Технически Бейрбу, но может они нас проигнорируют просто. Сега вариант, либо скопировать, сожрать то, что они там дают, корм, который они дают, или же амалра, альтернативная, там, реальная наука. Теория заговора, действительно, он дальше, просто они как бы в научное сообщество гранты же раздавать, туда не пустят. То есть у тебя будет изолированная своя физика. В Европе же мы жрем их пропаганду. Хочешь, не хочешь, ты должен это жрать. Нам терять нечего, у нас и так никакой физики нет. Вот пригласим там этого Мунцикера, пусть он наших студентов обучает. И там Робитайля, Пьера Робитайля пригласим, там еще какой-то, не знаю. Да, Тесла реально науки, вот с этим, да, если все реально, и тогда прогресс реально будет. В этом я убежден. Потому что как я сказал, потенциал у наших людей есть. Некоторые недооценивают наших людей. Просто там проблема в том, что перспектив есть. Люди теряют надежду. Потому что за этой учебой, за этой наукой ничего не следует. А когда люди понимают, что будет что-то из этого полезного для народа, для блага для него самого, для его семьи, все же зарплаты это тоже очень важный аспект. И научные открытия. Если бы все это было бы в норме вещей, как положено, но, как ты сказал, жим-жим потихоньку, это же не сразу, революция не бывает. Тем более, когда это относится к нашему народу, это подход должен быть очень аккуратным. Но потенциал у нас есть, это 1000000%, лучше европейцев. Это я знаю точно.
Если направить на правильное русло наш народ, на образование, там, киекум, сам хазлой, Эдман, выносит за хазлой. Тут что, дикдой, я это заметил, во многих заметил. Фундел Бахайм, если мы просто хвост этой фундаментальной физики выстроимся через институт, связи, да, ты сынок. То ставится, то есть смысла нету. Почему бы не попробовать альтернативную физику, как государственная поддержка ЕШ? Собирать вот этих самых лучших умов в такую, сделаем мягкую альтернативной науки. Нам все равно и не догнать официальную, давай-ка мы попробуем. Вот, а вдруг там что-то есть. А пример есть, Тесла, таких стран? Хотя бы одна есть? Нету. И в том-то и дело, что это как бы уникальная возможность, непаханное поле. Все контролируются этим. Японцы, всех борбар, но японцы слишком уважают белых европейцев и как бы и считают, просто мы, японцы, все еще недостаточно умные. Они же там и телефон изобрели, и там самолет, и ядерный реактор. То есть они, эти европейцы белые, если говорят что-то, значит там за этим что-то есть. Можешь, аж будешь. Китайцы, что коммунизм идешь лишь будешь, но сул китайцы, которые хархупа люди, шлерт, и был китайский ученый, тут есть такие. Тоже их быстро, убирает. Но там коммунистическая партия. То есть коммунистические партии, физику, гуяти, цаха, они как бы тоже выстроились вот это след этой системе мировой. Точно так же, как Советский Союз был, как этот. То есть нету где-то какой-то страны, где правительство, а правительство, кстати, оно же такое же, из обычных людей состоит, обывателей. То есть они на что-то должны верить просто. На веру брать тогда что цари. Они сами не могут потратить, как я, сесть и 20 лет на выяснение вот этой всей бурды, и дати. Просто они будут просто официозы верить. Так что такой страны в действительности нету. Это уникальный случай. Возможность предоставляется. Вдруг мы что-то действительно прорывное на этой физике сможем сделать. Правильно поняв ее. Что не факт, конечно. Кстати, раз ты можешь, вот сумма, целый шонсер, научные сообщества, которые На альтернативе? Да, альтернативная физика. Есть австралийские, я знаю, ребята, есть Thunderbolt проект, еще там есть Бразилия, где прятались нацисты. Отцовые словацкие в основной массе они жрут официальную науку. Да, но люди, которые это как бы альтернативу тащат с собой, пытаются, кстати, и прямо в университетах, в МГУ университете, на группе, которые вот этой альтернативной физикой интересуются, занимается. Как он говорит, осенило босса, канал Леон, раскричан. Осенило, ютубча. Зайди, там у тебя и профессор МГУ сядет тебе и полностью тебе дал дохон, Эйнштейн, и Массан. Мою бара, Тесла, еще раз. Осенило канал называется. Осенило. В смысле мысли какая-то. А молодой ученый, ученый, и вести ешь. Он приглашает разных. И там есть этот, знаете, мощница старика, уже. И скоро все они помрут, это бурда в мозгах будет дальше передаваться. Но человек был еще уже. Ученых, кстати, кто в этом сомневается, ученых именно, в обычной официальной науке шейти тушьяхан. У них тысячи, десятки тысяч даже. Их не слушают просто. Пропаганду, яцер. Иджма яцер, то есть там команда административным методом решает, что правда, что нет. Любая, вы можете выбрать с Форди Модер,
у них же был только вот этот модель Т черного цвета, то олшила от Сворда вы можете у нас купить машину любого цвета, если она черная олш. То есть альтернатива, кроме черного Ford T. Вот и санна, Шейн Лугу гейт олцер, только не критикуйте Эйнштейна. Что хотите, вот на голове стойте. Но Эйнштейна... Тесла, Цезарь, Латвия, Мелутия. Что-то хочешь он сказать. Свегала шумятся. Вола слатушин, солдишь. Так, ничего. Да, это правда, то, что там. Маршхольд. Маршхольд. Тесла, Лори. Но вот эта тема касательно того, что под запретом некоторые утверждения, эта тема присутствует не только в физике, есть такие науки, как биология там, и вообще изучение происхождения человека. Например, грубо говоря, вот инквизиция, которая была в средние века, она и по сей день существует, потому что запрещено что-то говорить, даже если это соответствует действительности. Например, есть ведь теория, что нет вообще никаких расовых различий, да, между людьми. Есть много ученых, биологов, которые, наоборот, опровергают это. И, например, этот создатель, точнее, тот, кто открыл вообще цепь ДНК, Джон Уотсон, он в свое время занимал там определенные места в университетах, то есть был профессором, там, преподавателем и так далее. Но пару раз он делал некоторые заявления, которые не подходили, как сказать, не следовал, повестке дня. И на третий раз, когда он уже прямо заявил, что у африканских стран проблемы с цивилизацией, то есть вообще с организационной, проблема с организацией государства, там, общественной жизни и так далее, потому что у них есть проблемы с интеллектом, то есть они имеют более развитый интеллект, то есть уже там отсутствуют у них некоторые гены, например, интеллекта. Он такое заявление сделал, все, его убрали полностью, лишили всех наград. Дали ему награду, его потом лишили этой награды за открытие ДНК. Потом есть теория, что там теория выхода человека из Африки. Там 60 тысяч, 65 тысяч лет назад, что первый вот этот человек, Homo sapiens, вышел из Африки. У этой теории тоже очень много критиков, которые называют альтернативной теорией. Там теория выхода там, из тропической Азии, теория выхода из Евразии, там, теория выхода из массового, то есть выхода, то есть в нескольких местах появился Homo sapiens. Такая теория тоже есть, они развивают ее, и вот эта сама теория выхода из Африки не терпит никакой критики, потому что там, элементарно на тот период самое простое вообще, оставляя все вот эти археологические раскопки, на тот период, так сказать, можно сказать, происходило оледенение, то есть ледниковый период, потому что там этот выброс, то есть извержение вулкана Тоба. И никакого смысла, то есть согласно этой теории, люди произошли в Африке, и потом, 60 тысяч лет назад, и потом распространялись там по всему миру. Но наоборот, согласно данным, они должны были, наоборот, из всех вот этих мест дальше экватора, наоборот, переселяться ближе к экватору, потому что на тот момент они остро нуждались в тепле в местах, то есть они должны были там проживать в местах, где температура выше, чем дальше от экватора, из-за нехватки солнечного тепла и света. Но эта теория тоже, то есть она продвигается, она популяризируется, там, выходы из Африки, там, Discovery, там, National Geographic, вот этих ученых там приглашают и так далее. Они прям яро утверждают, что мы все вот вышли из Африки,
и все, вне зависимости от расы и так далее, мы одинаковые. Но на самом деле и генетическое исследование, и археологические исследования и так далее говорят все это обратно. Просто вот эти леваки, леваческое вот это движение, там же все это развито в Европе, в Америке, не дает этому, так сказать, продвигать, не дает это продвигать, то есть запрещает. Кто-то что-то скажет, и сразу там его лишают места работы, там увольняют всех привилегий, лишают всех наград, достижений и так далее. И, например, под запретом многие изучения, многие, скажем так, исследования на тему расовых различий, различий между половых различий и так далее. Не дают этим заниматься. Я извиняюсь, конечно же, вы всю эту информацию откуда добыли? У вас образование в этой области? Или вы чего-то там начитались, и мне просто стало интересно? Цезарь, это к тебе вроде бы адресовано. Я думал, это кому-то вот Тесла вышел, да. Нет, вот это образование, конечно же, то есть, как сказать, какой-то степени учености у меня нет. Но все вот эти ученые, которые внесли свой вклад в науку, то есть они не просто как вот являются преподавателем и так далее, но совершили какие-то открытия и всю жизнь своим этим занимались. Например, Джон Уотсон, который, опять же, я его упомянул. И это также исследования, которые были проведены на эту тему. У нас есть практическая, не просто теория, а практическая часть. Все это говорит об обратном. То есть то, что вот есть определенные расовые различия, есть определенные видовые различия, есть в какой-то степени половые различия. Вот реальность говорит об обратном, а также то, что, скажем так, толкование вот этих данных, исследований, это идет не от каких-то простых там ученых там или там вот этих подменных ученых, Discovery и тому подобное, а от реальных людей, которые внесли свой вклад в науку. Дает нам основание полагать, что, по крайней мере, для меня это очевидно. К примеру, вот вы говорите, для вас очевидно, а в чем это проявляется, эта очевидность? Уточните вопрос, пожалуйста. Пример приведите. Проявляется, имеется в виду. Но вы же говорите, как бы для вас это очевидно. Вот приведите мне пример, в чем эта очевидность проявляется. Что же касается Джона Уотсона, он был расистом, во-первых. Вот. Во-вторых, ближе уже как бы к своей, будем так говорить, кончине, он всю эту информацию опровергнул. Он сделал заявление о том, что, значит, сделал он ранее вот такие вот российские высказывания, чтобы как-то, как же он написал, облагородить, что ли, свои домыслы, по-моему, он так написал. Но на самом деле он в конечном счете сказал о том, что никаких вот таких вот различий между разными расами нет. И тем более по части, будем так говорить, интеллекта. Послушайте, давайте я перебью. Джон Уотсон, на самом деле, как вы его похоронили, когда вы успели его похоронить, он все еще жив. Мы об одном и том же человеке разговариваем или нет? Я еще раз повторяю, вот расовые различия и тому подобное, это все и в Европе, и в Америке, во всем мире сейчас это под строгим запретом. Помимо как того, это что может заявление ученых, находиться
под запретом. Ты врешь. Все технологии придумали африканцы. Не ври. Нет, я просто работаю в этой области в Америке уже более 18 лет, и вы мне говорите о том, что Послушайте, что-то я вы говорю, что говорите это... о чем, чего нет. Вот поэтому я вас Я не спросила. говорю. Нет, послушайте. Есть утверждения определенных людей, которые контактируют с этими учеными, которые в дальнейшем, и на практике мы это снова видим. Какой-то ученый заявляет о том, что то-то, то-то есть, все, его уверяет. Есть много примеров известных психологов. Сейчас забыл его имя. Его тоже, к примеру, он заявил, он внес огромный вклад в развитие там, общей психологии. Не психологии вот этой чепухи собачьей, там, психоанализ, гештальт и так далее, а именно социальная, психология масс, психология народов. Они делают такие заявления, их убирают, удаляют, увольняют с работы, лишают всех наград. Это явно говорит о том, что это там работает инквизиция. Джона Уотсона, который он 2 раза делал, на 3-е заявление его убрали. Он все еще жив, кстати. Я не знаю, когда его похоронили, он жив, и он сделал такое заявление, решили награды, решили Нобелевскую премию, которую ему дали за открытие цепочки ДНК. Далее, то, что вы говорите, нет расового различия, это можно спокойно посмотреть. Вообще в теории все хорошо, конечно, сказки и так далее, но есть реальность, есть люди и сказки, есть реальность, есть мир. Мы явно видим, что вообще есть вообще разница в строении организма человека, например, между африканцами и между белыми и азиатами. То есть есть разница в строении черепа. И, к примеру, у африканцев не развиты в какой-то степени лобные доли. Во-вторых, как я уже говорил, мы видим на практике. Они вот, где бы они ни находились, даже после переселения, так сказать, после эмиграции в Европу, в Америку, они занимаются тем же самым, чем занимались их предки в Африке. Но с небольшим различием то, что там произошло смешение крови с белыми. То есть они на какой-то степени, на 75 или на 50% в какой-то степени состоят, их гены от белых людей. В-третьих, мы можем, то есть сделать вывод на исследование. Как бы кто там не отрицал, там, конечно же, когда тебе не хочется, то есть какой-то факт принимать, и начинает какую-то методику или там какой-то способ отрицать. Уровень исследований IQ, не просто одно исследование, разные люди, которые прям не были заинтересованы там в уничтожении черных людей и так далее. Разные люди на протяжении нескольких лет проводили исследования, измеряли уровень IQ, и этот уровень IQ непременно зависел от объема мозга. То есть помимо африканцев есть другие, скажем так, виды людей, подвиды или расы людей, бушмены, пигмеи, австралийские аборигены и так далее, чей мозг намного меньше, чем у африканцев, меньше в какой-то степени, чем у африканцев, и уровень IQ у них с этим также снижался. Уровень IQ африканцев, как только не пытались это оправдать, почему он такой низкий, скидывали на то, что они растут, потом нехватка питательных веществ, нехватка еды, то есть в детстве, в детском возрасте. Потом то, что на них давят, то есть они считаются глупыми, и они это сами себе внушают и так далее. Но никоим образом, то есть проводили исследования африканцев, проводили исследования афроамериканцев, точнее, на всех людях проводили, но конкретно идет речь про них, на афроамериканцев. Потом исследовали во 2-м, в 3-м поколении иммигрантов, которые с самого начала жили, так сказать, то есть в благоприятных условиях. Уровень IQ у них никак не повышался. Потом проводили исследования на детях, которые изначально, то есть росли, то есть, например, африканские дети, которые росли в африканских семьях, потом африканские дети, которые росли, приемные дети, которые росли в этих белых семьях,
И, то есть изначально все у них было, все условия жизни. Потом полукровки, смешанные от смешанного брака, и белые люди. У африканских вот этих детей, несмотря на создание всех условий, этот IQ не повышался. Он повышался на 3-4 балла. И все. Это очень мало. У белых детей, которые также, к примеру, были взяты и белые дети, которые росли скажем так, в Европе, в Америке, и те, которые росли, к примеру, в тех же африканских странах, например, ЮАР. То есть условия, к примеру, у всех были одинаковые. Но у белых людей IQ неизменно оставался выше, у африканцев он никак не повышался, кроме как на 3-4 балла. А у тех, у И все полукровок эти исследования сделаны есть. белым человеком, да? Нет, эти исследования сделаны... Не, на самом деле интеллект никак не связан с нашим размером мозга. Вообще-то он связан с объемом мозга. Абсолютно никак он не связан. Абсолютно никак. Объем мозга, IQ коррелирует с объемом мозга. Те же азиаты, китайцы, японцы, у них объем мозга чуть выше, чем у белого человека. Смотрите, белый человек, который делали эти исследования, не говорят, что они самые там умные, и самые там IQ у них выше. Они прямо говорят, то есть они не были заинтересованы в каком-то там возвеличении своей расы и так далее. Они прямо там говорят. Азиаты, японцы, китайцы и так далее, у них уровень IQ выше, чем у нас. Они прямо это говорят. Они говорят, у евреев, ашкеназы, я сейчас не помню, какие именно евреи, у них тоже уровень IQ выше, чем у белого человека, среднее значение уровня IQ. Хотя евреи, это, кстати, они, можно сказать, наоборот, должны были быть заинтересованы в их уничижении. Алло. Можно сказать? Да, конечно. Насчет евреев это ложь. Я проверил за все эти последние года все вот эти олимпиады. Единственное, одного еврея я нашел 30-е место по химии в 1 год. Вообще больше даже статистики я не встречал. У евреев IQ он повышен типа из-за того, что они в свое время скрещивались и смешивались с белыми людьми. То есть это много исследований, то, что... Из-за того, что они скрещивались с белыми людьми, у них интеллект больше, чем у белого человека, не стал. Ты говоришь про какие-то твои мысли, я тебе говорю реальность. Нету ни одного еврея, вообще места занимающих. Да, азиаты там, все первые места, и вторые идут, естественно, белые люди. Евреев, не больше скажу, помимо евреев, вообще весь семитский, скажем так. Арабы, евреи, там нету ни одного вообще. То есть они никакое место не могут ни по одному предмету по миру состязаться. И в чем проявляется их интеллект? Насчет этого я не В знаю. том, что они умеют процентами разбираться, ну да, отдаю им должное, это их ремесло, они в этом лучшие в мире. Я продолжу. К примеру, и у африканцев IQ, он повышался только в одном случае. Только в одном случае. Вот вы говорите, не коррелирует. Это я уже говорю, что с объемом мозга прямо коррелирует. Например, у азиатов мозг чуть объем выше, и, конечно, сразу повышается у них уровень IQ. У африканцев уровень IQ, он повышался только в одном случае. Повышался где-то на 20-25 баллов, когда они имели смесь крови. В этом случае у афроамериканцев уровень IQ 87 где-то, 85-87. У африканцев чистых 67 где-то вот так. И помимо этого, вроде бы, сейчас я точно не помню, чтобы не соврать, и в других случаях, когда смешивали разные расы, уровень IQ, ладно, сейчас про это забудем, сейчас я точно не помню, буду врать. Насчет того, что мозга не влияет, вот можете мне назвать имя одного черного инженера? И африканец
то есть после смешения крови уровень IQ занимал среднее значение, то есть у там белого человека 100, сейчас я не помню, 110, 105, ну, от разных там, от нации зависит, 110, 105 и так далее. У африканцев 67. И занимал он среднее значение в этом случае, потому что 50 на 50. Это всегда, это не одно исследование, это несколько исследований разных людей. К примеру, и тот, кто там критикует вот этот тест и то, что IQ ни о чем не говорит, например, было исследование, которое IQ у австралийских аборигенов. И австралийские аборигены, они превосходили белых и остальных людей в, скажем так, в пространственной ориентации. То есть они вот задачи, которые были направлены, то есть нужно было задействовать там ориентацию в пространстве, они их намного лучше решали, чем белые и остальные люди. Потому что, скажем так, в их условиях надо ориентироваться. Помимо этого, вообще разное значение интеллекта, то есть объясняется также теорией эволюции. Потому что африканцы, они располагаются на такой территории, Африка, экватор, это все на такой территории, в том числе и арабы, семитские народы, где климат в основном не меняется, то есть сезоны года там не меняются. Стабильно, в кавычках стабильно, то есть жара, иногда идет дождь. А другие люди, которые располагаются в местах в умеренном климате, также там климат меняется сезонные годы, надо задействовать ум, интеллект, как выжить, то есть как запастись, то есть меняются также и сезоны, так сказать, мигрируют животные разные, то есть опять надо думать, как выжить, как добыть еду, как сохранить тепло и так далее. Но потом, опять же, выше вот этих, дальше арктические и субарктические вот эти пояса, там же тоже, скажем так, климат не меняется, как и на экваторе, грубо говоря, там нет таких резко смены сезонов. И что мы замечаем, было замечено, что выявлено у них, у этих же народов, как их там звали, я сейчас забыл, не папуасы, не суть важно. У них Эскимосы. Эскимосы подобно, у них было выявлено, потом у этих народов снижение уровня IQ. То есть это не какой-то конкретный опыт. Это несколько опытов разных, то есть генетические доказательства, эволюционные доказательства, исследования IQ и так далее, которые все это подтверждают. И это мы видим на деле. Сколько бабок Европа и Америка вбухивают, к примеру, в Африку. Ничего у них не меняется. Наоборот, когда вот они говорят, что это все из-за того, что там... Как не меняется? Вы были в Нигерии, вы были в Южной Африке. Как не меняется? Что там, какие там условия? И, конечно, они что-то строят на деньги белых, но общественная жизнь, что там меняется? Бедность, может быть, исчезает каннибализм. Я извиняюсь, в Африке. очень мало времени прошло с того момента, когда эти страны деколонизировались. Нашей с позиции человеческой жизни, конечно, там 50-60 лет – это огромный промежуток, но жизненной позиции – это очень маленький срок. Можно я уточню в этот момент? Они еще не успели переструктурироваться. Вот посмотрите. Подожди, Кайсар, подожди. А колонизировали их почему? Потому что они не могли конкурировать с кем? С теми, кто их колонизировал. Все верно, кстати. И, кстати, уточню, что есть народы, бушмеи, пигмеи и так далее, у которых уровень IQ ниже, у которых объем мозга ниже, чем у этих африканцев. И эти африканцы в свое время их тоже истребили.
и использовали в качестве рабов. Если это неизвестно. Вот эти народы сейчас, их очень мало, они находятся на определенной территории. И они сами их рассказывают, эти народы, что вот с севера пришли вот эти африканцы и нас поубивали тут. Все в кавычках колонизировали тоже. Там вообще мародерство, там ничего нет. Где, как они живут вообще? Никакого уровня не только цивилизации, даже культуры в узком смысле этого слова. Еще один момент, если вы не знаете. Чистоты. В Индии есть миллионы из, почти что, считай, негроидная раса южная. Там целые народы есть, которые до сих пор даже не приспособились к письменности. То есть там Индия огромные бабки туда вбухивают, чтобы хотя бы эти народы интегрировать в письменность. У них ни школ, ни письменности, ни хрена вообще нет. И не будет, если им не построят. Вы поняли, кто. И, кстати, неграмотность, она не обязательно связана с интеллектом человека. Там много каких разных факторов. Экономика, помощь и так далее. Не, чтобы экономику и остальное все ты же должен развивать. А если у тебя есть интеллект и гены, то ты это будешь делать. Никто же не виноват, что эти дикие племена живут в лесах и миллион лет вообще не продвинулись в развитии. Про то, что про колонизацию, то, что они только недавно вот освободились. Посмотрите на фотографии, они все еще есть в интернете. И в каком состоянии были эти африканские страны, когда они были под гнетом, в кавычках, Франции, Англии и других, и в каком состоянии находятся сейчас. Посмотрите, как только оттуда ушли вот эти европейцы, там все просто рухнуло. Рухнуло и не восстановилось до сих пор. Посмотрите, как эти африканцы, как вы говорите, там у них нет таких условий. Посмотрите, как эти африканцы из поколения в поколение. Это Я не сказала, что у них нет таких условий. Я не сказала. Они живут, как они живут в Америке. Чем они занимаются там? Без разницы даже в способе, так сказать, заведения семьи. То есть африканцы, у них там в основном, так как и принято как и у арабов и других народов, которые в жарких климатах обитают, живут, у них там они очень, скажем так, слабы по этой части. И те же африканцы, это в генах просто, которые живут в Америке, афроамериканцы, у них более где-то до 67 или 70% детей незаконно рожденные. То есть у них другой способ, скажем так, размножения. То есть когда у белого человека там завести там семью, там кто вам сказал, что у афроамериканцев вот такие вот дети? Кто мне где вы исследования? Какие исследования? Какие именно исследования? То, что в смысле какие исследования? То, что у меня это исследование по другой нет. Это исследование есть. Я живу в Америке около 25 лет. Большинство моих черных знакомых, они в браках состоят, у них шикарные семьи, у них шикарная генетика, у них шикарный интеллект. И не потому, что они там с кем-то смешались когда-либо, с каким-то там белым человеком. Послушайте, например, есть Кэтрин Джонсон, вот один инженер, Кэтрин Джонсон, это женщина, черная женщина, которая посчитала путь до Луны и обратно. Причем без людей, которые посчитают. Это сказка. Подождите, пожалуйста. Я сказал про инженера. Рассчитать путь, палкой, локтями измерил. Я вам больше скажу. В свое время был ученый, сейчас не помню, в каком году он жил, очень задолго до вот этих всех вот этих технологий, который почти точно измерил диаметр Земли. Диаметр Земли.
Свен это 700 лет до нашей эры. Как его звали? Или 300. Эратосфен. Да, он вставил просто палку в землю в одном городе, увидел, что там он, во-первых, утвердил, то есть открыл, что Земля круглая, потому что он там в городе, сейчас я не помню, в каком городе, в Египте, когда солнце, день летнего солнцестояния, солнце, когда вставляешь палку в этом городе, она не отсылала тень. Потом, в другой год, он в это же время вставил палку в другом городе, в Александрии, насколько я помню. И это ну, на сегодняшнем Александрии, который называется. И он ставил эту палку, он увидел, что тень отбрасывается. Значит, он сделал вывод, что Земля имеет кривизну. После этого он градус тени от перпендикуляра, который эта тень отбрасывает, по этому градусу вычислил диаметр Земли без всяких технологий и тому подобное. Несколько метров ошибся в размерах. Да, всего лишь несколько метров. Во-вторых, египтяне, вот вы говорите, что уровень интеллекта вот не изменяется и так далее. Египтяне, послушайте, египтяне, которые в свое время были очень развитой цивилизацией, начали уступать другим народам, как только они начали что сделать? Смешиваться с африканскими, с африканскими племенами, которые жили южнее них. Как только начали смешиваться, рухнула вся... Нубийцы вроде бы. Все, рухнула вся вот их, все развитие цивилизации. И по сей день вы можете посетить Египет и увидеть люди, которые имеют типичные африканские черты. Вот вы говорите, там, не зависит от там цвета кожи и так далее. Но это не связано с цветом кожи, просто цвет кожи сопоставим. Там не только арабы, полное это это не зависит, когда это касается белого человека. А вот если ты будешь рассказывать про черную расу, про их превосходственные качества, конечно, в интеллекте, они даже близко не стоят на первой ступени эволюции, считай, почти что животные. Насчет физики, они полностью по всем фронтам бьют в спорте. Физика у них генетически. Они сильнее. То есть в физике он сильнее белого человека, черного. Это факт. Если все вы доказано. И никто не боится, все рассказывают ее, все говорят, ни в чем никаких проблем. А вот когда ты уже говоришь про белого человека, то тут уже... Ты что, африканцы чемпионы, давай поцелуем их сапожки. Касательно, вот как только начали смешиваться в Египте и арабы, и африканцы, ну, сначала африканцы, потом арабы и так далее, все, упал уровень интеллекта у них. И по сей день вы можете видеть, поехав в Египет, люди, которые имеют типичные африканские черты, а это скошенный лоб, например, длинные руки и так далее, в их поведении вы там ничуть не отличите их от никакого, там сказать, благоразумия и цивильного, ничего не увидите в их поведении. Типичное африканское вот это поведение. И по сей день, вот, кстати, вы говорите, живете в Америке. Ну, вы, наверное, тогда замечали, говорите, что нет генетического различий в людях, что там продаются журналы медицина для разных, вот я сейчас точно не помню, как это называется, и в больницах они тоже бывают сейчас, ну, были, по крайней мере, в этом году, я не знаю, что это. Медицина для разных рас. Во-первых, то есть лекарства, медикаменты, они по-разному влияют на организм в зависимости от расы. Нет здесь такого. Нет здесь такого. Я эти журналы видел. Они были, если не убрали. Далее, послушайте. Вот вы говорите, что вы знаете, почему, раз вы знакомы, то вы должны знать, что чем организм проще, то есть в зависимости от вида, то есть один вид, и чем, к примеру, организм проще, тем он быстрее развивается. К примеру, у тех же африканцев беременность протекает где-то в среднем, я не говорю у всех в среднем, на несколько недель раньше.
ну, на несколько месяцев, у них 7, там, 8 недель, а там 3-4, может быть, недели, 2 недели, 2-4 недели, у них они раньше рожают. Далее эти самые же африканские дети, они развиваются быстрее, но это не значит говорить, что они умнее, они развиваются быстрее из-за, как сказать, по сравнению с другими, с тем же там белым человеком, по сравнению с ним, более, так сказать, более низко, ну не низко, ниже у них там устройство там мозга и остального, и они развиваются быстрее. Но потом в какой-то момент, то есть они вот, к примеру, там, в какой-то момент уже начинают отставать. И даже у детей есть различия уровней IQ. У детей. Далее, я не знаю сейчас, что вам еще привести, есть много этих, это не в одной сфере, то есть не в одной области исследования проведены, они проведены в разных местах, разными людьми. И это можно видеть на практике. Чем занимаются эти африканцы по сей день в Америке? Там все условия для них есть. Не только там какие-то просто там условия, там даже льготы есть для квоты, то есть есть, чтобы должно быть такое-то количество африканских людей в университете, такое-то количество там добавляют. То же самое в Европе. Добавляют им баллы, что-то там. Добавляют им баллы при поступлении и так далее. Они занимаются наукой и тому подобным. Они делают мародерство и так далее. Кстати, насчет детей, там, откуда у вас была такая информация там, про незаконнорожденных и так далее. Сами же африканцы, можете это увидеть, там, разные актеры, там, да, ну, разные комики, конечно, в юмористической форме они высмеивают то, что, к примеру, был Крис Рок, тоже африканец, он в своем там одном стендап-выступлении говорит, что вот, ну, называет некоторых людей, там, сам он называет их, им же позволено себя назвать нигерами, и говорит, нигеры хвастаются тем, чем они и так должны были заниматься. То есть он говорит, к примеру, ну, я не бросаю своих детей и так далее. Он говорит, ты и так должен был их воспитывать, ты их так должен был не оставлять. К примеру, он говорит, там, я не сел там в тюрьму и так далее. Чувак, это нормально, так и должно быть, он говорит. Потом он добавляет там, и нет ничего любимее для нигера, чем не знать. Он говорит, сам этот африканец, положите, если вы хотите, чтобы у вас не украли деньги, положите их в книгу, он говорит. И нигер в эту книгу не додумается, он не посмотрит эту книгу, он ее просто не тронет, он говорит. Ну, сами они, конечно, себя высмеивают. Им тогда позволено. Но когда это уже делает белый человек, это уже, кстати, расизм и тому подобное. Если бы, как вы говорите, эти белые ученые были заинтересованы... Вы когда были в Америке, например? Мне просто интересно. Я в Америке не был. Есть люди, А которые в африканских странах каких вы были? Я был в арабских странах, где также есть в африканских именно, если брать континент Африку. Не Аравию там никакую, а именно Африку. Египет, я не знаю, это африканская страна, по-вашему? Послушайте, по сей день... это Африка, да. По сей день я даже туда не буду ехать, если вы к тому, что там посетите... Ты ее друзей, очень близких друзей обижаешь. Я даже там... И причем я хочу добавить, Цезарь, я хочу добавить, афроамериканцы имеют даже отличительный вкусовый вкус на еду. Их даже, они сами себя высмеивают, и все их высмеивают в том, что они предпочитают арбуз, курицу и виноградный сок. Есть, да, различия в строении организма. Вот утверждают, что нет никаких генетических различий. Есть различия в наличии определенных генов. Я сейчас не помню их маркировку. Но эти гены, грубо говоря, отвечают за уровень, за интеллект в геноме. Они располагаются в хромосоме, X-хромосоме, отвечают за уровень, то есть за интеллект, за развитие интеллекта и так далее. Но, к примеру, есть ученые... Цезарь, можешь к твоему слову, ты же не расист? В плане чего расизм? Мы же не расисты, да, чтобы не обижать Эгдена. Мы, если что, не расисты.
Мы уважаем черных людей. Может быть, расистом говорить, Не, что если... азиатов интеллект больше, чем у нас, а черные африканцы физически превосходят нас. Послушайте, Как если это ты имеешь в виду Павел. расизм в том, что то, что я Я признаю понимаю, научным просто фактом, чтобы, я это говорю, чтобы, ну, не обидеть кого-то, да? Да, Но я то, это что, понимаю. Мы да. просто если говорим о расизм это... научных фактах, а не о превосходстве или приниженности. Просто научный. В чем кто хорош? Мы все люди. Нет, я ни в коем случае не обижаюсь на сказанное, просто я в недоумении. Человек прочитал о каких-то там либо исследованиях, при этом никогда не был в Америке, никогда не был в Африке и Послушайте, если как-то вы Но, про то, что смотри, контактировал с африканцами или нет, я с Цезарь, африканцами подожди, контактировал. секунду, подожди. Я живу в Европе 30 лет. То, что он говорит, это абсолютная правда. Полностью. Я знаю камерунцев, нигерийцев, сомалийцев, марокканцев, много кого. Всех африканцев я знаю. Все нации Африки. И то, что он говорит, 98% это правда, как минимум. Кстати, вот я тоже контактировал с многими народами африканскими в арабских странах. Там они в большом количестве там находятся. И я сейчас про гены продолжу. Но как некоторые ученые это высказали, то, что у них, у африканцев, этих генов нет, которые отвечают за интеллект. Проведенные исследования можно там проверить и так далее. Они сказали, мы не знаем, ну, в кавычках, не знаем, за что отвечает такой-то ген, но факт в том, что у африканской расы эти гены не обнаружены. Ни у одного. Далее, вот вы про контакт с африканцами, контактируете с этими африканцами. Те же арабы, вот вы про расизм говорите, те же арабы считают этих африканцев там ниже себя. Вообще, учитывая тот факт, что первыми их начали, помимо того, что они сами себя, друг друга похищали, продавали в рабство эти африканцы, эти племена разных, первыми их начали колонизировать кто? Ну, продавать в рабство кто? Рабы. И они по сей день считают их ниже себя, эти африканцев, и в арабских странах и тому подобное. И эти африканцы, я с ними контактировал, с разными народами, со всеми. Первое рабство практиковали африканцы, а не арабы. Я и говорю, Первое что рабство. они сами себя Хорошо, все, понял. похищали, продавали. Но из других народов первыми, потому что они еще помимо из других народов первыми их начали продавать в рабство, там, покупать и так далее, это арабы. И помимо того, что арабы, сами африканцы, помимо того, что сами себя продавали, они, как я уже сказал, в свое время в кавычках колонизировали другие племена, которые, скажем так, у них уровень IQ был ниже. То есть, как получается, вы говорите, что там, ну почему? Ответьте тогда вопрос, почему в свое время они даже колеса не придумали. У них даже колеса не было. Был еще один факт, что они даже за пределы Африки до появления там белого человека не выходили. Был, например, остров, я сейчас не помню, Мадагаскар, что ли, или какой-то другой остров, который располагается в 2-3 километрах от Африки. То есть какой-то автор высмеивал это. Им надо было всего лишь там скрепить бревна, на этом плоту до него можно было спокойно добраться, но никаких следов обнаружения человеческой деятельности на этом острове до появления белого человека не было обнаружено. Почему? Раз вы говорите, что нет различий в интеллекте, ну, они ничего не произвели. Ничего абсолютно. Там копье, там это первобытные орудия и так далее. Ну, и там листьями они прикрываются и тому подобное. Они ничего не изобрели. Они даже не одомашнили скотину. Одомашнили скотину, вот коровы и так далее, люди, которые находятся северные племена семитские, которые чуть повыше там уровнем, чем они. Но они, ничего, никакой вклад они не внесли не просто в науку, даже, так сказать, в элементарную, там, я не знаю, человеческую историю. Раз вы утверждаете, почему этого у них нет?
Почему они вот ничего не сделали? И по сей Кто ты день... воин? Кто ты воин? Бехма, Этому всему есть много. знания у тебя присутствуют, молодец. Свободен, юга мовится. Не, я закончил, я задал вопрос. Да, Эгдан, продолжай, да? не слушай. Продолжай, не слушай. Это был На этот вопрос, вопрос Эгдан. ответ есть. На этот ответ есть вопрос. Что такое цивилизация? Это совокупность человеческих достижений. Дело в том, что то, что они там ничего не одомашнили, это неправда. Одомашнили они там некоторые там виды животных. Но если от всего от этого абстрагироваться, да, начнем с того, что им не нужно было одомашнивать Можно узнать, что-то или придумывать какие-то. почему они Я до сейчас сих закончу. пор не додумались просто вбить трубу в землю и таким образом себе... Я сейчас тебе объясню, что там бьют мой, сейчас я что-то объясню. Так, почему им не пришлось придумать колесо, то же самое. Кстати, те же ацтеки тоже ничего не придумали с колесом связанным. Хотя научились выращивать маис, помидоры, и вообще у них все было там в плане даже бухгалтерии и познаний там астрологии, они далеко ушли. Но колесо они не придумали. Все дело в чем? Дело не в том, что кто-то тупой. О которых ты говоришь, можно узнать? Их конкистадоры вырезали и сделали правильно, понимаешь? Просто они не успели забить порох в трубу. В этом все дело. На самом деле все дело не в том, что кто-то тупой, там, это все конспирология. Какие-то гены там в ком-то появились. Это все конспирология. Все сведется все к культурному фону. Все дело в том, что ввиду географии, где они жили, им человек, который живет в Австралии, ему легче просто взять палку, кинуть ее в кенгуру и сожрать его. Ему не нужно беспокоиться о том, что ему завтра нечего будет есть. Понимаешь, эти кенгуру бегают вокруг. Вокруг в саванне бегает много животных. Двигатель цивилизации – это голод. Просто когда ты хочешь жрать, тебе приходится думать. Тайцаумада, эти все конспирологии про то, что там высшая раса есть, это все выдуманная история модернистами для того, чтобы легализировать свою колонизацию африканских стран научными, с различными научными учеными того времени. Абсолютно Так что не это согласен. конспирология. Абсолютно не Конспирология согласен. чистая. Сейчас я закончу, подожди мне тоже, дай сказать. Абсолютно чепуха. То, что это конспирология, это вообще неправда тоже. Это можно даже наблюдать, где эти люди живут. То есть, как они привыкли по своему, да, скажем так, генетически и локально привыкли жить, так они живут в любом месте, без разницы. Если арабов сегодня, как в Швеции, они переселяются, оставить их вот так переселяться, сколько бы вот это наследие белых швед им не осталось, сколько бы они ни пытались интегрировать их, они все равно рано или поздно из Швеции сделают Арабистан. Точно так же. Это не ответ вообще. Ну, сделают. Я дам тебе это самый настоящий ответ. Я дам тебе дополнительный ответ. Послушай, я не знаю, когда ты зашел, но как раз это я тут и утверждал. Почему они такие тупые? Потому что они живут в климате, где нет смены сезонов. Как ты говоришь, им легче кинуть копье, им не надо думать, кинуть копье в это, я не знаю, какое-то животное. Да, и то все, есть одно другое не отменяет. Он как это бы наоборот привел то, что сам он говорит, типа, вот это правда, а это типа неправда, это конспирация. Нет, это обе правда. Это причина, этот климат, это причина, почему у них такой интеллект. Потому что там выживали все, в основном. Там глупые, тупой, все выживали. И потом смешивались и так далее, умные, глупые и так далее. Они смешивались. Там, им не нужно думать, им не нужно выживать там. Голода там нет, как ты говоришь. В умеренных климатах выживает умный. Естественный отбор. Выживает умный. Происходит какая-то мутация. И, к примеру, как происходит какая-то мутация у человека,
он выживал умный, к примеру, да, и дальше он эти свои гены передавал, умные передавали свои гены. Потом, опять же, возможно, происходила какая-то мутация, и умнейший из них снова выживал, и он свои гены передавал. Там надо было думать, выживать, голод, как ты говоришь. Это я и говорю, что, я не знаю, это как раз-таки причина, потому что у них такой интеллект. Мне надо было думать, это происходило на протяжении нескольких тысяч лет. И, конечно, происходил отбор. По сей день даже, если, к примеру, просто на сегодняшний день есть все условия, скажем, все удобства, все предоставляется. И предоставляется, кстати, белым человеком и тому подобное. И из-за этого никому не нужно выживать, у всех все есть. И далее никакого там отбора, по крайней мере, сейчас не происходит, кроме, как я вижу, искусственного отбора человека уже, там, когда он сам решает, там, с кем ему скрещиваться, в кавычках, размножаться. То, что ты привел, там, ацтеки и так далее, ну, опять же, уровень ацтеков, кстати, немного выше, чем у этих африканцев по развитию. Но климат там все еще, скажем так, не такой переменчивый, как в других широтах. Да ладно, не переменчивый, там такой трэш творится, в смысле не переменчивый. Ну, там есть, к примеру, резкая смена там сезонов, там оледенение, там жара, потом разное там и тому подобное. Но по сравнению с умеренными широтами, там немного все это происходит более, так сказать, постепенно. В Мексике тоже. Что там? И чем дальше, учитывая то, что вообще ацтеки, они заимствовали всю эту культуру от народов майя. Это во-первых. Во-вторых, их все равно потом, как вы сказали, истребили. Потому что колонизировали. А почему белые колонизировали? Потому что у них цивилизация была выше. Почему цивилизация у них была выше? Потому что им надо было думать и выживать. Происходил естественный отбор, выживали умнейшие. Эти умнейшие потом создавали все, воспроизводили и так далее. Там никакого противоречия нет. И такой вопрос я задал еще Эгдону, я надеюсь, она все еще слушает, да? Раз вы говорили, что там интеллект у них там у всех одинаковый, но почему они по сей день ничего не произвели? В плане культуры, в плане белый человек их колонизировал, поэтому они страдали, они не успели. Еще подожди 1 200 000 лет, и они хотя бы трубу в землю прибьют и воду себе, краник хотя бы научатся сделать чуть-чуть. 1 миллиард лет подожди. Может, эволюция будет. Еще не вечер. Японцев, к примеру, можно сказать, тоже Тут как бы, знаете, это как, Богу же виднее, да, правильно. Вот, ты же сантехника не вызовешь там приварить металл. Или, не знаю, оленевода, или овцевода, или... И точно так же тебя, сварщика, никто там на ферму не будет там призывать. Если тебя вызовут на ферму, то, естественно, там вот этот отходы убирать, там фермер будет знать лучше тебя, он будет превосходить тебя по всем фронтам. То есть тут как бы это ложный мир, толерантный, чич-пуп, это все абсолютно чепуха. Я этим миром абсолютно не впечатлен. Это полностью мир катится ко дну на этих толерантистичных. Ну, я не знаю, это типа извращение какое-то, я не могу понять. Вот белый человек физически, он превосходит белого человека. На физике пусть отрабатывает, пусть занимает должность для физики, все должности, все, что требуется физика, пускай вот они будут заниматься. В команде, да, например, черный один. Вот на него ты доверишь то, в чем он силен, то, для чего Бог его создал. А этого белого человека ты сделаешь инженером. У него там, да, он бывает сильнее, да, но не факт обязательный, да, как бы.
В любом случае он не превосходит его. Но в интеллекте он превосходит черного. Поэтому ты даешь этому собирать маленькие частицы. А этому даешь большие грузы. Этому даешь что это, этому то. Каждому свое. И в команде это вообще было бы супер. Мы уже, не знаю, инопланетянская цивилизация было бы, летали бы на другие галактики, планеты, осваивали бы новые земли, новые планеты, колонизировали бы планеты, если бы все на правильной основе делалось. Но тут есть еще одна сила, которая приземляет нас, которая тянет нас ко дну. Вы тут грязь, вы из глины, вы из праха, вы такая же грязь, вы ничтожество. Ну, были люди ничтожества. Когда римляне, белые люди, строили цивилизацию, бегали какие-то ничтожества, грабители. Там воры, грабители. И ненависть, вот тогдашняя в их сердцах, породила в них соответственное мировоззрение, соответственной религии, в которой ненависть ко всему цивилизованному, к развитию, скажем так, то недооценивание силы, как бы, скажем так, человека, недооценивание человека, принижение человека. Типа это не римляне сами. Нет, они не сами это придумали, им там принесли инопланетяне, там Аллах им дал, Яхве им дал, чтобы испытать нас. Они ничтожества, они животные, они гои, они кафиры, они наджасы, они мушрики. Аллах им это просто дал, потому что у нас иман чуть-чуть понизился. Вот этими, в общем, вот эта сила тоже тут существует пока что. Мы на миллиард лет еще, скажем так, можно считать, мы полностью, ну, по крайней мере, те, о ком мы говорим, на уровне обезьяны один шаг не отошли в эволюции. Через миллиарды и миллионы лет, ну, нас тогдашними ну, тогда они будут нас считать уже еще обезьянами, некий вид второй обезьяны. То есть мы настолько тупые и глупые, в общем, это кошмар и ужас. Насчет смешения вот этих разных народов, по крайней мере, никакой пользы от этого не будет, даже если команду собрать, потому что... Это уже можно посмотреть на Индии. Это уже можно посмотреть. Там они этого добились, и коричневых вот этих, коричневую расу вывели тут. И в Европе тоже, если эта коричневая раса будет, то все. Останутся только одни, которых мы сегодня говорили, женятся на двоюродных сестер. И то они думают, что этим они сохраняют что-то, но по факту, будучи порождением инцеста, они, скорее всего, в этом плане не додумываются до этого. Интеллект не позволяет. И двоюродная сестер жениться тоже не спасет, еще хуже будет для них. Насчет смешения вот этих разных народов, никогда две разных популяции, кстати, не будет одновременно находиться на одной территории, пока что эволюция до такого не дошла. Либо одна ассимилирует другую, либо одна будет паразитировать на другой популяции, либо будет происходить столкновение. Все это мы сейчас видим в Европе и в других местах, в Америке и так далее. В Америке сколько лет живут эти черные? Ну, по сей день продолжаются конфликты и столкновения между этими разными расами. И не пример, потому что это заложено природой в душе человека, в сердце человека. То есть мозг воспринимает этого другого человека, и чем он дальше генетически от тебя, тем враждебнее ты к нему относишься. Потому что гены, аллели генов, они запрограммированы на передачу тех же генов, похожих генов, аллелей генов дальше, то есть по потомству. Но вот этот человек, который из другого народа, во-первых, ты никак с ним не... То есть это противоестественно с ним, это продолжать потомство, то есть иметь от него потомство. Далее он воспринимается как конкурент.
Это просто заложено, это сейчас все еще в нас есть. Откуда национализм, это все есть в людях, и никак от этого не избавишься. Это по сей день происходит в Индии, как ты сказал. Там разные народы существуют на протяжении нескольких веков, они вместе живут, но по сей день между ними столкновения. Это не из-за того, что они растут в таких условиях, там, из детства им это навязывается. Нет, это просто природа, это гены, это естество. И смешение, как я уже сказал, народов всегда приводит к конфликту. Где смешиваются два народа, хотя бы там все уже распространяется, вот грязь, вот это беспорядки, конфликты, вот это весь мусор, все это видим. В те страны, где присутствует только одна нация, в основном, то есть большая часть представлена одной нацией, они всегда находятся, скажем так, там нет никаких таких-то конфликтов серьезных. Япония, возьмем, например, Япония. Там очень маленький процент существования иных присутствие, там очень маленький процент вообще присутствуют другие народы. Там порядок. Далее, и Польша, например, там тоже мало мигрантов. И по сравнению с другими странами в Европе, там намного все спокойнее. Как только впустили, к примеру, в Норвегии, Швеции было все спокойно. Как только туда впустили мигрантов, началось. Он никогда не будет воспринимать, один человек никогда не будет, который отличается от него внешне, физиологически, генетически, никогда не будет воспринимать. Он будет видеть, что он человек другой, разный, и мозг все воспринимает его как врага. То есть это вообще наш интеллект, это Да, ведь свой, продукт эволюции. чужой. Да, это продукт эволюции, интеллект. И, как так сказать, мы все еще в кавычках животные. И основная наша вот задача вообще биологическая – это выжить и продолжить род, передать гены дальше. Свой чужой это всегда будет. Никто это не изменит. Внешне анализируешь человека, гены схожи, нет, фенотип это зависит от генотипа. Фенотип отличается, все, ты мой враг. Да, никакой дружбы и так далее, как бы это ни старались навязать, не будет. И по сей день это, мы можем это видеть на протяжении всей истории по сей день. Все вот эти империи, которые были великими, они распадались как раз из-за этнического конфликта. Та же Римская империя. Как только начали... Из-за мигрантов. Да, как только туда в общество, римское общество начали пускать, то есть смешиваться, римское общество начало смешиваться с галлами и с другими кельтами, с германскими какими-то народами и так далее, все, она рухнула. Сначала рухнула республика, потом рухнула империя. Есть же цитата, в общем, суть, итог, конец, как, не помню, империи, в общем, эксплуатация варваров, миграция варваров и победа варваров. Да, так и происходит. И, кстати, насчет того, что вот этот аргумент, там, если с детства воспитывать, получится там, нет, это опять же, это не культ, то есть люди неправильно понимают, это не исходит не из культуры. Бывают исключения, они ссылаются всегда, оперируя на исключение, так исключение только подтверждает правило. Да, на исключение исключение оперируют, вот у меня там вот там какие-то там истории приводят, там дружбы там белого, там, но скорее всего, кстати, там обычно, так сказать, в кавычках они были нездоровы, потому что это неестественно так. И даже по сей день, если мне вот рассказывают некоторые европейцы, хоть они типа считаются, они проявляют толерантность и так далее, но они говорят, что вообще не воспринимают этих африканцев, арабов за людей. Хотя они проявляют эту толерантность и там выкрикивают, то они говорят, основная масса их вообще за людей не считает, потому что они ведут, они показывают себя, как они себя ведут. Посмотрите на районы, которые в Германии, которые во Франции, где есть смешение есть смешение и присутствие инородного, скажем так, контингента. И нет есть районы во Франции, Германии, где вот их не пускают туда. Там всегда порядок, чистота и тому подобное. То же самое и в Америке. Я бы хотела задать вопрос этой Эгден. Она бы смогла купить дом в
в районе, где живут одни черные, и жить в нем. Хотя бы один день в нем прожить, дожить до утра. Она здесь, Эгдан? Да, вернулась я. Вот, ответьте на вопрос. Вы смогли бы жить среди афроамериканцев, и ваши дети ходили бы в школу, где учатся афроамериканцы? Без проблем. Во-первых, я жила. Ну, сейчас говорить вы можете что угодно. Нет, в Очень смысле, большими что вы мне проблемами. задали вопрос, и на меня же вы агрессируете. Я не агрессирую, я вам задаю вопрос. Вы бы Но я смогли же среди них отвечаю, прожить? без проблем. А вы мне начинаете говорить. Ну, вы Сейчас там врете, всё вы начали отвечать с вранья, поэтому объясните Я без проблем. Ладно. начала отвечать с вранья. Естественно, с вранья. Можно конкретизировать вопрос. Самые большие расисты в Америке – это черные. Черные – это вообще раковая Во-первых, не надо меня, это паразиты. не надо со мной, Давайте во-первых, так без- разговаривать. И в Я чем-либо задала вам обвинять. вопрос без понтов. Отвечай давай и не понтуйся. Не надо мне говорить давай, во-первых. 25 лет Я вам живет не в Америке, подружка. чушь несет. Я вам не подружка, Я с во-первых. такими не дружу, как вы. Ну и не надо. Мне главное, вы сами ко мне обратились, сами же на меня агрессируете. Ну вы начали с вранья. Очень странная позиция у вас. Сами, Не главное, мне нравится задали позиция? вопрос. Заза, ты ведешь себя как Сами мне. задали мне вопрос. Сами же еще меня в клевете оболгали. Еще и начали на меня повышать голос. Все неправильно, некрасиво так. Не делай больше. Пусть она ответит. Толерантная 25-летняя американка. Чушь несешь. Кстати, насчет Заза этих... ведешь себя как мне. Вот то, что там могут жить там среди афроамериканцев и так далее. Была интересная история, там один священнослужитель, эта история там известна, рассказывается, его речь, это была его речь. Он говорит, я не знаю, вот мне ненавистно это признавать, но когда я иду по улице, то есть в Америке, в ночное время, и когда я чувствую, что за мной кто-то идет, и когда я оборачиваюсь и вижу, что это белый человек, мне на душе становится спокойно, он говорит. Он был афроамериканцем, сам этот священнослужитель. Потом было исследование еще проведено на реакцию мозга, на первую реакцию мозга, на разные, там сказать, фотографии, то есть людей. И у всех, в том числе у чернокожих самих, реакция первая на фотографию, то есть черного человека, была отрицательная, негативная. И сами эти черные, они и арабы, и все нации, которые обвиняют других, вот эту белую расу там, и так далее, в расизме, они сами те еще расисты, то есть они вот пренебрежительно относятся к самому белому человеку. То есть расизм, с одной стороны, для них он позволителен по отношению к белому человеку. К белому он позволителен, а обратно непозволительно. Почему это непозволительно, даже с точки зрения просто психологии? Потому что, как сказать, это со стороны белых это будет как унижение слабых, то есть унижение тех, кто пониже. Всегда унижение слабых и так далее, это, скажем так, не приветствуется, это Скоро мы ругается. придем, к чему ты Это они ведешь, сами то, признают. что ты говоришь, это, как говорится, скоро мы придем к тому, что само существование умных людей будет оскорблять чувства тупых. Да, кстати. Это уже есть. В Америке это считается непрестижно быть белым. Полностью опущена белая раса. Белый человек – это как бы нужно идти Поменьше осторожно. смотрите телевизора, поменьше. Я не телевизор смотрю, я с ними живу бок о бок. И очень далеко держусь от черных. Молодцы, поздравляю вас сердечно с этим. Спасибо, учитесь, и будет жить легче. Да мне и так прекрасно живется. С черными, с белыми, с желтыми, с коричневыми я себя прекрасно чувствую. Молодец. Спасибо. Я просто белая, поэтому они меня не любят. Кстати, был момент, где вот сейчас это же Крис Рок, там его Уилл Смит там на вручение Оскара вроде бы там дал ему пощечину, да, и потом, когда он уже после этого случая выступал
выступал там с номером, стендап номер у него был после этого. Он там говорил, что он разбирал это и так далее, там, его критиковал Уилла Смита, и говорит в конце, я все равно, несмотря на все это, не ударил его в ответ. Он говорит, почему? Потому что у меня были родители, и мои родители учили меня не конфликтовать и не драться при белых между собой. То есть черные, там, не деритесь, там, не конфликтами при белых. То есть покажите вашу там общность и единость. То есть они сами проявляют этот расизм, но обратно расизм, он типа запрещен, потому что они знают, что это факт просто, да, они осознают, что они там, как сказать, сами свою неполноценность осознают. Да, они не знают, что они не равняются. И вот эта толерантность их посадила полностью на шею, и нету от них ни покоя, ничего. Лоботрясы, тунеядцы, наркоманы и эти, говоришь, сидят на пособиях 80%, и там, может быть, 3% врачей, и то я бы не пошла к этому врачу, потому что вдруг что не то. Это исключение, да, это исключение, эти врачи там. И вот она сидит, говорит об исключениях, как будто это большинство. Помимо этого, кстати, насчет именно черных, все эти вот эти, есть правила, есть исключения, но наоборот исключение подтверждает и утверждает правила. Цезарь, вы такой эксперт по есть Америке. Такая Опра. Я просто, честно сказать, вами восхищаюсь. Это не эксперт, это не мои слова, это слова самих американцев, Да, самих чернокожих, самих чернокожих. Это в открытом доступе все это есть. Самих исследований, которые просто известны и давно подтверждены. На самом деле ничего там не подтверждено, все это галимая конспирология, как была. Хорошо, конспирология. Кто это не довел? То, что ты говоришь. Ты можешь назвать одного черного инженера? Конспиролог наш. Роберт Робинсон. Напиши Роберт Робинсон. Их там это что, инженер? Сейчас. Прикинь, инженер. Учу. Вот это да. Вот это поворот, да? Лилей. Абсолютно ничего. Сейчас посмотрим. Одного найдем, скажу. Слава богу, один есть. Прикинь. Вот это нормально уже. Опять же, ты, наверное, забыл, что мы сказали чуть-чуть раньше. Исключение подтверждает правило. Хорошо, я тебя убеждаю, там в Америке, да вообще много ничего себе. Конечно, он зайдет. Я даже знаю, откуда он это говорит. Есть такая книга. Какая нахрен галимая конспирология? У нас, у чеченцев, собирают деньги, чтобы строить колодцы африканцев. Ты вообще о чем говоришь, в каком мире живешь? И что это такое? То есть вообще у тебя с головой все в порядке там? Алло. Алло. Колодцы, причем? Причем тут генетика, в смысле, почему самый быстрый человек Усейн Болт? Почему в спорте везде черные... В смысле повезло ему? Да и не во всем спорте, их нету в плавании. Их нету в плавании, не забывайте. По поводу, послушайте, по поводу негров. Почему они так хорошо играют в футбол? Подожди, дай я закончу. Не надо, Ты сказал про Роберта Робинсона, про инженера ты сказал, я про него прочитал. Что он сделал, чем он известен, там ничего там не написано про него. Во-первых, почему он популярен? Нет, он есть, но почему он популярен, я тебе скажу. Потому что он просто переселился из Америки в Советский Союз из-за того, что его там якобы притесняли по расовому признаку. Из-за этого он стал популярен. А что он сделал? Что он открыл? Что он создал? Посмотри. Серьезно, что ли? Он его назвал? Он просто... Все, он просто... кого слышал, кого и назвал. Переехал. Это то же самое, что люди, которые утверждают, эти же африканцы, они пользуются ведь смартфонами, телефонами, технологиями, машинами. Обезьяну можно научить шимпанзе, есть такой эксперимент, где обезьяну учат
тыкать, то есть пользоваться iPad'ом и водить машину. Я представляю, чем они пользовались бы, если бы белые люди не вытянули бы их из своей пустыни. Вот такие интересные личности, они обычно возникают, когда вот из-за вот этих как раз-таки повестки дня, толерантной повестки дня, вот его притесняли, он переместился и так далее, там разные там какие-то еще какие-то фильмы это снимают. галимая конспирология. Ни одного ученого, инженера нету, африканца, но это все равно галимая конспирология. Они есть, их интернет глушит их просто. Не дает им развиваться. Как глушит, там они есть. Зайти посмотреть полно. Зашел, посмотрел и все. Кого Хорошо, мне можно посмотреть? тогда, можем, Ты сейчас можно назвал тогда. одну фамилию, оказалось, По что это поводу- просто какой-то беглец. Я тебя спрашивал про инженера, Не, я как-то говоришь про негров, какой-то инженеров не поворот. изучал, не сидел. Ну, не знаю, какого-то Негров, изобретателя, инженеров. который ракету там придумал, не знаю, танк придумал, машину придумал. Не знаю, одного назови, что с тобой? Я, можно скажу от себя, научиться пользоваться технологиями, тем, что произведено, это намного, это легко. Но вот создать что-то и воспроизвести, это уже второе, это уже другой уровень. Нужны мозги. Конечно, и тот человек, который говорит, что именно в северной части планеты мозги для выживаемости нужны больше, и развивать их надо, кто отрицает это и называет конспирологией, как он может опираться на науку? Я могу вам назвать одного гениального черного, который сказал I have a dream. Вот все, что он сказал. У меня есть мечта. Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг, да. Послушайте, победа белой расы не в Слушай. том, что они умные. Победа глобального капитализма, который они устроили. Есть социально-экономические отношения, их не переход. А что мешало африканцам это построить? Послушай, в этом мире есть такая вещь, как стечение Что обстоятельств. мешало индусам это сделать? Ну что им мешало? Первые Ну, пустили видите белых. ли, белый Это вообще, человек послушай, вот там этот аргумент, что-то построил, потому что. А почему Это это глупости. Дети фоткают, Нет, можно вопрос ученых. задать? Можно вопрос задать? Вот вопрос такой. Ты ведь утверждал, что в Африке, в таких местах, в жарких местах, ну, где климат не только в жарких, но и, к примеру, в субарктических, арктических, где выживать там просто нужно там копье кинуть, животное, там есть еда и так далее. То есть голода там нет и не нужно выживать. Ты ведь это утверждал? Берет свои слова обратно. Смотри, ты это утверждал. Так и есть. Вот так и есть, так и есть. Так это мы и говорим, говорим об этом. Второй. Просто это все отразилось на генетике и на интеллекте. Отрицать А вот это вот это понятно. уже Нормально, конспирология. Вопрос второй. Тебя будут Мне держать. плевать на Это любой смешно. нормальный круг, я говорю про факты. Мне плевать там вообще, ты у меня нету авторитетов, я для себя авторитет. Люди Вопрос другой, учились дети просто так, а фоткают. ты там почитал. А я что Жака делал? Кэшка, Я посмотрел, не мнение. учился, что ли? Нет, ты дух времени посмотрел. Назови себя, мне он стал одного самым умным. инженера, одного изобретателя черного. Что с тобой? Дети Назови мне фоткают. этот Второй поворот. вопрос. Раз ты Свободница, признаешь это... секунда, найдела, диецеза, секунда. Свободница. Можешь, назови мне, вот, хорошо, я конспиролог, я тупой, там, как среди какого-то круга там меня закроют. Вот назови мне одного черного изобретателя, машиностроителя, завод построившего или еще что-то сделавшего. Одного Ты черного. снова это говоришь, как будто это какой-то аргумент. Это вообще не аргумент. Короче, нету, да, Назови имени? великого. Нету ни одного ученого? Ты серьезно, зайду в что ли? интернет. Охренеть. Короче, я понял. Этот человек, походу, там, из некой неопределенной расы, которая еще ниже черных стоит в плане интеллекта. Поэтому, как бы, вот, я же говорю, вот. Сон гучалам дукканери, баг хамаилан йойсондуш. Тешо, Адам.
Duibušalari, duibor barason, hodinien ča ugar bez cebak hayilch magason shmilshpu. Diešo. شوف أنا وش ميشريرتي وش ويتي يا هم أتبوقع بيتسجى بوشة. Причем на любую тему с ними невозможно спорить. Видите, нет выхода. Они хотят спорить не только в религии. Даже Я когда лично прочитают... ни с кем не спорю. Не, я не про вас, извините. Я про того, который сейчас на чеченском говорил, не про вас. Цель прихода вот сюда, вот дурастикой заниматься. Цезарь, вот у меня к вам вопрос. Можно задать вопрос? Вот смотрите, вы все эти исследования изучили, прочитали. Что вам это дало вообще по жизни? Вы стали как-то себя лучше чувствовать? Может быть, ваша, извиняюсь, там самооценка поднялась, я не знаю. Это простой вопрос без сарказма. Мне вот просто реально интересно. Что вот эти вот знания вам дали? Во-первых, эти знания дали понимание того вообще о человеческом роде, о человеческом виде. Это во-первых. Во-вторых, эти знания подтвердили и, опять же, дали то, что сегодняшний мир катится в тартарары таким образом. И что Нет, надо что-то менять. Вот лично вам, вот эти все познания, что дали? Послушай, можно тогда Я вопрос? не хочу там про мир, глобальную вот эту систему. Хорошо, лично, тогда вопрос. Лично вас. Хорошо, вы интересуетесь чем-то, кроме, к Так в примеру, том-то и дело, мы не думаем только лично о себе. Нам надо стратегию строить. Скоро нас полностью могут уничтожить и схавать. А нам Ну, это понятно, но мне интересно, что все эти знания Выживаемость, лично например, дали. мне это лично выживаемость дает. Вопрос, вот встречный вопрос. Тогда, например, у вас есть определенная специализация. Да нет, и помимо подождите, до встречного вопроса вы просто можете на мой вопрос хорошо, ответить? это аналогия. Может хорошо, быть, вы утром проснулись и решили стать, я не знаю, там, медиком, например, врачом каким-нибудь там. Нет, это просто подмена понятий, то, что вы сейчас говорите. Если я, к примеру, врач, это не значит, что Да для я меня не будет полезно изучать. это я для примера привела. Дайте ему ответить, пожалуйста. Если я врач или инженер, если я, к примеру, инженер, это не значит, что я не должен, к примеру, читать какие-то медицинские открытия или там биологические какие-то факты и тому подобное. Если я, к примеру, врач, к примеру, рассмотрим другую ситуацию, это не значит, что, к примеру, не будет интересно, как работают, к примеру, какие-то механизмы инженерные. Ну, или как, к примеру, изучить я исторически. согласна. Это принесет пользу. Во-первых, Я это развивает согласна. интеллект читания. Во-вторых, это Вы становитесь более целостным человеком, да. Просто мне стало интересно, вам что эти знания лично дали? Вообще понимание того, к примеру, хотя бы минимум понимание того, почему эти люди такие, почему они себя так ведут и что они из себя представляют. А почему вот вы этим вопросом вообще себя, ну как сказать, озадачили? Да. Вот ну, почему? во-первых, из-за, к примеру, я читаю... Это лично, вопрос возникновения научную... жизни. В смысле, из-за чего это возникновение человека, это эволюция человека, откуда он пришел и куда он Да должен нет, идти. может быть, например, там он встретил какого-то там черного плохого человека, вот и его реально это вся тематика. Причем вы вообще где были? Вот час тут разговаривали, вы где были, Эгдон? Вы где были? Вы где летали, скажите, пожалуйста. Где летала, там летала. Она из Greenpeace защищает. Смысла нету ему больше, не надо. И вопрос задает, на который ответить невозможно. Чушь какую-то несет. Не, столько за час приведенных фактов, если человек не понял, там, лично вам, что это принесло. Вообще, дальше объяснять, разговаривать, смысла нету, это чисто уже дальше, типа, манипуляции. Типа, вам-то это ничего не дает, смысла-то нету. Смысла-то Я нету, не пускай сказала, что черные смысла считают нет. себя Я не братьями, сказала, что а мы смысла станем... нет. Мне стало интересно. Мне просто стало интересно, черные, почему он заинтересовался этой тематикой. Хорошо.
Хорошо, пускай черные считают себя братьями там и так далее, там. Да и мне вообще все равно, Белые каким они пускай себя там, короче, считают. вообще не интересуются, откуда они, кто они, где они, короче. Тупую включают, короче, и пускай идут в тартарары, не интересуясь, откуда они, кто они и куда они. Это вообще, ну, уму непостижимо. Да я вообще не про это говорю. Он, я так поняла, много про это прочитал исследования. Мне, как человеку, стало интересно, почему он вообще этой тематикой заинтересовался. Так эта Может, тематика относится к возникновению человека. И откуда я пришел, чтобы посмотреть, наткнулся на это, на эволюцию, на возникновение рас, видов, их разнообразие. Я изучал, но это откуда вы я и кто отвечаете я. за него. Ну так он тоже вам говорит то же самое. Понимание вообще всего, как устроен мир, он вам так и говорит. Ну, он не с этого начал, конечно. Ну, пусть будет Я так. я не понимаю, просто вы как живете? Вы не изучаете этносы, что ли? Вам не интересно вообще поведение этих людей? Почему в той или иной... Есть некоторые, которые обижаются очень сильно. Это у них этнически, в них заложено это. Я с ними работал. Короче, дофига Да, я я знаю. отвечу на вопрос, как я уже сказал, понимание вообще окружающего мира. Во-вторых, меня, в общем-то, интересует разная вот, человеческая цивилизация, разные народы. Я изучаю историю разных народов и так далее. И в том числе я знаю, то, что поведение человека, все это характер, все это заложено, все это детерминировано генами. Все это уже мозг отвечает за все это. И поэтому подтверждение, то есть сравнивал разные факты, то есть факты истории, факты археологии, там, факты и тому подобное. Потом факты сопоставлял с фактами с генетическими или биологическими, то есть в этих науках. И, конечно же, ну, к такому выводу пришел. То есть я не читаю, там, не смотрю, там, не принимая за чистую монету то, что говорят, там, общепринятое. Я смотрю, какие факты приводят такие-то люди, какие-то там придерживающиеся такой-то теории, какие такие такой-то теории. И выбираю то, что, сказать, во-первых, более аргументированно, во-вторых, это можно увидеть на практике, в реальности. Вот и все. Про контакт, во-первых, я как бы, вы вот там сейчас, я не знаю, как бы сейчас, кто бы не подумал, на самом деле я очень долгое время пытался относиться к этим людям, с которыми я с этими, кстати, с многими народами африканскими, там, арабскими контактировал, как таким же людям. Но в ответ они не понимали и не воспринимали это поведение. Они не воспринимали это. То есть я видел, что они другие, что они, скажем так, то есть у них другое мировоззрение, мировосприятие, вообще мировосприятие у них отличное от нас из-за строения там и разного клинического строения мозга. И, то есть конечно вы же, пришли к этим выводам не только посредством исследования, а посредством как бы ваших личных контактов, да? Нет, не только моих личных контактов. И не единичного контакта, а на протяжении продолжительного времени, это во-первых. Во-вторых, на основании этих исследований, фактов, во-вторых, на основании моего личного опыта, не единичного, не там несколько раз, а продолжительного и общего. И в-третьих, на опытах других людей. В-четвертых, на, так сказать, общей ситуации, которая сейчас находится в мире. Все это. И человек, который думает, если человек утверждает, отрицает реальность и практикует, это сейчас не к вам, конечно, относится, не принимайте на свой счет. Если человек отрицает реальность, говорит, что не так это все, это уже либо он софистикой занимается, либо у него шизофрения. Первая стадия отрицания реальности. Я поняла. В общем, вы пришли к этим выводам в совокупности всего. То есть не только посредством исследования. Я поняла, да. Верно. Там элементарно. Если ты хочешь узнать человека, ты должен узнать хотя бы его этнос для начала. И потом ты узнаешь, ты уже знаешь, какой подход нужен к этому человеку. Ну, это Это понятно. первое.
Ну, это понятно, но я тогда не понимаю, как вы не понимаете образа, для чего мы изучаем этнологию. Понимаете? В Значит, этом вы только плане, себя, значит, вы только себя насчет, презентуете. извиняюсь, насчет этого отношения там черными какими-то, я за себя скажу, я видел много черных и не видел ни одного, скажем так, ненормального. То есть по-человечески, как бы, чистоплотные, ничего не могу абсолютно сказать. Абсолютно, ну, то, что сейчас Ник Мойер, Кейсар, да, Кейсар Цезарь. сказал, Цезарь, в плане отношения, как бы, я видел, да, разные районы, разные там, где живут, и полностью согласен, я не хотел бы жить в черном районе, как говорил Мухаммед Али, все хотят быть вместе своими. Птицы хотят там с птицами, там львы со львами. Он говорил про себя. Мне не нужна белая женщина. Если я приведу из какого-то там другой страны белую женщину, что у нас будет общего? Ей нравится там, там туда-сюда какой-то Элвис Пресли, мне нравится вот это. Как бы все должны быть вместе со своими. Он говорил это в прямом эфире. И белый вот этот, как его, интервьюер пытался не соглашаться с ним. И он опозорил его, говоря то, что мы сейчас говорим. Это сам черный Мухаммед Али говорил, то, что я и Цезарь говорит. Он ему говорил, это ты говоришь, потому что ты сейчас перед камерой сидишь. А я 100% уверен, что ты не хотел бы, чтобы твой сын или дочка выходили замуж за черного. Ты будешь говорить без разницы, потому что ты перед камерой. Так же и я не хочу. Каждый должен быть со своими. Все так хотят. Это нормально. Он это тогда говорил. Точно так же, наверное, у них свой какой-то быт. Мне не интересно вдаваться в их кухню, заходить к ним в дом. Пусть где живут, там и живут. Я как бы за то, чтобы, как Бог нас создал, вот так и должно быть. Но есть богоборцы в этом мире, опять же, которые тянут нас, идут против природы, делают обрезание и еще что-то. То есть полностью Бог нас создал по такому. Вот решили какие-то оборванцы из-за собственной ничтожности, придумали какие-то идеологии ненавистнические, расистские. Ислам, иудаизм хуже расизма не найти. Гитлер там в сторонке отдыхает с иудаизмом и христианством. Но Бог как нас создал, каждый на своем месте. Пришел в сад, вот тут там розы белые, там, вот тут черные, там, или красные розы, там, вот здесь фрукты, там, все должно быть на своем месте. В этом и красота мира. Но есть, опять же, богоборцы, которые хотят всех нас сделать коричневым. Хотят они этого, осознанно делают они, неосознанно, но программа есть. И никто не может ее отрицать. Идет полностью, всех как один сделать коричневыми. Коричневый – это белый перемешать с черным. И получается коричневая раса, которая утратила свое превосходство черной расы, физическое превосходство. Оно уже физически не может сравниться с чистым черным. То есть ребенок от белого и черной, или черного и белой, он уже ни по интеллекту не сравнится с матерью белой, и ни по физике не сравнится с отцом черным. То есть это полностью деградация всех как бы. Эта программа идет, и она работает. Третья мировая война. Там, если вы не видели, есть картина. Вторая мировая война. И внизу с самолета падают ракеты.
И рядом еще одна картина, и написано «Третья мировая война», из самолета падают чернокожие. Вот это сейчас идет, и отрицать это, ну, идите, спрячьтесь в каком-то своем подвале и ждите, авось пронесет. Не пронесет. Я вообще в общем говорю. Маршал Думасерга. Физически сила и сила, если взять спорт в целом, легкие атлетики, час силы у них нету. Это составляет где-то 5% в общем от спорта. Не, генетически как бы исследованиями, что еще, они сильные, у них ноги сильные, потому что они постоянно ходят, бегают, в общем, ноги у них сильные. Чисто генетически они в физике превосходят белых. Это факт, это доказанный момент. Череп Чисто у них научно. толще. Череп, черепная коробка. Физически силы вещи. Тяжелая атлетика, физически вот. сила, наверное, физически сила, я считаю, техники есть. Ну, это уже интеллектуальный подход, да, физический, атлетики. Там просто поднять что-то, ну, самый сильный черный, самый сильный белый, а черный его будет превосходить. Но где уже нужен интеллект, уже атлетика, там, да, техника, где нужна, там белый может его чисто с интеллектуальной стороны обойти. Такой вопрос к Дону. Раз вы утверждаете, что вот нет никаких расовых различий, вы в курсе, вот, к примеру, такого, скажем так, признака, как скошенный лоб? Я не говорила о том, что нет расовых, как сказать, разниц. Я говорила о том, что если брать интеллект, мозговую деятельность, то именно в этом разницы нет. Все. Хорошо, тогда вопрос тогда вот скошенный лоб. Тогда вы, наверное, в курсе, что лобные доли отвечают за именно, имеют очень важное значение в человеческой жизни, отвечают, регулируют его поведение. То есть вообще умственные вообще способности в основном, они в лобной коре. Скошенный лоб, это значит, это известно, это меньший объем лобных долей. Вот если взять, например, вычислительную какую-то машину и как-то урезать ее, как можно сказать, ее детали какие-то, отвечающие за вычисление, убрать какую-то часть, она будет работать с той же силой, с той же скоростью, либо она будет работать хуже. Это вопрос был. Эгдон. Извиняюсь, вы мне задали вопрос? Да, вам. Раз у них объем лобных долей из-за скошенного черепа, ну, это доказано, он меньше, это влияет или не влияет, по-вашему? По моему мнению, абсолютно не влияет, потому что интеллект, вообще наша мозговая деятельность, опять-таки, она не зависит от размера мозга. Вот. Но я понимаю, к чему вы все это склоняете, того, что там якобы что-то там жмет, прижимает и так далее, какая-то там определенная часть не развита должным образом, не развита, поэтому как бы так вот. Есть и другие признаки, если вы его так, как вы меня отрицаете. спросили, да, так как не то чтобы я отрицаю, просто это как бы факт. Поэтому я считаю, что опять-таки вот наша способность, да, вот планировать, думать и так далее, она не зависит от размера. Например, если брать наше человеческое тело, мы, хоть ты там, у тебя там рост 1,90 м, хоть это там рост 1,70 м, условно говоря, ты как вот ходишь, бегаешь и так далее, как бы практически, ну не сказала бы, что все одинаково, но в любом случае. Не, причем тут рост, это речь идет о мозге, мозг-то не меняется, это рост. Нет, я поняла, я просто для примера привела.
Пример неуместен. Если удалить лобные доли, хорошо, говорите, что не отвечает, там, объем мозга не важен, хорошо, удаляем эти лобные доли почти что, нам скажем, наполовину. Повлияет это на поведение человека, или он все же еще будет в состоянии планировать и так далее? Кстати, насчет планирования, как раз-таки у них, опять же, исследование, это планирование слабо развито, потому что, опять же, из-за климатических условий, в которых они проживали, в которых они на протяжении там, веков находились, они не нуждаются в Не планировании. требовало от них интеллектуальных усилий. Да, убил животное, все там. Это был один советский мультик, там, Чунга-Чанга весело живет, Чунга-Чанга лето круглый год. Вот там точно описывать. Им ничем не надо страдать, думать, планировать, там, убил, там, фрукты взял, там, и так далее. Все. Раз вопрос... Я просто мне, знаешь, что обидно? Единственное. Вот мне единственное, что обидно, вот почему они не могут забить трубу в землю? Почему с меня, с нашей республики ходят, попрошайничают и собирают деньги, чтобы сделать колодец в Африке? Я просто не могу этого понять. Хотя у них есть эти приборы и условия для этого, то есть им доставили... Не то, что... А где их вот эти всякие 50 центы, шмифти центы, где они? Был сериал... Все эти миллиардеры, их певцы. Сейчас... В этом они хороши. The Boys называется сериал, пацаны. Там один, типа, этот супергерой был, который африканец. Он решил там повысить свой рейтинг, там какую-то там историю создал, там такой-то там поезд посещает свою историческую родину и так далее. В итоге, когда там они наедине остаются, там другой африканец, он прямо сказал, и так ясно всем, это всем очевидно, что тебе вообще на эту Африку, на твою историческую родину наплевать. Ты никогда, никакое время туда не поедешь, и нога твоя там не будет. Зачем весь этот цирк, он сказал этому африканцу. Где эти, Kanye West, 50, 60 и так далее? Где они? Это они типа Мухаммеду Али, короче, пародируют. Типа он поехал же туда, там бой сделал, чтобы дух поднять там туда-сюда. Да, почему они не едут? Почему этим занимаются белые люди, европейские там страны там, и так далее? Эгдон, я конкретизирую вопрос. Если лобные доли, их срезать, убрать, лоботомию, не полную лоботомию провести, а частичную лоботомию провести, это повлияет на поведение человека? Если сам череп, условно говоря, остается в, не то чтобы оригинальной форме, не могу правильное слово подобрать. Если сам мозг не задет, мозг... лоботомия. Что такое лоботомия? Это удаление частичное либо полное лобных долей мозга. Естественно, если там электричество, условно говоря, по мозгу там провести, по своим вискам, конечно, там все поменяется. Но если сама мозговая масса не затронута, соответственно, я считаю, что абсолютно никаких изменений там не будет. А так, естественно, если... Вот это я тоже согласен. Подождите, вопрос лоботомии, удаление лобных долей. Как масса мозга может быть не затронута, она уменьшится и удалится конкретные доли мозга. Как она может не задеть? Если лоботомию провести хоть на азиате, хоть на белом человеке, он поменяется. Здесь не зависит раса и так далее и тому подобное. Нет, я говорю частично лоботомию, если провести. Вы говорите, что масса мозга не влияет, то есть объем мозга не влияет. Я говорю, доли, если они более развиты, в большей форме, больше масса, у них больше объем, это увеличивает интеллект. Вы говорите, вот если я спрашиваю, у них лобные доли хуже развиты. Я Хорошо, если доли затронуты, будем так говорить, если вот эти доли затронуты, доли ваши, про которые вы говорите, лоботомия, вот это все, естественно, хочешь не хочешь, там все поменяется. Это простая биология.
Но я и говорю, это опять же простая биология. Лобные доли хуже развиты. Соответственно, определенные В чем здесь интеллектуальные способности. лоботомия и то, что они хуже развиты? Но лоботомия – это то же самое. То есть, когда лоботомию проводят, это там ты не удаляешь какую-то связь, там сам мозг функционирует, но ты Но это удаляешь же определенную его часть. процесс, как Ты бы удаляешь внешний определенную процесс. часть. Но если это процесс, да, внешне, ты управляешь определенную часть, срезаешь. Если провести частичную лоботомию, то тоже уменьшится умственные способности, потому что, хотя лобные доли потом останутся, из-за того, что уменьшается как раз-таки объем и масса этих долей. Хорошо, ладно, оставим эти лобные доли. Другой тогда признак прагматизм. Нет, вы Знаете, просто что такое? перекинулись с Я лоботомии Нет, я не на... перекинулся. Я объяснил, что лобные доли из-за того, что у них меньше, чем у хуже развитых, из-за того, что они меньше в объеме, это влияет на интеллектуальные способности. Я привел пример. Если у человека удалить часть лобных долей, это тоже, то есть уменьшить их в массе, они будут функционировать, но они будут функционировать хуже. Это пример обычный. Я объяснил, как мог, своими словами, но если не понимаете, то там оставим это просто. Ну, не надо говорить о том, что я чего-то не поминаю, потому что вы сначала сказали, если лобные доли не развиты. Потом вы Да, сказали, меньше. если была проведена лоботомия. Это абсолютно две разные вещи. Аналогия. Лоботомия – это внешний процесс. Неразвитый – это натуральная, как бы будем так говорить, жизнь. Это процесс жизненный. Хорошо. Если я привел пример, это аналогия была, и там лобные доли уменьшились, но сам мозг функционирует все еще, и тут они меньше. Чем лучше развиты лобные доли у человека, тем выше у него интеллект. Это известно. Далее. Я привел просто пример. Вы говорите, масса не влияет. Я говорю, масса влияет, объем влияет. Если удалить объем какой-то части мозга, это повлияет на его интеллект. И неважно, это внешнее вмешательство, либо естественное. Вопрос второй. Прагматизм такой вам признак известен? А что это такое вообще прагматизм? Прогнозист? Прагматизм. Это когда череп имеет такую прагматизм? Прагматизм. Прогнатизм – это когда череп имеет такую наклоненную форму, и нижняя челюсть выдвинута. Это, то есть, не у человека череп имеет в виду более прямую форму относительно перпендикулярной линии из-за того, что, скажем так, из-за прямохождения. Прагматизм именно когда прогнатно вот это тип мозга, тип черепа, тип черепа, когда мозг наклонен, и череп выходит вперед из-за этого наклона у них. То есть, это типичный признак вот этих первых людей, а также обезьян. Прогнатизм, во-первых, это нижняя челюсть, понимаете? Это как бы выпирание нижней челюсти. Смотри, Причем здесь мозг? Выпирание нижней челюсти бывает, когда череп, как сказать, прямо, как обычный, как у человека, прямой, и череп, нижняя челюсть выпирает. Но бывает так прогнатно, вот это тип черепа, когда череп наклонен назад, вот, и вот эта челюсть, она выпирает. Вот этот наклон черепа – это признак обезьяноподобных людей и первых вот этих людей. Когда он наклонен. Человек из-за своего происхождения имеет вертикальную форму, грубо говоря, черепа. Вот этот наклон – это признак вот этих, которые не прямоходящие, потому что им нужно вот эту голову, если она располагалась как у человека, у них был меньше угол обзора, меньше кругозор. Им нужно, она должна быть наклонена немного назад, чтобы все это видеть, то, что перед ними. И этот признак постепенно утрачивался, чем человек эволюционировал, развивался. Но
вот этот скошенный лоб, скошенный череп, прагматизм, а также другие признаки, к примеру, немного желтого оттенка глаза, все эти вот примитивные признаки почему-то распространены и наблюдаются у африканцев. Я, конечно, извиняюсь, я очень много работаю, у меня тоже там уже скоро не то, что желтые глаза будут, красные, черно-белые. Это получается, Нет, я в именно... примитивизм я впадаю, да? Я Нет. превращаюсь в человекоподобную особь. Они у вас изначально какого оттенка были? Белого? То есть если белого, то из-за каких-то внешнего воздействия, когда они красными становятся или желтыми, они у вас остаются, но потом-то они возвращаются в нормальное состояние. У них, у большинства, к примеру, с самого рождения. Эти глаза, для чего эти нужны именно желтые? У животных обычно вот это белок, именно глаза, вот эта белочная вот эта оболочка глаза, она желтоватого цвета. Это нужно для того, это необходимо, это просто эволюция, отбор. Это нужно для того, чтобы когда это животное, либо обезьяна, либо обезьяноподобный человек, когда он сидел в кустах и охотился там на животное, его не выдавали белые глаза, которые сверкают ночью, к примеру. То есть это обычно в кавычках маскировка. Другие есть признаки, к примеру, длинные руки, которые нужны были для обезьян и обезьяноподобных людей, для того, чтобы там лазить по деревьям и перескакивать с одной ветки на другую. Но человек впоследствии утратил этот признак, и они укоротились. Не один, это комплекс признаков. Я лишь несколько вам привел. Эти физиологическое строение мозга, генетическое различие, уровень IQ, потом в реальность, практика, все это суммируется. И нельзя эту реальность как-то отрицать. Конечно, там каждому хочется верить в то, что он хочет верить.